страны и донести до каждого из вас важнейшую информацию. Мы понимаем, с какими серьезными кризисами столкнулась сейчас наша любимая Италия. И мы понимаем, что вы сталкиваетесь с этим в вашей жизни и слышите об этом каждый день в новостях. Но в новостях нам не говорят самого главного. Нам не говорят о том, что действительно происходит с климатом как в нашей стране, так и на нашей планете. А именно климатический кризис на сегодняшний день — самый главный кризис для всех нас. Почему? Потому что когда в наш дом приходят климатические катастрофы, мы уже не переживаем за проблемы на работе и высокую стоимость коммунальных услуг. Мы пытаемся спасти свои жизни и жизни своих близких. А катаклизмы обрушиваются на нас, итальянцев, все чаще. Мы к ним не готовы. Мы становимся полностью беззащитными, когда климат все чаще и губительнее затапливает наши города, сжигает пожарами наши леса и все внезапнее активизирует вулканы. Мы не можем ничего противопоставить климатическим катастрофам, потому что не видим картины в целом и не понимаем их истинных причин. Именно поэтому сегодняшнюю конференцию мы хотели бы начать с анализа климатической ситуации на нашей планете и в Италии в частности. Сейчас это самая важная тема для каждого из нас. Уверен, вы скоро поймете, почему. Мы, итальянцы, уже стали свидетелями беспрецедентного роста климатических катастроф в нашей стране. Множество наших граждан вынуждены покидать свои дома и оставаться ни с чем. Но это только начало. В чем же причина таких резких изменений на планете? Что нас ждет дальше и какой существует выход? Об этом сегодня на конференции расскажут многоуважаемые ученые и спикеры. Прямо сейчас конференция «Глобальный кризис. Италия. Будущее зависит от нас» транслируется во множестве стран мира с синхронным переводом на 39 языков, потому что то, о чем мы будем говорить сегодня здесь, в Италии, касается всего мира. Климатические катаклизмы нарастают и будут катастрофически нарастать в ближайшее время. Мы хотели бы сразу внести ясность, что глобальное потепление, вызванное антропогенными выбросами СО2, не может являться единственной или основной причиной происходящих ныне природных катаклизмов. Причина в другом. Сегодня на этой конференции вы узнаете о многолетней междисциплинарной работе передовых ученых из разных стран. Благодаря этому у вас появится целостное понимание того, что происходит с планетой. Мы также поговорим о том, как раз и навсегда можно решить климатическую проблему. Итак, начнем. Для того, чтобы было понятнее, что происходит с климатом, давайте посмотрим, с какими бедствиями уже столкнулись итальянцы за последнее время. По данным Европейской лаборатории сильных штормов, только за 8 месяцев 2023 года в Италии произошло 2648 опасных климатических событий. А это в среднем 11 экстремальных явлений в день. Нашу страну опустошают мощнейшие климатические катастрофы, количество и разрушительная сила которых стремительно растут. Посмотрите на график. Здесь показана прогрессия природных катаклизмов в Италии с 2010 года по август 2023. Если в 2018 году их было около 1000, то в 2022 более 3000. А в этом году уже 2648 климатических катастроф. А ведь 2023 год еще не закончился. Даже школьник может просчитать прогрессию катаклизмов и составить прогноз на ближайшие годы. Вот эта прогрессия. Количество природных катастроф в 2028 году достигнет такого значения, что это даже не умещается на графике. Как вы думаете, будет ли возможна ли жизнь на территории Италии при таком количестве катаклизмов? Ведь это будет уже через 5-6 лет. Вам об этом еще никто не говорил. Но ведь это происходит на ваших глазах. Учитывая то, что до сих пор природные катаклизмы называют плохой погодой, как думаете, занимается ли кто-то всерьез решением данного вопроса? В то же время нарастают катастрофы, которые не могут быть связаны с антропогенным фактором и не могут быть объяснены ростом СО2. Так почему мы, итальянцы, впрочем, как и весь мир, не замечаем очевидного и не воспринимаем реалии?
Наводнения. Италия из-за своего расположения исторически сталкивалась с риском наводнений, оползней и береговой эрозии. Однако резкое изменение климата в последнее время колоссально расширило зону риска, и в 2022 году в ней оказалось уже почти 94% всех муниципалитетов страны. В 2023 году всего за полгода от оползней и наводнений пострадало и было эвакуировано почти 40 тысяч человек. А это в 2 раза больше, чем суммарно за последние 5 лет. Также в нашей стране стремительно растет количество беспрецедентных масштабных наводнений. Это видно на графике. Число этих бедствий увеличилось с менее чем 20 в год до 105, то есть более чем в 5 раз. Причиной такого резкого роста числа наводнений и оползней являются рекордные ливни. Их называют водяными бомбами, потому что экстремальное количество осадков выпадает за считанные минуты. Наводнение в регионе Марке в сентябре 2022 года стало катастрофическим событием. Тогда на провинцию Анкона менее чем за 3 часа обрушилась полугодовая норма осадков, что вызвало небывалое наводнение. Жители сравнили его с цунами. Всего за 10 минут вода поднялась почти на метр. К сожалению, спастись успели не все. Масштаб разрушений огромный. Ущерб составил около 2 миллиардов евро. В мае 2023 года в Эмилии-Романье произошла еще одна трагедия. Регион накрыли 2 волны мощнейших наводнений. В начале месяца здесь выпало почти 300 миллиметров осадков, а уже через 2 недели на регион обрушилась полугодовая норма дождя всего за 36 часов. По оценкам специалистов, дожди такой интенсивности могут происходить один раз в 100-150 лет, причем в дождливый сезон, осенью или зимой. Но никак не дважды за весенний месяц, как это случилось в Эмилии-Романье. Скажите, люди постарше, кому за 40, помните ли вы подобные ливни и наводнения до 2010 года? Как часто они происходили? В чем причина таких явлений? Посмотрите на этот график роста температуры океана. В 2023 году был побит рекорд за всю историю метеонаблюдений. Так сильно и так катастрофически быстро океан не нагревался еще никогда. Чем теплее становится океан, тем больше испаряется влаги, а следовательно, становится больше осадков и больше наводнений. Помните прогрессию нарастания климатических катаклизмов? Сопоставьте это с нагревом океана. Все еще будем успокаивать себя, что это всего лишь плохая погода и ничего серьезного не происходит. При этом мы сталкиваемся с еще одной проблемой. Дожди больше не распределены равномерно по территории. В одних регионах они выпадают локально и за короткий промежуток времени, а в других не выпадают вообще. Это указывает на хаотичность и дисбаланс в атмосферных процессах. Именно поэтому жители Италии сталкиваются с таким парадоксом. Наряду с ростом количества осадков и наводнений усиливаются засухи. И такой дисбаланс наблюдается не только в нашей стране, но и по всему миру. Засуха. Посмотрите на график. Количество засух в Италии и ущерб от них также стремительно нарастают. С 2021 года этот тренд резко взлетел вверх. Зимой 2021-2022 годов ситуация с отсутствием снега была критической. По данным исследовательского фонда CIMA, снега в Альпах выпало на 53% меньше обычного. В этом году тенденция сохранилась. 2023 год начался для Италии с сильнейшей зимней засухи, а дефицит снега вырос до 67%. Многие итальянцы знают, насколько катастрофически быстро тают альпийские ледники. А ведь это источник пополнения поверхностных и грунтовых вод в северной части Италии. Это привело к сильному обмелению рек и водоемов в этом регионе. Уже несколько лет засуха превращает крупнейшую в Италии реку По в скудный водный поток. Весной 2023 года уровень воды в реке в некоторых районах был на 73% ниже среднего исторического значения. Процент заполнения крупных озер Италии варьировался от 19 до 40%. А в озере Гарда уровень воды снизился настолько, что люди могли ходить пешком там, где ранее плавали на лодках. В результате в 2022 году Италия столкнулась с самым серьезным кризисом гидроэнергетики в истории страны. На графике видно, что
что производство этого вида энергии снизилось на треть. И в 2023 году тенденция сохраняется. Это серьезный удар по энергетике страны, так как на долю ГЭС приходится более 15% от общего производства электроэнергии в Италии. Сельскохозяйственная организация Колдиретти бьет тревогу. В 2023 году ситуация в сельском хозяйстве хуже, чем в прошлом году, когда из-за засухи потери урожая составили не менее 6 миллиардов евро. Это ведет к росту цен в условиях и без того рекордной за 40 лет инфляции. А что же будет дальше, учитывая нарастание катастрофы? В настоящее время дефицит воды для нужд сельского хозяйства достигает 40%. Каждое 10-е фермерское хозяйство прекратило свою деятельность. Под угрозой находятся флагманы итальянской кухни, твердые сорта пшеницы, рис, помидоры и оливковое масло. Но то, что мы можем остаться без наших любимых национальных блюд, не самое страшное. Теперь водный кризис коснулся и питьевой воды. По словам Франческо Винченци, президента ANBI, для 3,5 миллионов итальянцев вода из крана становится дефицитной услугой. Скажите, готовы ли вы завтра смириться с отсутствием воды из-под крана? Экстремальные температуры. В последние годы температуры в Италии постоянно растут. На этом графике мы видим, как стремительно увеличивается летняя температура относительно нормы. Рекордная жара лета 2022 года унесла жизни более 61 тысячи человек в Европе. Почти треть из них, 18 тысяч человек, погибли в Италии. По оценкам специалистов, 2022 год стал самым жарким и самым сухим годом с начала метеонаблюдений в стране, а в 2023 году последовали новые рекорды. 18 июля стал самым жарким днем за всю историю наблюдений в Риме с ошеломляющей температурой 42,9 градуса по Цельсию. 24 июля рекорд жары 47 градусов по Цельсию был установлен в Палермо, а на острове Сардиния зафиксировали 48,2 градуса по Цельсию. Это новый рекорд жары в июле не только для Италии, но и для всей Европы. Это не просто сильная жара. Специалисты крайне обеспокоены опасной тенденцией. Несколько рекордов было побито за очень короткий промежуток времени, а разница между их значениями достигала 3 градусов по Цельсию, в то время как ранее это были десятые доли градуса. Спросите старшее поколение, помнят ли они в Италии температуру в 47-48 градусов по Цельсию? Была ли на их памяти такая жара? Пожары. Нарастающая жара из-за засухи провоцирует сильнейшие пожары. 2021 год для Италии стал черным годом. Пожары уничтожили почти 160 тысяч гектаров. Это больше, чем площадь провинции Милан. А в 2022 году природные пожары в Европе стали рекордными за все время спутниковых измерений. Давайте посмотрим на график. Синяя линия показывает, сколько выгорало в среднем за год, а красная линия – площадь, уничтоженная пожарами в 2022 году. Мы наблюдаем увеличение в 3 раза, и оно прогрессирует. В последние несколько лет пожары стали разрастаться с молниеносной скоростью. По данным ИСПРА, Итальянского института охраны окружающей среды и исследований, за 8 месяцев в Италии пожары уничтожили территорию, сопоставимую с площадью Равенна. Но почти половина этой площади выгорела всего за 3 дня. Огонь распространялся с такой скоростью, что за минуту сгорала площадь, равная 10 стадионам Сан-Сиро. Штормы и торнадо. По данным ESWD, количество штормов и торнадо в Италии беспрецедентно растет. Каждые 5 лет, начиная с 2009 года, их количество удваивается. В 2023 году всего за 8 месяцев произошло такое количество штормов и торнадо, сколько ранее происходило за целых 5 лет. Это происходит из-за нагрева морей, окружающих Апеннинский полуостров. В июле 2023 года температура поверхности Средиземного моря была выше нормы на рекордные 5,5 градусов по Цельсию.
Это увеличило частоту возникновения средиземноморских тропических циклонов. Прошлой зимой у берегов Италии образовалось 3 таких явления, что является рекордом с начала наблюдений. Растет также число градовых штормов, а выпадающий град уже сложно назвать осадками. Это ледяные булыжники, летящие с неба. В июле 2023 года дважды за 5 дней в Италии был побит рекорд Европы по размеру самой крупной градины. Сначала 16 сантиметров, затем 19 сантиметров. Вы помните, чтобы ранее выпадал такой град? Вырос не только размер града. В последнее десятилетие он выпадает чаще на 30%. А 22 июля 2023 года на Ломбардию и Эмилию-Романью всего за сутки обрушилось 46 ливней с градом, уничтожив сотни гектаров посевов. Вы точно это услышали? За одни сутки 46 ливней с градом. В 2022 году в Италии произошел беспрецедентный скачок количества и силы природных катаклизмов. И они продолжают нарастать с рекордной скоростью, принося колоссальный ущерб. За последние 40 лет Италия понесла потери от наводнений, оползней и жары в размере 82 миллиардов евро. Однако лишь за последние 2 года, 2021 и 2022, ущерб составил 24,5 миллиарда евро. В 2023 году ущерб от наводнений в Эмилии-Романье за один только месяц составил более 9 миллиардов евро. Наша страна бьет рекорды. Но только это и близко не те рекорды, которыми мы можем гордиться. Наоборот, это череда климатических катастроф, которые рекордными темпами разрушают наше будущее. В одно мгновение итальянцы лишаются не только имущества и жилья, но и самого дорогого – жизни. Взгляните на графики. Никто не будет рассказывать нам об этом в новостях. Если будем молча смотреть на происходящее, какое будущее ждет Италию и нас, итальянцев? Если будем продолжать игнорировать и закрывать на это глаза, ничего завтра, само собой, не нормализуется. Отстоять наши жизни можем только мы сами. Хотим мы этого или нет, но ответственность на нас. У меня нет слов. Несмотря на то, что в этом видео была собрана всего лишь часть тех климатических катастроф, которые произошли за последние несколько лет. Мы понимаем, что их было намного больше. Но даже это нам дает понимание целостной картины динамики роста катаклизмов как во всем мире, так и у нас в Италии. Смотрите, этот год еще не закончился, а количество катаклизмов в Италии уже исчисляется тысячами. Да, меня тоже шокировала масштабность происходящего. Мы же видим, что не проходит и дня без сообщений о стихийных бедствиях. Больно осознавать нашу беззащитность и беспомощность перед такими природными явлениями. В любую ночь ты можешь проснуться от ужасных криков и шума и увидеть, как стихия разносит уже твой дом, и под угрозой твоя жизнь и жизнь твоих близких. А ведь это произошло недавно, в Эмилии-Романье, во время разрушительного наводнения. Это пример нашей жестокой климатической реальности. Нам удалось пообщаться с жителями города Фаенца, которые пережили этот кошмар. Давайте вместе посмотрим, о чем говорят очевидцы. Это было мгновение. Закрыли все мосты, и появилась стена воды внезапно. Несколько секунд у нас забрали все. В квартирах оставалось 30 сантиметров воздуха. Они бы там погибли. Апокалиптические сцены, которые могут понять только те, кто здесь находится, кто это пережил.
Мы находимся в Эмилии-Романье, регионе, наиболее пострадавшем от наводнений, произошедших 16-17 мая. В этом регионе вышли из берегов 23 реки, 280 оползней и 400 разрушенных дорог. Пострадал 41 муниципальный район. Больше всего пострадали Болонья, Форличезена и Равенна. Сегодня мы находимся в Фаэнсе. Это город, улица, где люди жили мирно. И за несколько секунд у нас забрали все. Наш труд, наши усилия, ребята. Все ушло под воду. Внезапно, около 3 часов, сверху обрушился поток воды. И больше ничего. Больше... Это было мгновение. Закрыли все мосты, и появилась стена воды внезапно. Меньше чем за час-полтора с низкого уровня она выросла экспоненциально. Начали закрывать мосты и эвакуировать людей. Я уже не могла вернуться в магазин, чтобы спасти хоть что-то. Пришла волна, и она казалась водопадом, как звук водопада. И через некоторое время, не знаю, мы видели, что вода поднимается. Мы постепенно поднимались на этаж выше, и после этого я дежурила всю ночь. Свет погасили. Со мной были мои пожилые родители, и я их подготовила, одела, чтобы, возможно, подняться выше. И после этого на следующий день вечером нас эвакуировали на резиновой лодке. Я видел, как спасали людей с помощью вертолета и резиновых лодок, которые находились у окон, когда вода попадала в дом. Да, я потерял свой бизнес, парикмахерскую, прямо на этой улице. Внутри было 3 метра воды, так что все здание исчезло. Я живу на цокольном этаже, и вода достигала уровня 2 метров или около того. Кто был внизу, кто не успел эвакуироваться. Например, мой сосед сумел выбраться через окно. Воды было по горло. Спасся, слава Богу. Это случилось со многими семьями, которые полностью потеряли свои дома. Поэтому здесь действительно было Божье провидение. Я думаю, что в доме остался хотя бы 1 этаж, и удалось спасти прежде всего свою жизнь и своих близких, потому что, к сожалению, были и погибшие. Я надеюсь, что постепенно, потихоньку мы сможем получить какую-то помощь. Я прошу, потому что те, у кого, к сожалению, нет денег для покупки нового жилья, чтобы жить в нормальных условиях, потому что они действительно потеряли все. Мы не ожидали ничего подобного. И за неделю до этого никакой тревоги не было. Ничего. В этот раз сигнал тревоги был дан, но мы все думали, что они дали его с большим преувеличением, потому что за неделю до этого он не был дан. И мы говорили: «Мамма мия, как они напрягают!» Но на самом деле не то, чтобы мы не понимали, просто они не дали должной информации о реальной опасности, которой мы подвергались. Мы были убеждены, что максимум нас снова затопит на полметра в гараже. То есть мы были убеждены в этом. Нас не подготовили к такому событию. Это нечто невообразимое, сюрреалистическое, не от мира сего. Люди находились на крышах, кричали о помощи. В квартирах оставалось 30 сантиметров воздуха. Они бы там погибли. Бабушек с детьми спасали с чердаков. То есть это апокалиптические сцены, которые могут понять только те, кто здесь находится, кто это пережил. Извините. Это страшно. У нас здесь есть река, поэтому я не могу знать, что произойдет, но в нашем районе такого никогда не было. На самом деле у них должны быть планы эвакуации, планы безопасности на случай таких крупных катастроф, потому что в Италии их точно нет. Ситуация здесь действительно очень сложная. Есть те, кто действительно потерял все, и наша сила во всех этих ребятах, которые находятся здесь и которые помогают убирать тонны и тонны грязи.
Я очень хочу от всего сердца поблагодарить всех этих ребят, которые здесь повсюду, потому что они делают действительно очень большое дело. Просто нет слов. Приятно видеть это. Если у меня были какие-то сомнения в человечности людей, если есть кто-то, кто об этом говорит, просто придите сюда и посмотрите на пострадавшие районы. Спасибо всем волонтерам, которые приехали сюда, и всем людям, которые нас окружают. Нам нужны все, но прежде всего нам нужно ваше тепло, ваша поддержка. Потому что в этой жизни материальное ничего не значит, а вот люди, которые вокруг нас, значат очень много. У нас нет слов, чтобы выразить свою благодарность. Душевное состояние. В такое время видишь только негатив, ущерб, отчаяние людей. Но в то же время я вижу столько силы в нашем народе Фаенции и Романии в целом. И во всем этом негативе есть один позитив. Это люди, которых я хочу поблагодарить от всего сердца. Это волонтеры. Несмотря на тех, кто думает и говорит, что молодежь ничего не хочет делать, так много молодых людей показывают обратное здесь, в Фаенце и в других городках. Что бы вы хотели сказать людям, которые никогда не были в таких условиях? И, может быть, стоят, смотрят на это и думают: но со мной этого не случится. Что мы тоже так думали. Но, к сожалению, это может случиться. В этой местности мы не помним событий такого рода уже не знаю сколько лет. Потому что всегда представляешь, что ты на счастливом острове, и, как ты сказала, тебя это никогда не коснется. Но потом это все-таки происходит. Единственное, что я могу посоветовать, только одно. Всегда держаться вместе. Это самое главное. Потому что в одиночку вы мало что сделаете. Мы сейчас видим подобные ситуации и в остальном мире. Они становятся нормой, к сожалению. Там, где это происходит, это приводит к разрушению. Проблема в том, что теперь она становится, как в данном случае, уже не локализованной. Мой отец еще жив, и он мне рассказывает, что даже Вторая мировая война не произвела такой масштабной катастрофы, потому что фронт располагался вдоль реки Сенью, и бомбардировке подвергались лишь отдельные районы. Это как ковровая бомбардировка. Я хочу сказать, что в первый же день я посмотрел на дома на улице Лапи, которая находится позади. Казалось, что бросили напалмовую бомбу. Это было впечатляюще. Я хочу сказать, что видеозаписи совершенно не дают представления о том, что происходит на самом деле. Это действительно похоже на апокалипсис. Я в шоке. Несмотря на то, что оповещение о надвигающейся катастрофе было, люди просто не ожидали, что этот потоп окажется таким сильным и стремительным. Им казалось, что вода будет подниматься постепенно. Они просто не могли представить себе, что внезапно появится огромная стена воды и моментально сметет все на своем пути. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования всем пострадавшим в этой ужасной катастрофе. Я присоединяюсь к соболезнованиям. Это наша общая потеря. К сожалению, очевидно, что мы не готовы к новой климатической реальности. Разрушительная сила климатических катастроф стремительно растет. Обратите внимание, как сказал очевидец, разрушения после наводнения были сильнее, чем после бомбежки. Мы рассчитываем, что в экстренном случае к нам придет помощь, но при таких масштабах бедствий ни одно государство не сможет организовать необходимую помощь. И все это потому, что мы до сих пор не осознаем всю серьезность происходящего. Да, и нам нужно поскорее понять масштабы климатического кризиса, в котором мы оказались, и который будет прогрессировать. Нам нужно осознать угрозу. Ведь в чем основная проблема? Точнее, в ком? Проблема в нас,
людях. Даже если послушать то, что говорят люди, если службы не предупреждают нас о катастрофах, они виноваты. А если предупреждают, то они тоже виноваты, потому что очень навязчивы или предупредили, но ничего не произошло. Спасибо, что вообще пытаются предупреждать. Ведь очень сложно просчитать климатическую катастрофу. Мы не знаем точно, какие разрушения и где будут в следующий раз. Сегодня никто не знает ничего точно о климатических катастрофах. Что будет, где будет и как будет. Нам пора повзрослеть. Если мы не ценим свою жизнь, как же мы будем ценить чужую? Знаете, что я понял, когда смотрел видео с очевидцами наводнения в Фаэнсе? Для тех, кто еще не сталкивался со стихией, может показаться, что катаклизмы — это всего лишь зрелище, цифры, факты. Но за всем этим стоят судьбы и жизни людей. Но неужели нам нужна большая трагедия для того, чтобы понять, что человечность должна быть превыше всего? Сколько еще катастроф должно случиться, чтобы все люди поняли, что нет ничего важнее, чем жизнь человека? Когда каждый человек будет ценить свою жизнь и жизнь другого, то тогда и к предупреждениям о надвигающихся катаклизмах мы будем относиться серьезно. Давайте сейчас услышим то, о чем нас предупреждают ученые. На форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» международным коллективом ученых была представлена математическая модель, которая не только описывает причины катастроф, но и показывает их дальнейшее развитие, как все в точности будет происходить. Многое, о чем ученые предупреждали, уже случилось. Усиление землетрясений, повышение вулканической активности, нагрев океана и многое другое. А сейчас для нас большая честь представить наших уважаемых докладчиков. Джон Ан, доктор философии со степенью MBA, эксперт в области разработки и коммерциализации новых технологий в сфере энергетики, химических процессов и естественных наук. Джон Ан получил степень магистра делового администрирования в исследовательском институте INSEAD, степень доктора философии в области химической инженерии Технического университета Мюнхена и степень магистра в Калифорнийском университете в Беркли. Анастасия Пошигрева, специалист по разработке новых технологий, кандидат химических наук. Анастасия взаимодействует с учеными в рамках независимой международной платформы «Научное сообщество» проекта «Созидательное общество». На ее счету десятки интервью со специалистами различных сфер. Анастасия координирует направление изучения функциональных и химических изменений в атмосфере. Анастасия входит в команду аналитиков, которые собирают данные и изучают рост сейсмической активности на планете. Анастасия, Джон, почему все эти катаклизмы обрушиваются на нас именно сейчас? И как вы считаете, какая наибольшая опасность грозит Италии в ближайшем будущем? Здравствуйте, уважаемые организаторы и участники конференции. Я хочу выразить благодарность за приглашение выступить сегодня. Для меня большая честь представлять результаты работы проекта «Созидательное общество», в который входят ученые, эксперты и исследователи из разных стран. Наша цель — предоставить достоверную информацию о происходящих процессах на нашей планете Земля. Мы поделимся выводами климатических докладов, которые были представлены на международных форумах. Глобальный кризис — наше спасение в единении, и глобальный кризис — выход есть. Эти доклады переведены на 150 языков мира. Мы также представим основные результаты и глобальный прогноз развития климатических катастроф для Италии и всего мира. Эти исследования помогут вам понять, почему происходят текущие катаклизмы. И главное, сегодня мы ответим на вопрос, в чем состоит основная опасность, которая грозит Италии в ближайшем будущем. Также сегодня мы представим решение, которое может предложить созидательное общество в условиях климатического коллапса. Когда мы готовились к этой конференции, нас поразило количество катастроф, которые обрушились на Италию в такой короткий срок. Это настоящая трагедия.
Жители Италии, возможно, привыкли к катаклизмам в силу своего географического положения страны и привыкли к тому, что после каждой страшной бури наступает спокойствие и жизнь восстанавливается. Однако сейчас мы сталкиваемся с иной реальностью. Эти катаклизмы происходят все чаще и чаще, и они уже не дают передышки, а каскадом обрушиваются на одну и ту же территорию. Волны жгучей жары, долгие периоды засухи, аномальные осадки, буйные ураганы, бесконтрольные пожары. Это только видимая часть климатического кошмара. А что происходит внутри нашей планеты, зачастую остается невидимым, как скрытая часть огромного айсберга. Все эти катастрофы не просто ряд случайных событий, это закономерность. Сегодня вы узнаете, как процессы внутри Земли формируют глобальные климатические изменения, которые мы видим на ее поверхности. Согласно математической модели, представленной на форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», разработанной международной научной группой, рост климатических катастроф происходит в геометрической прогрессии. И здесь есть важный вопрос от наших ведущих. Почему это происходит? Хочу заострить внимание на том, что речь не идет о парниковых газах или выбросах СО2. Многие ученые пытаются связать изменения климата с действиями человека, но рост катастроф происходит настолько быстрыми темпами, что они опережают все предсказания ученых. То, что мы переживаем сегодня, то, что испытывают жители Италии и других стран, по прогнозам этих ученых должно было случиться только через 50-100 лет. К тому же, в последние десятилетия происходит как резкое изменение геофизических параметров Земли и магнитного поля, так и беспрецедентный рост количества и силы землетрясений и извержений вулканов, что абсурдно пытаться объяснить влиянием антропогенного фактора. Посмотрите на эти графики. Вы видите рост числа землетрясений в Италии. Специалисты отмечают, что усиливается напряжение между тектоническими плитами, которые вызывают землетрясения. Но точно так же и количество землетрясений растет по всему миру. И это непростое совпадение. Посмотрите на эти два графика. Обратите внимание, что рост землетрясений был зафиксирован после 1995 года. Это очень важная дата. Мы поговорим сегодня о ней не один раз. С 1995 года число землетрясений на дне океана также начало увеличиваться, особенно вдоль границ литосферных плит, отмеченных на карте красным цветом. С 1995 года фиксируют резкий рост землетрясений, происходящих на огромной глубине, более 300 километров в мантии Земли. Это глубокофокусные землетрясения. То есть мы видим, что резкий рост землетрясений происходит на огромных глубинах внутри планеты, на дне океана и вблизи поверхности. Значительно увеличилась вулканическая активность. Только за первые 6 месяцев 2023 года произошло столько же извержений вулканов, как за весь век 2022 год. Эти факты указывают на глобальные изменения внутри планеты. Такие колоссальные изменения требуют огромной энергии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что такие изменения невозможно обеспечить увеличением выбросов СО2. Сейчас речь идет о гораздо более серьезном факторе, вызывающем аномальные изменения во всех слоях Земли. Благодаря сотрудничеству ученых разных областей удалось выявить причину аномальных изменений и учащения катастроф. Сейчас мы понимаем, что эти изменения происходят циклично, каждые 12 тысяч лет. Наша планета проходит через серию климатических катаклизмов, извержения супервулканов, разрушительные землетрясения, мегацунами, ураганы и штормы, светильные наводнения и мегапожары. Ученые установили этот 12-тысячелетний цикл, проанализировав данные из множества источников, таких как Кевный льда, осадки на дне океана,
пеплослив извержений и мегапожаров, а также палеомагнитные исследования, тектонические реконструкции и археологические находки. Тщательное изучение геологических данных показало, что 12 тысяч лет назад наша планета также сталкивалась с катастрофическими изменениями, аналогичными тем, которые мы уже наблюдаем сегодня. Что происходит каждые 12 тысяч лет на нашей планете? Давайте посмотрим следующий видео. Аналогичные изменения, которые мы наблюдаем сейчас, происходили перед пиком сокрушительной катастрофы чуть больше 12 тысяч лет назад. Эти события называют аллериотским потеплением и последующим за ним оледенением позднего Дриаса. 12 800 лет назад глобальные температуры взлетели на целых 15 градусов по Цельсию всего за несколько лет. Внезапно большая часть ледяных щитов растаяла, и Земля вышла из полного ледникового периода. В это время происходили пожар, который охватил 10-ю часть поверхности всей планеты. Kansas Üniversitesi'nin alımları tahminen 1820'ların yeryüzünü planeta'nın onun birini tutan lokal yanılgılarını ortaya ettiler. Belli kuvvetçiler 12 yılların azal Sibir'de ulu yanılgılarını anlattılar. İnsan rüzgarını ruhun yanılgılar var. Sputnik suratlarının tercümeleri esasında alımlar 10-13 yıl azal Sahara çölünü o belli kuvvetlerini emele İngol bulmazların garaj tarafları doğru yerlerin avak güçlüğünü gösteren anlatladı. Bu doğru yerlerin göstermekle kullanılmalı. Finlandiya'da bu yadırlarını ve Alaska'daki göbevlere göre hatalar bulunur. Yeryüzünde merhum Drias'taki volküçen vakalar bolyak, siller, tufanların, tayfunların, tornadoların edip, Göçlenmeyen ahli şehirlerin edip veyran edip, yere tekirleyen onu görüyor. 12 yılından azal ilk ömürlerin güçlü seysmik işçenliği volkunu radyo karbon ile tanışlık. Bu arada malumatı, radyo karbon işlerinden atbolyer, Kiraş Drias'ta örneğin paleografik rekonstrüksiyon atıldılar. Şu doğruda tahminen 12 yılından azal edilhedef yağdayda göçe bakış, uçak bir vakit bilen manik meydanın ve polis çalışırının bir kutu boşamaklık volküçer. Bu dipli koşmaların sebebi yadroyu koşmalarını ödören anomal magnetik işçenliğidir. Alimlerin Kiraş gruplarına sorulan ve bu yadrısının kısata yaşlarının kıyımından ya da ulurumlu vulkanının atılmalı ve ziyanlı tapıyor. Halın doğumuna toplayan çökümlerin tecrübeleri tahminen 13 milyon yılından azal vulkan dışına ve bütün dünyada buzluğa sebep olan vulkanların atılmalı yapıyor. Kiraş gruplarına duydansızlıklarından son gün derecede içi soğuklama oluyor. Vaka megafauna küçüklüğünü köpçük hormonu sebep oluyor. Sibir'in demirladık enliklerine buzda doğan, milyarca doğan mamaklarına belek sürdümdeciler takılır. Kramagnonların yok olup bitmeyene ve ölçünelerin adam sanını azalttı. Bu çıkar vakaların hümmet bir neçe 10 yıllık içine borçluçtu. Şalır ve açılan hadisalar şerbet taşıları hadisalar planetede 12 milyon azal bol der isem hafif dövülürdüğü borçlu. Karışmakları, yakınlaşları, ödemler, fırsatlı geologik malumatlardaki uzarlanıyor. Katastrof alınır bu arada akli başta kitaplarını, eserlerini yazılar. Umyov, Başuev, Baturin, Kapılov, Petrov, Douglas Wolf ve 90 alınır. 12 milyon evvel Doğru yerdeki global kataklizmlerin ailevi teorilerine düşünülür. Geologiyada, paleontoloji ve arkeolojide bu siklin geçmişteki bir açıklığını mevcut tanıklar. Bu açıklığı hadiseler her bir
Her biri Washington'da etemdol dinamikdir yağdaydır repetitif koşullarla hareketlenirler. Manipüladan boşuna ve ekskursiyonu. Katastrof bilgin yaran bu kanatlanıyor. Tutan ki koşullar var. Atmosfer temperatürünün düşüklüğü. 10-15 derece düşüklüğü. Bütün dünya manın derecesinin 20-50 metre sonra olur bu real. Каждые 12 тысяч лет происходят катастрофические события, ослабевает магнитное поле, происходит резкое изменение климата. Средние температуры на планете изменяются на 10-15 градусов по Цельсию. Происходит масштабное разрушение и вымирание. Все это происходит по причине Her 10 yıl oval, her 10 yılın katastrof hadiseler baktıkça manit meydan boşuyor. Duydan puanın durumu planetanın ortası temperatürü 10-15 derecede Celsius'da yıkılıyor. Universan sıkıyor formalar bekliyor. Bunlar hizmeti yerin ödülünün yıkılıyor sebep является baktıkça. внешнее космическое воздействие, которое передает Planetamda дополнительную şile энергию katastrof ядру bitmişleri Земли. nem sebep Эта baktılar. сила напрямую воздействует Dördüncü друг metin Земли halkaral и tarafından постоянно подпитывает geçirilen его gözlemler избыточной olarak энергией, yerde kova ve что в geceden свою очередь bitmişleri вызывает нестабильность ядра tedavi koşması и enerjani yerin увеличивает yadrosuna количество и geçirilen мощность taşıt катастроф. kosmik tesirdir. Bu iç yerin yadrosuna bulunan Можно tepkiler сравнить yer ve это с onu постоянной artması интенсивной enerji нагрузкой bilen на сердце yükleniliyor. человека. Bu özgürlüğüne Когда esas сердце kızım не tutduğu sebep способно oluyor ve справиться с этой нагрузкой, tanrı оно bu gücün начинает yok работать kullanılıyor. менее Bunu эффективно. adam yürüğünü Ритм ileri сердца derli нарушается, давление yüklen растет, и ağırlanırmak весь ve организм deniz сталкивается olur. с большими Yürek проблемами. bu yüklen Сердце çıdaklığını нашей de планеты — az это işlemi ее başlar. ядро. Yürek И ritmi из-за bozuluyor. постоянного Gandık воздействия şifreler извне yetişmeden ядро hasılı становится менее стабильным. kıyınçlıklara dukçar Мы oluyor. уже видим признаки этих изменений в ядре Земли. Planetamızın yürüğüyle ödününe Первые изменения начались как раз planetamızın в yürüğü hemen ödününün ve 1995 daşadan году, когда liderliği произошел temsil ettiği резкий eraklı скачок yadro числа az землетрясений. koşar. Ядро Yerin синхронизирует и ödününe bu стабилизирует yükleşmelerin все процессы на Земле. alametleri eyyem Изменения в ядре görüyor. приводят к резким изменениям ключевых параметров нашей планеты. İlkinci Ядро, yükleşmeler, как динамо-машина, takip создает yükleşmeler bunun магнитное поле, но 1990 из-за yıla постоянного yetiştirmelerin притока tamamına избыточной энергии katılıklar bol происходит geçti. перегрев ядра. Yadro yerdeki Этот ahli нагрев prosesler нарушает баланс sinkronlaştırıyor ve магнитного динамо, что приводит к durumlaştırıyor. ослаблению магнитного Yadronun поля Земли. yıkımı planetamızın С takip 1995 parametrelerinin года büyüklüğü оно yıkımını ослабло yitiriyor. более чем на 15%. Yadro dinamik canlıları А Almanik северный meydan магнитный derediyor. полюс Yön начал artması двигаться быстрее, liderliği. увеличив скорость Enerjiyanın происходит liderliği Это akmalı sebepli явные yadro признаки aşağı diyor. изменения в Bu ядре. yıla düşmanı dinamasının dinaramlığı kullanıyor. Yerin manit meydanı boşalmalı sebep oluyor. 1995 yıldan başlayıp adeti 15%'ın doğru boşaldı ve devlet manit polisi rütüleri için onun aşısıya konulunu katsal hareket başladı. Bunlar ödünün yükümünün aydınlanmışlardır. 1995 yılında yerin aylanma okuy trajektoryasını büyük kötülük başladı. Bu sağ taraftaki grafıda aydınlatılıyor. Mağut öğretler 1995 yılında senin paylaşılı etmemişlerler ve planetanın aylanma konusunu bakıyor ve teadır trajektoryanı bakıyor. Bu tuşluğunda bütün akademinin dinsini bakıyor. Artık maç enerjiyanın ödülünü gelmeyi planetanın aylanmanın taslaşmanı teokulüyor. Durumunda kutluğun yıllarına planetamız hatçalık aylan başladı ve bu yavaş nerede kurtulacak. Şeylerlikler durumunda kutluğun yıllar aşağıdaki dikkatli yükleşmeyi bol başlayanın görüyor. Yerin manyetik meydanına yükleşmeler planetanın aylanmanın tilenmeyi, aylanma kurum traktörü yüklemeyi, şeylerin dünyada türlü ve esasana İtalya'da yetiştirmelerin kanunu kapanma Земли. Но подобно изменениям на Земле, на других планетах Солнечной системы также стали наблюдаться изменения в ядре планет и геополитические перестройки. Было установлено, что когда на Земле в 1998 году произошел скачок ядра, то синхронные скачки ядер произошли и на других планетах. Расчеты показали, что центр масс всех планет сместились относительно их географических положений, что косвенно указывает на скачки ядер. Также мы уже наблюдаем изменения, связанные с динамикой вращения электромагнитными полями, температурными режимами. Все это указывает, что это Sibirya tarafı kılmağına sebep olur.
Этот Onların, случай позволяет onların говорить о том, himmesi, что данные циклы — это mühimmet влияние dışarı внешнего kosmik космического radiasyonun воздействия на 20 все yardım планеты Солнечной tesirinin системы. neticesini anlatıyor. Yöne Сейчас yerdeki Солнечная düşmelerin система входит в этот цикл mendeşliktir. каждые Bunu onun 12 böyle тысяч лет и planetalarla каждые planetanın 24 тысяч yardımcı лет. Этот цикл yıkımı обладает uydaki наивысшей dinamik интенсивностью. yıkımlarının К bol başladı. сожалению, мы находимся в Durumda варианте 1982 24 yılla yerde тысячелетнего yadro цикла, который bakışıyla более çıkanlar böyle катастрофический. planetin orada sinkron yadro Нас ждет bakışlarının hem худший de сценарий, в çıkanlığını котором может ödüyor. произойти гибель Hesaplamalar всего akıl человечества и planetaların нашей kıtçı планеты. merkezlerinin yadro bakışlarının Согласно büyüklüklerin существующим görkeden расчетам, мы grafik полноценно войдем в эту pozisyonlara цикличность göre в 2024 ütleyenini году. Но görkedi. на Şeylerim самом деле ayrıca мы dinamikası уже сегодня видим, elektromanyetik что мир meydana ve начинает рушиться. temperatura şartlarından Судя daha по nasıl геологическим düşmeleri данным, eğen Россия, deniliyor. и сейчас эта Bunların катастрофа yemesi bunun происходит planetar намного bir быстрее, чем proseslerini это было в gösteriyor. раньше Bu предыдущих циклах. öngörülerinde bu çıkılan taşaklı kosmik tesirin umurumlu Изменения в ядре planetalara запускают цепь последовательных medyen изменений во tesirle всех ilgili оболочках çıkanın Земли, и мы artmanın наблюдаем mümkün veriyor. масштабные катаклизмы, Bütün которые постоянно нарастают. bütün Так что те global катаклизмы, çıklar her которые мы 12 bin yılla переживаем bir прямо gerekliye сейчас, ve являются 24 bin следствием yılla этого bir цикла. gerekliye yukarı intensifliğe oluyor. Yine tam bir Сейчас hat наша bir планета taksıklık входит в 24 активную bin фазу yıllık катастроф, çıklığın и Италия столкнулась с versiyasından. экстремальными Şu климатическими sebepten bütün проявлениями раньше adamların других стран ve Европы. planetam ölümün bol А почему это bir происходит, вы karışıyor. скоро поймете. Внешнее космическое Varbola'nın воздействие saklamaları на oraya bu ядро ayda Земли 2024 приводит к 24 накоплению yıla doğru избыточной giriyoruz. энергии и Hakikaten дестабилизирует ядро. bugün dünyanın çok başlarının Среда görüyor. около Yalnız самого ядра kumalamaktan начинает şerefli нагреваться, taksıklan ağırlığının bu что в yılların значительной kamların степени yanını приводит к yoksullada bol скачкообразному şial нагреву и hatsız подъему tutuluyor. магмы. Yadronun Это tonu, заставляет yerin ahlak раскаленную taklarının магму yürüdürüp двигаться от düşmelerinin ядра к hıncarını göreceğiz поверхности. ve iridir ve Италия — siyah это uğurumlu тектонически taklidin активная örtüyeceğiz. зона. Şeyler Также kılın здесь her bu hafta расположены baştan içeren taklidin многочисленные örtüsü kılın вулканы, в том neticesidir. числе и действующие. А значит, что огромные резервуары магмы находятся близко к Yani поверхности. planetamda bir parça işçilerin Именно takvalı. эти зоны реагируют первыми на подъем магмы из глубины. В результате мы видим катастрофическое увеличение катаклизмов именно на территории Италии раньше, чем в других странах Европы. Поднимающаяся магма нагревает океан снизу вверх, и темпы этого нагрева катастрофические. Италия, окружена водой с трех сторон, столкнулась с рекордными температурами в Средиземном море в июле 2023 года. Горячая магма настолько активна, что фактически проплавляет, разъедает земную кору снизу, приближаясь к подземным водным резервуарам. Этот процесс нагревает кору и вызывает интенсивное испарение как подземных, так и поверхностных вод. Из-за этого влажность в атмосфере увеличивается, что в свою очередь вызывает более сильные осадки и масштабные Şeyle внезапные su наводнения. coşmalarının salhakkında fayansıydı ve Примером таких 2022 наводнений yıla являются esaslı недавние marşı события, bu такие как coşması наводнение yağlı в Фаенсе и vakaların масштабное sağlıklı. наводнение в Марке в 2022 İtalya bu году. meselenin içinde kaydığını С этой gördük. проблемой сталкивается Tebde Италия уже diyen второй yağlı год подряд, ikinci yıl практически в одном beri и том же meselelerin регионе, büyük olmuyor. что говорит о серьезности ситуации. Su aşağıdan gitmeyi, su aşağıdan gitmeyi, durmaklı Прогрев yılda воды yıkarak снизу konu способствует görünmeli. формированию стабильных Tutamız зон ısı жары. toplumları ortaya Этим летом denizin волны sularını жары durdurdu. нагрели воду Güçlü Средиземного моря, tufanların что привело görünmeli к terör избытку verdiği энергии, terör способным yapılacak artmış подпитывать enerji dönüktü. формирование Yakın сильных gelecekte штормов. alimler В ortaya ближайшее denizin время kıtsanın ученые tufanının bolcak прогнозируют olacak большое rüyalar ve количество штормов protestler в tutulur. Средиземном море. И этот процесс Magmanın будет yukarılanma, нарастать. yerin yavşının ve Поднимающаяся магма magmanın также yukarılanma, вызывает yerin изменения yavşının ve воздуха yerin и büyüklüğünün силе ветров, yıkımını приводя к sebep более oluyor. Yerin интенсивным и hafif güçlü внезапным ve порывам ветра. ısınığına sebep oluyor. Локальные перегревы земной коры могут Yergabı'yı, создавать yergabının продолжительные yerli восходящие потоки kızmağı тепла, uzak из-за чего выпадает vakıflayıp yukarı çıkan yıllık сверхкрупных, akımların достигающих görüldüler. Bu 19 ortada сантиметров. doğumun 19 И santimetre это yetmeye не sebep oluyor. предел. Bu intiham çekti. Представьте, что Kirlenme вам на голову düşen будет падать град karpuzun размером uzunluğu с gözümü арбуз. getirtiyorum. Поднимаясь, Magma магма yukarılarından оказывает sonra большее давление yergabının на земную hafif кору, başlayacak. вызывая Seysmik сейсмическую işlemlere активность и sebep oluyor. открывая новые Tabi зоны yanlış разломов doğrultuları и ve трещины. çatıklar açar. Bu soğun Это позволяет yeryüzünden воде уходить с karşının поверхности вглубь yere земли, geçmenin что mümkünçülükleri приводит к diğer высыханию yukarıların озер bu и рек. deryaların
vuramona sebepleri. Çünkü Çile deryaların ve körlerin çoğun çat yitirilmelerine göz yetirilmeliyiz. Güçlü yaştan sonra hem son neticeleri doldurmayan İtalyan gardı Köln'e kıtıl derecesinin üniversitesi yılla inmekimine kodayı San Biagio adasının geçirmesine pes derecede saklayar. Gelin kıtasını delin. İtalya'da gören rastlarımız tıbbın magmanını korunmanın neticesidir ve bu neticeler birnece katastrof hadiseler arasında çıkıyor. İtalya'da bu tüçen bu tasarrufların himmetli muğur sebebi var. Yerin öğrenimi görüntü boşluğu. Planetamız afiyet düşmeleri onun yüzünü gören atmosfere hadiselerini yönüne getiriyor. Yerdeki göçmelerin dinamikasına esaslanıp matematik modelimiz İtalya hasta ve İrançılıklı prosesleri karıştıranlar. Bu her vakit İtalya'da borç için vakarın Avrupa'da yayramağına çaklayar. Bu anın yağdayı hata bir düşeceğini düşünmüyorlar. Birinin asılına koydu. Важно понимать, что ситуация с климатом будет только ухудшаться. Хочу привлечь ваше внимание к очень важному моменту. En sonunda nökümberda mesela çekmekteyen. Planetamız uyutkular bilen hem örtsek olarak nemetini içinde düşünen geçti. Yönü bu ayla insan kayla oldu. Örtsekler vakalar has çalıştıkya. Planetaların şartları haklıdır. Planetanın şartları haklıdır. Örtsekler yükleme ona karşı durma için planetanın nitelikleri işlemeleri yok. Bunun için bolyano bir düşünerek. Göndermeler geçmedi yani yerde kuarmut durumu. Kosmosun tehditlerin koşması enerji planetanın ödününe geçiriyor. Bu yer gavunun kıldırıyan ve yok eden yıkılmak mantıkından işleminin diyor. Öngütseklarda planetamı bu düşmanı baştan geçirdi ve uman mühüm rol oynadı. Yer gavunun soğuktu ve yerin çevrelerinin artığına çırlığı kosmosu atmosfera çıkardı. Şeride varsa uman, adam işçen gösteraplı, sularını yığınan mikroplaskaların haplanma sebebi bu uçan yerini yitirdiler. Hataplanmaları sebebi umanın yıllık geçimine uçuyor. Yer gavunun başağına kıymak mantığı edilmiyor. Aslında uman atmosfera çığlıklarda artıkma çırlığının ayrıma okuyup yitirli. Bu magmanın gırmağına ve her defatta dünyanın çok yerlerine görülen yerin yüzüne has işçinin hormonlarına getiriyor. В свою очередь приводит к еще более разрушительным Bu катастрофам. diagramma görülüyor. Океаны yıllık yığınmaların korkunç dinamikasını gösteriyor. Orta palyatamın çınırını hafta yılların yıllarını ve yağdıran durmuşluğunu başlayanları yukarılarını anlatıyor. Bu özgürlerini hasta bu İrançılıklı kalışları sebep oluyor. Yüreğin hukuklu da magmanın konumunu yetiştirmek ruhu kanını atılmalı sebep oluyor. Kadirli İtalyanlar, yer titremelerini ve volkan atılmalarının nedenini pratik boğulu yer. Yönü ilan edecek bakımlar ve maklarında insanları Катастрофические вулканов и супервулканов. Bu dünya başının oksulluğu değerli eğitim planetanın geleceğini hem ölçüne arayan nitelidir. 10 yıllık aylarda vulkanın ve supervulkanın katastrof yapılmalarına yüze çıkanına ayrıtılması çıkmanızı yani. Grafta şöyle atışların kaçan golyanın gösteriyor. Yer teğalarının ulluğu anahtarının aşağıla etkiliyor. Takminen her 24 yılından orada golf için hafif katastrof satışlar gösteriyor. Ulluğu tehlikeli üstleneli. 12 yıllık ertsikli supervulkan atılmaları yeri bir nakli. Ehliyar şaşın genel yolu dinlemesi sebep oluyor. Arkeologik görevlerin taşıyalı olması planların ehli görünüşleri bu katastrof satışların hepsini öyle. Böyle tam bir şeyle 12 yıllık siklin içinde ve 24 yıllık siklin üstünde dönüyor. Yani hafif satışlar sonuç için yerler yardımcı karışıyor. На поверхности Земли активность Önümüzdeki yıllar Nimuriko vulkanların atılmağı ve supervulkanların vulkanları
İşte Мы уже видим изменение ряда параметров при извержении вулкана. magmanın Вулканологи uçunluklarını не перестают удивляться. yeryüzüne işkence uğruna kaldırılması, yerin yüzünde magma işçiliği, ikinci nabıtı vulkan В среднем tırmanımının подъем ve магмы к очагу вулкана занимает от rejiminin нескольких ütkümü месяцев oluyor до ve года. denize çıkan. Однако Volta в dine tayarlık 2014 году koruyor. спящий вулкан Ama bu Горный kara Хайлон tırma неактивно batımını в eğen течение bir тысячи neçe лет kilometreler проснулся и üstünde поразил olur yer. вулканологов. Vulkanologlar Магма hayran поднялась на ilgi 24 çekmeyenler. километра из глубоких хранилищ мантии всего за 10 дней. Но это Bu существующий dünyada var вулкан, yani у которого esasında есть insanın проработанный magmanın магматический kolonunun канал. katastrofik А şartları. сейчас вулканы Orta стали kitaplar появляться var за ama считанные magmanın мгновения. vulkanın çeşmelerinin çıkmaları bir Например, neçe в aydan 2019 bir yıla году çekimi на devam глазах eder. исследователей Şehirde появился varsa новый 2014 подводный yılla вулкан durumun Майота yıllar у hareketliğinden берегов Мадагаскара. Burgah Там, где vulkanı раньше uyanıp вообще его не было. vulkanologlar hayranlardır. Magma onun Формирование içinde нового mançanın вулкана çoğunluğu может занимать Kovdanla десятки, 24 сотни kilometre лет. yukarılanırdı. А здесь Yönü bu eser потребовался magma всего год, geçircisi ve чтобы bu bola образовать в коре vulkan. толщиной 80 километров Şimdi новый vulkanlar ne магматический канал. vulkanlar Sahel Çuvatı'nın Это içinde место peyda olup находится başladı. как раз Daha над çünkü зоной 2014 быстрого yılla подъема gözükçülerin горячей магмы. gözünün önüne Madagaskar'ın kenarında Активация tebe ядра Çuvatlı и давление vulkan магмы mayot peyda вызывает oldu. такие рекордные Tebe скорости vulkanın emine подъема. gelmeyi onlar çaya büyüdüler çaya Быстрый devam подъем и ettiler. проникновение Yani в bu породы yerde активной 80 глубинной kilometre магмы kalınlıkta сопровождается большим kolичеством Tebe magma землетрясений. kanalının görüntüsü Серия için bari bir землетрясений yıl от gerek oldu. проникновения магмы Bu yer называется роем özelinin, bu землетрясений. özelinin kızgın magmanın Нарастание çakı количества и kullanma olduğu силы роев analarını землетрясений kullanma от yerleşer. года к году хорошо Yadranın изучено в işlemleri некоторых ve регионах Земли. magmanın batışı Количество şeylere koyup землетрясений в kullanmaları роях sebep oluyor. постоянно бьет рекорды и может доходить аж до 85 тысяч за İşçem için полгода. Как magmaların это было в gayeleri 2020 çakça году kullanma ve вулкан ağırlaşma Deception у ve берегов köktani yer Антарктиды. titremeleri bile koştu. Изменение Magmanın состава магмы yetişmelerine на bir более глубинной kapar стали bir все yere чаще описывать при yetiştiremesi değil. исследовании извержений. Yetiştiremesinin kapanma ve gücünün Глубинная yerlerden магма более kapanma горячая и yerin kârı подвижная. sebeplerine Она более насыщена öğrenmek. газами и Köktani агрессивна в yetiştiremelerin земной sana коре. ileri giderleri Теперь pot koyar магме ve хватает 20 энергии, чтобы yılla подниматься с глубинных слоев и Antarktika'nın напрямую выходить на kenarına поверхность. ve Приведем пример. Новый Allah рекорд vulkanına самого borçalı сильного из 6 ayın зарегистрированных içinde извержений 80 вулканов установил в yaşıma январе yetti. 2022 года вулкан Хунга-Тонга Хунга-Хаапай. Это извержение было настолько сильным из-за изменения состава магмы. Магма пришла более горячая и обогащенная большим количеством газов. Лава подобного состава не поступала ранее в извержениях в 2009 и 2014 годов. В предыдущих извержениях магма задерживалась в промежуточном очаге, а в этот раз свежая магма быстро поднималась из глубоких слоев на поверхность. В марте 2021 года вулкан Фаградальсфьядель в Исландии начал извергаться. Интересно, что химический состав его лавы менялся более чем в 1000 раз быстрее, чем обычно. Это произошло из-за последовательных потоков магмы, идущих из глубоких слоев мантии. Фаградальсфьядель снова извергался в 2023 году. Это извержение является третьим подряд на полуострове после аналогичных извержений в 2021 и 2022 годах, и вряд ли оно будет последним. Оно ознаменовало новую эпоху вулканической активности в Исландии. А что же Италия? Многие и сами заметили более частые извержения вулканов Этна и Стромболи. Однако и для Италии начало новой вулканической эпохи уже объявлено. Новое исследование серии чрезвычайно сильных извержений Стромболи в 2019 году предполагает, что внутренняя система вулкана могла измениться, что позволило магме из глубин под поверхностью подниматься легче, вызывая сильные и непредсказуемые взрывы. Итак, сейчас Земля переживает период повышенной вулканической активности. Начинается новая вулканическая эпоха, которая характеризуется аномально быстрыми изменениями вулканической активности. К сожалению, большинство ученых не рассматривают проблему комплексно и не видят всего масштаба происходящих изменений. В своих исследованиях они опирались на те наблюдения вулканической активности, которые были сделаны до того, как мы вошли в цикл. То, что происходит сейчас, они никогда не изучали. Из-за цикличности увеличение вулканической активности происходит гораздо быстрее, и те примеры, которые мы обсудили, показывают стремительный рост аномалий при извержениях вулканов. Но самое страшное — это то, что во время цикла активируются супервулканы.
Именно извержения супервулканов уже несколько раз ставили на грань выживания все человечество. Каскадные извержения вулканов и супервулканов – это условия, несовместимые с жизнью. Уже сегодня супервулканы в разных частях планеты – Таупа в Новой Зеландии, Йеллоустоун в США, Кампли-Фрегрей в Италии – показывают признаки активности, и магма в них поднимается. А значит, мы все ближе к страшной критической черте. На территории Италии расположен один из крупнейших супервулканов Кампли-Фрегрей. Последние полвека он показывает явные признаки активации. Подъем и нагрев почвы, сейсмическая активность и интенсивное выделение газов. Какую опасность стоит в себе этот гигант, вы узнаете из видео. Все слышали о супервулкане Йеллоустоун. А слышали ли вы о супервулкане в Европе? Мало того, что посреди Европы, в Италии, есть действующий, не спящий супервулкан, так прямо в его кратере расположен живописный городок Поззуоле с населением 80 тысяч человек. И именно здесь мы сейчас с вами находимся. Интересно, знают ли его жители, что живут в прямом смысле слова в жерле вулкана? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы находимся в Поззуоле, на территории Кампли-Фрегрей. Вы знаете, что Кампли-Фрегрей является супервулканом? Да, безусловно, да. Да, я достаточно информирована. Я знаю, что мы находимся на магматическом пузыре. Да-да, вторая кальдера в мире после Йеллоустоуна. Конечно, мы знаем, как же. Достаточно, когда ты прилетаешь в Неаполь с самолета, ты отдаешь себе отчет. Все эти вулканические жерла, которые я вижу, это... Да, видно. Однако мы осознаем, что у нас есть. Мы научились жить с этим. Когда происходит землетрясение, когда трясет бредисейсм, мы уже так привыкли к этому, но... Мы чувствуем толчки, мы уже так привыкли к этому, но... Ну да, я все время думаю об этом, потому что в последнее время у нас были очень сильные толчки. Кампли-Фрегрей вместе с прилегающими островами образуют огромный вулканический комплекс. Здесь нет привычных вулканических конусов, зато есть огромная кальдера, которая содержит сеть из 24 кратеров. Многие из них в настоящее время затоплены Тирренским морем. Площадь кальдеры составляет по разным оценкам от 100 до 200 квадратных километров, что больше площади Неаполя. Поэтому Кампли-Фрегрей называют супервулканом. За 80 тысяч лет существования супервулкана было всего два его суперизвержения. Около 36 тысяч и около 12 тысяч лет назад. Каждый раз они приводили к катастрофе в Европе. И, похоже, прямо сейчас супервулкан тоже готов взорваться. Почему это может произойти и на чем история нашей цивилизации может закончиться, мы расскажем в этом фильме. В последние полвека ученые зафиксировали множество случаев вертикального движения почвы и землетрясений в районе вулкана. В 2012 году правительство Италии сменило уровень опасности вулкана с зеленого на желтый. Конечно, когда каждый день топчешь ногами жерло вулкана, возникает привыкание к возможной опасности. Однако события последних нескольких лет вызывают нарастающее чувство тревоги и страха даже у тех жителей, которые давно к этому привыкли. Брадисейсм у нас в крови, говорят итальянцы. Брадисейсм — это поднятие грунта, вызванное пробуждением вулкана. По нему местные жители замечают видимую активность вулкана. Наибольшее поднятие грунта наблюдается в районе порта Поззуоле. Местные жители хорошо помнят брадисейсм в 80-х годах. С августа 1982 года по декабрь 1984 года город пережил сотни подземных толчков и брадисейсмической активности. Было повреждено 8 тысяч зданий в центре города и эвакуировано 36 тысяч человек, которые не вернулись в свои дома. Брадисейсмическая активность подняла морское дно почти на 2 метра и сделала залив Поззуоле слишком мелким для больших судов. Поззуоле в тот вечер поднялся по крайней мере на 1 метр.
На самом деле весь причал, все лодки на причале. Я рыбак. Поэтому я знал, что все они были на суше, воды больше не было. Причал поднялся, затем сразу же опустился. Лодки в заливе Поцуоли и сейчас практически стоят на песке, потому что брадисейсм возобновился в 2004 году. Почва уже давно поднялась до уровня 1984 года и сейчас продолжает подниматься. Только за 1 февраль 2023 года земля поднялась почти на 10 сантиметров. Подъем сопровождался тысячей мелких землетрясений. С 2000 года началась активация вулкана. И с того момента начали включаться разные факторы. 2000 год. Начинается активный выброс газов. И больше всего СО2. Этот признак указывает на поступление новой магмы из мантии, которая нагревает очаг вулкана. 2004 год. Давление газов начинает поднимать почвы. 2005 год. Горячая магма прогрела все до поверхности почвы и заставила кипеть гидротермальные воды. 2006 год. Землетрясения становятся ощутимыми на поверхности. 2016 год. Начало экспоненциального роста количества землетрясений и синхронизация всех процессов. Такого раньше не наблюдалось. Предыдущие брадисейсмы длились всего 2-3 года, а текущий идет уже 19 лет, что вызывает особую тревогу. Извините, в отличие от 80-го года, когда были толчки землетрясения, но настоящие толчки. Здесь есть только толчки, связанные с паром, который находится под ним. С брадисейсмом. В то время как в 70-м, 80-м, 83-м году были толчки более 6 баллов по шкале Рихтера. 6 баллов — это немало. Один был 4 октября, другой 4 сентября. Но это были толчки настоящего землетрясения. Поэтому предсказывали вулкан. Предсказывали самые страшные вещи. Слава богу, с тех пор там ничего не произошло. Но я надеюсь, что сейчас будет так же. Местные жители и ученые сравнивают текущую ситуацию с брадисейсмом 80-х годов, когда извержение не произошло. Они считают, что перед предстоящим извержением вулкана будут происходить более сильные землетрясения и подъемы почвы, чем в прошлый раз. Однако имеются неопровержимые доказательства, что условия изменились, и мы не можем больше полагаться на предыдущий опыт. Что же происходит сегодня с вулканом? Чем сегодняшний брадисейсм опаснее того, который был в 80-х годах? Ученые под руководством Кристофера Килберна установили, что свойства земной коры в районе Кампи-Флегрей изменились, и она потеряла прочность и упругость, которыми обладала раньше. Это означает, что признаки начала извержения, которые все ожидают, могут не произойти, и вулкан может взорваться в любой момент, без предупреждения. Что же за изменения произошли за последние 40 лет с корой под Кампи-Флегрей? Как минимум с 50-х годов глубинная магма поднимается к поверхности неуклонно и безостановочно, как бульдозер, снося все на своем пути. Иногда она находит ослабленные зоны в породах и устремляется туда узкими внедрениями. В 50-х, 80-х годах она внедрялась, поднимала грунт и оставалась на определенном уровне. Посмотрите на график. Это видно по резкому подъему и удержанию определенного уровня грунта. Кора была достаточно прочной, чтобы сдерживать эти внедрения магмы. Во время брадисейсма 80-х годов давление магмы было очень сильным, что вызывало мощные прорывы магмы на глубинах от 7 до 2,5 километров. Это было ужасно. Город Поцуоли сотрясали тысячи землетрясений. Началась эвакуация.
Улицы города были наполнены полицией, военными, плачущими жителями, которых правительство силой заставляло покидать свои дома. Никто не понимал, что случится в следующую минуту. Много домов давали трещины прямо на глазах не успевших выбежать на улицу людей. В какой-то момент во время брадисейсма 80-х годов давление магмы и газов было настолько сильным, что предел прочности коры был преодолен, и произошел ее фатальный разрыв. Разрыв дал выход накопившимся газам, что в свою очередь приостановило подъем почвы и вызвало даже небольшое ее проседание. Это была естественная дегазация очага вулкана, которая на время отсрочила мегаизвержение с одной стороны. Но с другой стороны, это было всего лишь временное затишье. В течение десятилетий в районе вулкана практически не наблюдалось землетрясений. Это успокоило людей. Они вернулись к нормальной жизни и постепенно забыли о том ужасе, который испытали в 80-х годах. Но это временное затишье обмануло людей, и, к сожалению, в это время происходили невидимые процессы катастрофического изменения в недрах. Прорвавшиеся из глубин газы обладают очень высокой химической и физической активностью. Проникая в породы, они разрыхляют их и делают более хрупкими. Газы, ослабляя кору, по сути, прокладывают дорогу впереди магмы, подобно ледоколу, открывающему путь во льдах другим судам. Пока мирная жизнь текла на поверхности Земли, кора над магматическим очагом практически потеряла способность сопротивляться давлению магмы. То есть с 1984 года процесс разрушения коры в районе Кампи-Флегрей не только не останавливается, но и постепенно усиливается. И сейчас активность вулкана переходит на новый этап, так как магма внедряется все ближе к поверхности кальдеры. На это указывает тот факт, что основная часть раев землетрясений приблизилась к глубинам от 1,5 до 1 километра. В августе этого года произошел мощный рой землетрясений на глубине от 4 километров до 200 метров. Это указывает на то, что магма уже настолько близко подошла к поверхности, что может вызвать извержение вулкана. Сейчас кору в этом районе можно сравнить со стеклом, по которому разбегается сеть мелких трещин. Как долго еще такая кора способна удерживать закованного в цепи магматического гиганта, который вырывается на поверхность? Давайте подытожим всю информацию о текущей активности Кампи-Флегрей, которую мы собрали. Магма из глубин постепенно приближается к поверхности вулкана, вызывая непрерывный подъем почвы и землетрясения. Кора ослаблена и не может сопротивляться проникновению магмы. Если не будут предприняты никакие меры по предотвращению катастрофы, извержение произойдет в ближайшие годы. Есть мнение, что приближающееся извержение Кампи-Флегрей будет незначительным лавовым потоком, как его предыдущее извержение Монте-Нуово в 1538 году. Некоторые думают, что это будет просто выход пара, но факты говорят нам о другом. За 80 тысяч лет своей жизни вулкан Кампи-Флегрей пережил уже 2 катастрофических извержения. Он всегда предупреждает о таких взрывах. Ученые, изучая химический состав лав прошлых извержений, заметили, что каждый раз перед мегаизвержением происходят определенные изменения в магме. Происходит небольшое извержение с определенным химическим составом лав. Это всегда происходит за несколько сотен лет перед катастрофическим мегаизвержением. Именно такой состав лав был обнаружен в извержении Монте-Нуово в 1538 году. Такие предупреждения были дважды в истории извержений кальдеры. На графике вы видите их под номерами 12 и 53.
Обратите внимание, что следующими за ними, спустя несколько сотен лет, шли катастрофические взрывы кальдеры Кампи-Флегрей под номерами 54 и 84. А теперь посмотрите на извержение под номером 5. Мигает красным. Это извержение Монте-Нуово в 1538 году. Монте-Нуово и был сигнальный, предупредительный выстрел перед тем, как Кампи-Флегрей взорвется, уничтожив все живое в Европе. И это может произойти в любой день. Что будет происходить в момент извержения? Предыдущие взрывы кальдеры были самыми разрушительными извержениями в истории Европы за последние 200 тысяч лет. Согласно реконструкциям вулканологов, во время этих извержений столбы пепла и лавы достигали высоты 44 километра. Горящие облака мгновенно распространялись на расстояние в 60 километров вокруг. Все живое в этой области было уничтожено за секунды. Пепел разносился ветром на тысячи километров и засыпал всю Европу, вплоть до Уральских гор. На территории Румынии в 1000 километров от вулкана слой пепла достигал 1 метра, что было установлено по исследованиям пепловых отложений. В результате этих извержений температура в Европе упала на 6-9 градусов Цельсия. Наступившая вулканическая зима после извержения около 36 тысяч лет назад вызвала гибель неандертальцев. Те, кто выжил, вынуждены были бежать из Европы. Почему Кампи-Флегрей начал активироваться именно сейчас? Существует цикл катаклизмов, который проходит наша планета каждые 12 тысяч лет. Во время цикла происходит нарастание катастрофических природных явлений, таких как ураганы, тайфуны, природные пожары, наводнения. Но самое страшное, что происходит рост сейсмической и вулканической активности. Активизируются супервулканы. Суперизвержение Кампи-Флегрей под номером 54 было около 36 тысяч лет назад, а под номером 84 — около 12 тысяч лет назад. Сроки суперизвержений подтверждают цикл катаклизмов 12 тысяч лет. Какой механизм запускает извержение супервулканов во время цикла в 12 тысяч лет? Во время цикла из-за внешнего космического воздействия активизируется ядро Земли. Происходит нарастание внутренней энергии, что приводит к повсеместному подъему глубинной магмы. Глубинная магма более горячая, жидкая и подвижная. Она и запускала мегаизвержения. Анализ мегаизвержений около 12 и 36 тысяч лет назад показал наличие в них следов глубинных магм. Точно так же, как и тогда, сейчас магма поднимается из глубин. Есть критический вопрос, о котором никто не говорит. Глубокофокусные землетрясения, которые происходят в разных точках мира, влияют на сейсмичность Кампи-Флегрей, а значит, провоцируют подъем магмы. Причиной такого глубокого землетрясения является мощный взрыв, который происходит глубоко в мантии Земли. Как следствие этого взрыва мы фиксируем глубокофокусное землетрясение, а на супервулкане он отражается как рой землетрясений. Катастрофическое нарастание количества, глубины и силы глубокофокусных землетрясений говорит о нарастании внутренней энергии Земли. Такие взрывы могут спровоцировать спонтанное извержение Кампи-Флегрей и любого другого супервулкана. Мы уже это наблюдаем на примере супервулканов Йеллоустоун, Айра и Кампи-Флегрей. Происходит их синхронное пробуждение. Кроме того, происходит нарастание активности Таупа, Лаах, Тоба. Как раз тех самых супервулканов, которые также взрывались в прошлые циклы катаклизмов 12 тысяч лет. Планета уже вошла в цикл катаклизмов, что видно по всем климатическим и геодинамическим процессам. Кампи-Флегрей — это вулкан цикла. Взрыв одного супервулкана, как детонатор, запустит по цепочке взрывы и всех остальных. Если один только Кампи-Флегрей способен засыпать пеплом всю Европу, то что будет, когда начнут взрываться другие супервулканы?
Что будет с нашей планетой? Это будет катастрофа не только для Италии, но и для всего человечества. Людей можно понять, они были проинформированы много раз о возможных извержениях, и они почувствовали их симптомы на себе. Ежедневные толчки, землетрясения и подъем грунта. Я испытал это на собственном опыте, будучи жителем Пуццуоли. Много раз в прошлом такое случалось. Но, к счастью, в конце концов, все возвращалось на круги своя, и ничего серьезного не происходило. Поэтому мы думаем, что и в этот раз все будет хорошо. Но на этот раз признаки активности одновременно проявляют многие вулканы по всему миру. И это не простое совпадение. Этому процессу есть научное объяснение. Взрывное извержение супервулкана Кампли-Фрегрей — это огромная опасность не только для Италии, но и для всей Европы. Катастрофические последствия включают не только сам взрыв, который уничтожит все живое на огромной территории, но и то, что из-за огромного количества пепла и пара, выброшенного в атмосферу, будет невозможно дышать. А еще начнутся сильнейшие кислотные дожди и наводнения от этих кислотных дождей. А затем наступит вулканическая зима. И те, кто выживут во время извержения, уже не смогут вернуться к привычному образу жизни. Жизнь превратится в выживание. Итак, самую большую опасность для Италии представляет взрывное извержение супервулкана Кампли-Фрегрей. Но это еще не все. Мы уже говорили, что рост катаклизмов происходит в геометрической прогрессии. Здесь вы видите график прогрессии землетрясений согласно нашей математической модели. Они также растут экспоненциально. Точно так же прогрессируют и все другие катастрофы. Скоро жизнь станет невыносимой. Я хочу обратиться к каждому человеку, кто смотрит нас сейчас. Катаклизмы, с которыми нам приходится Şu gün İtalya'da ve сегодня bütün в dünyada Италии, baştan по всему миру, geçirmeyen не случайно. kataklizm örtüşlerle Связаны с Olur циклическими her 12 bin изменениями, yılla bir которые yedek beklenen ayla olup каждые düşmeleri 12 тысяч bilen лет. anlaşıldı. Эти Kuvvet karşılıklı катастрофические ilk koşmalar, изменения yerin вызваны yadrosuna внешним tesir воздействием, ediyen которое daşatmışlar влияет на ve ядро bir Земли. de çıkıyor. В 2024 году 2024 наша yılla планета planet ama вступит в terrebet новый basıp цикл катаклизмов. sıkılarını girer. Во время Sıkıl doğruna цикла belek в ve числе других basıkların катастроф arasına viran всегда edici происходит vulkan atılma, разрушительное извержение yeşil korku вулканов. içer. Ayrıca süper Особенно volkan тревожным Кампли-Фрегрей'in является süper факт, patlama супервулкан tayinlenmenin Кампли-Фрегрей alametlerini görmeyi anlayacak. уже демонстрирует признаки Uçaklama, готовности к математический суперизвержению. modeli hesaplanıyor ve bu modelin Этот прогноз dünyada основан viransızlık на ve batışların математической модели, kırılmanı, и tasdiklamanı мы видим görüyor. подтверждение этой модели Kupatlar в rosте eyan tasdiklanı разрушительных ve bu катастроф soru по всему ulanı миру. büyük oluyor. Dinamo Многие doğam факты уже подтверждены, ettirmeli mi ya da çare и перед vermeli mi? нами Sonya стоит tanıdığın вопрос: geldiği için hep bir продолжать cevap наблюдать verdi. или начать действовать. На каждом лежит ответственность за будущее нашей планеты. Спасибо большое, Анастасия Анастасия. hem de Спасибо John, вам за sizin то, что вы так ikinize de подробно объяснили, kısa что olsun происходит с hocam. планетой, когда она входит в цикл катаклизмов. Сейчас была озвучена реальная, научно обоснованная причина тех климатических катастроф и геодинамических явлений, усиление которых мы наблюдаем на планете. И самое тревожное для нас всех – это то, что супервулкан Кампи-Флегрей уже по всем Sizin her bir признакам kulakta готов görüyen к adını суперизвержению. Kampi-Fregre'in А готовы ли hakikaten к этому мы, люди? patlama Что tayinlenmenin мы будем gösteriyor. делать, когда все вокруг зальет лавой и засыплет пеплом? Волонтеры проекта «Созидательное общество» взяли интервью у жителей Пуццуоли, живущих в кальдере Кампи-Флегрей, чтобы понять, что планируют люди делать в этот момент. Осознают ли люди, в какой опасности сейчас находятся? Добрый вечер. Знаете ли вы, что Кампли-Фрегрей — супервулкан? Да. Были ли вы проинформированы местными властями о том, что нужно делать? План эвакуации, какие-то другие действия в случае чрезвычайной Akşam ситуации? Hayır Wolf'un Kampi-Fregre'in
Batı olayı sıfır bakanın bilemem. Ama elbette bilen. Короче, с этим не разобрались. Şol patlama olan altına edilmeli işler var da hakimiyet size haber verdi mi? Evakuasyon mümin namık adeta naşır yağdaylar, başka yağdaylar, şehirler var da ihtilar mı? Hava fevr haberler var, yönü belli der. Kaça bunu havada vermediler, hiçbir gözü geçirmediler. Vakıflar koşuyor. Men öz fikrimçe Bakali'den hazırki vaqtda mağlumluqlu yok. 1980 годом. Так что он уже не действителен, потому что они изменили весь Hava сценарий, etmiş появились eşmeler hakkında всё hiç остальное. bilmeyenler, malum vermeyenler. Benim fikrimce bu Kanada'dan da şarjağıda iyidir çıkan halatın hakimiyet halk için oylanışlık mel namalar öngötürdiler mi? Köyün bu kotsaların naması var. Benim fikrimce ardından 1980 yılla başlayandan sorun için olup yine doğru değil, senaryanı ipuçlar. Toponomiya ve fiyatlar şunun için bu düğünün tazeden da. Что-то давно приходило, но в последнее время нет. Знаете ли вы, что вы будете делать в случае чрезвычайной ситуации, в случае извержения? Да, я выйду на балкон и буду наблюдать за извержением. Ничего невозможно. Adadın naşriya doyuda çıkanın bu kanıtlarının en hükmetlerini bileğini tavuk olmaz bu kanıtlarının konuşacağım. Hiç taçaklap olmaz. Külmen o ki elim adam nerede taşımalı nerede taşaklılar. Çare var böyle. Ama tebliğ karşı hiç sadece olmaz. Bu yerde nerede kömürlediklerini. Son 79. yılda Pompei'de Rumlörçe adam şeyle çalıp ölü ve bazılarına tırmanmak stili bir bağdaşı oldu. Şeyle adayı çıktı elimde ama bu hakkında kredi yani elimde ama çimedanın tayarlayan yönü esasda vaktini ettiler. Meselenin hakikati meselerin tayarlanma vaktini derle isimleme karışık Я не думаю, что İnsan мы kuvvetler граждане gatı готовы. korkunçtu. Мы не знаем, bежать Men bu yerde 20 yıl neler bolyan ve bu yıl böyle bolmam. Galverse de iş işleri altı yalap bilirsiniz. Hatırlayın. Mu cevap vermeye atayın mısınız? Ne mi dersiniz? Более 6 баллов. Ne mi cemilemiz bizim gayetimiz tayin gördüm. İçeride yalamamak, yerde kalmak, nasıl gerek bolcuk bom bilemek ve nem olacak yani hiç gözümü bilemek. 8. yılda 6 ballı coğrafya sistemler oluyor. 5-6 bal güçler şkalasında. Ama bunlar hakiki yetiştiremelerdir. Evakuatı bolluğu. Elbette evakuatı bolluğu. Zuholi ve hemeler evakuatı etti. Hemmesi Dümitiyan'ın kenarına yerleşti. Şeyde de boşa bulunun hemmesi. Benim düşünceme göre dinamikte bununla devam ediyor. Elbette de periyeten öğüme kaydıp geldim. Ama bu yıllar vaktin geçmiyor. Bilem avaklarlar. İnni bu avakların hem nasıl çana geldi. İnni bana aladığı yok. Belki yem sancım edilenim içindir. Ahmal ama bu beni güncel eden içindir. Stratejiyanın tayini onu görüyor. Gayet bolluğu kağıt güdümle hava tümmelerde hakikatlerin tayarıdır. Получается, что у жителей Пацуоли вообще нет реального представления о том, какая катастрофа назревает прямо у нас под ногами. Мы надеемся на то, что власти нас предупредят и сработает план эвакуации. А при каких условиях начинается эвакуация? Согласно национальному плану гражданской защиты, эвакуация в районе Кампи-Флегрей начинается только при следующих признаках. Первое, когда будут тысячи землетрясений в день. Второе, когда земля сильно деформируется и наклоняется. Третье, когда будет обильный выход газов с примесью углекислого
углекислого газа и двуокиси серы. Четвертое, когда появятся трещины на улицах и сломанные трубы. Только в таком случае премьер-министр Италии объявит всего лишь предварительную тревогу. Это больше похоже на издевательство, чем на рабочий план эвакуации, задача которого как раз-таки спасти людей. То есть, если в день будет 990 землетрясений, людям можно спокойно оставаться на своих местах и ни о чем не беспокоиться. Вы понимаете вообще, какой это абсурд? И только когда станет еще хуже, то введут режим чрезвычайной ситуации, при котором объявляется эвакуация. На этом этапе люди должны самостоятельно эвакуироваться из опасного района. По оценкам специалистов, эвакуация полумиллиона человек, проживающих только в красной зоне, займет 72 часа. Как такое возможно, учитывая то, что в день будет больше 1000 землетрясений, а дороги будут все разбиты разломами? Atışın neticelerini gözlemledik. Были Мак, разработаны в adeta atışları 1980-х годах formunda на основе опыта обычных извержений, без учета последствий циклического hayallendiren суперизвержения. şeyle ulu Таких patlayıcı крупных взрывных patlamalar, извержений, sivilizasyonun как готовится в кампе Флегрей, сейчас şehir за историю patlayıcılar, нашей sivilizasyonun цивилизации не tarihinin происходило. olmanı. Мы Her bir никогда не izolayan имели дела с tем, rahatlarımız с bile чем hiç сталкиваемся vaat сейчас işlemedik и будем yüzey сталкиваться дальше. Kosmik siklin В этот период bulduğu космического цикла Telegram, флегрейские поля Kapitüler взорвутся, meydanları, и это обязательно yerler ve произойдет, поскольку они Lokman уже verdi. проявляют Onlara признаки yem активности. işçenler Не alanlıklarını только orta diğer Италия, Ruslarların но и вся işler Европа просто etmişiz перестанут İtalyan существовать, Şivra если мы ничего не предпримем до извержения вулкана. Итальянцы, друзья, очнитесь. İtalyanlar Если это dostlar извержение uyanın. начнется, то Eğer никакие bu планы эвакуации, başlasa никакая evakuasya подготовка нам уже не namaları yok. помогут. Извержение будет мгновенным и ужасающим. И давайте посмотрим правде в глаза. В нашем потребительском формате общества жизнь человека ничего не стоит. Задача спасти всех людей, каждого человека просто не стоит. Есть ли у нас хоть какое-то решение? Но, несмотря на всю сложность ситуации, решение существует. И о нем вы сейчас узнаете. Мы рады представить вам фрагмент видео выступлений профессора Эгона Чалакяна. Profesör Egan Эгон Çalakyan video ve квалифицированный konuşmalarında физик böyle элементарных yapabiliyor. частиц, сотрудничающий с передовой лабораторией физики Collider элементарных частиц ЦЕРН технологиясını в области CERN разработки технологии будущего кольцевого коллайдера. laboratuvarda Сотрудничает в kullanılmakta организации sürekli миссии НАСА Egen НИСА. fizikler NASA Эгон Чалакян работал с 4 президентами США. misya programı В настоящее время является федеральным лоббистом в Конгрессе США и Белом доме. Профессор Чалакян зарекомендовал себя как признанный специалист по вопросам изменения климата и национальной безопасности. Уважаемый Эгон Чалакян выступал по теме климата несколько раз, и далее вам будут представлены фрагменты двух его обращений. Меня зовут Эгон Чалакян. Сегодня я хочу обратиться ко всему человечеству со срочным заявлением, которое касается судьбы всей нашей цивилизации. Я принял решение сделать это обращение в связи с моим недавним участием в совместном заседании Нобелевского комитета и Национальной академии наук в Вашингтоне, где нами обсуждались вопросы мисинформации и дезинформации. Для меня это стало поворотным моментом. Я увидел, насколько огромен объем недостоверной информации вокруг проблемы изменения климата. Это и побудило меня сделать следующее заявление. Вопрос безотлагательный и имеет первостепенное значение для выживания всего живого на нашей планете. Моя квалификация говорит о том, что я компетентен сделать решающее заявление касательно изменений климата на нашей планете. Очевидно, что сегодня Земля переживает стремительное нарастание экстремальных климатических и геодинамических явлений. Наблюдается значительный рост числа и масштабов сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных и тепловых аномалий. Более того, с недавнего времени мы фиксируем ряд угрожающих аномалий во всех оболочках системы планеты Земля. Происходит нетипичное смещение и дестабилизация ядра Земли, скачкообразное, хаотичное ускорение вращения планеты и смещение оси ее вращения. Все это усугубляется критическим ослаблением магнитного поля и появлением в нем нетипичных аномалий, а также изменением состава верхних слоев атмосферы.
Происходит экстремальная активация магматических очагов и Yerin yadrasının способствующий olmadık им düşmanı рост götürmek землетрясений zorunda. глубоко в мантии Планетарный Земли. aylanma Также bir renkler снижается теплопроводность океана. bulaşık değirlenme o Как aylanma следствие, мировой океан утратил способность компенсаторной и охлаждающей функции. Все эти тревожные факторы говорят только об одном. Наша планета на грани самоуничтожения, и у человечества осталось всего несколько лет, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Прямо сейчас наша планета входит в цикл климатических катастроф, который затрагивает все планеты нашей Солнечной системы. Вся Солнечная система входит в этот цикл каждые 12 тысяч лет, а каждые 24 тысячи лет этот цикл обладает наивысшей интенсивностью. Аналогичные Земле процессы изменений в ядрах планет и геодинамические перестройки, рост атмосферных аномалий происходит сейчас и на других планетах Солнечной системы. Это, в свою очередь, позволяет говорить о том, что данные циклы обусловлены влиянием внешнего космического воздействия на все планеты Солнечной системы. 24 yıldan dolaylı dünya koruyucu sigorayı boylar. Planetарный miri Теперь давайте поговорим о вулканах. Эта часть моей презентации будет посвящена катастрофической активности вулканов, как исторической, так и грядущей, а также последствиям, которые, вероятно, будут оказаны на человечество. Независимо от того, рассматривается эта угроза через призму национальной безопасности или стихийных бедствий, она требует незамедлительного внимания всего мира. Соответственно, можно надеяться, что на основе этой вводной презентации в конечном итоге родится план решения рассматриваемой проблемы. Повышенная частота аномальных геофизических событий указывает на выраженную нестабильность в ядре Земли. Эта же нестабильность впоследствии проявится в виде интенсивного нагрева и последующего извержения магмы. Как это наблюдалось всего несколько недель назад, не следует упускать из виду и игнорировать сейсмические события, которые разворачиваются перед нами сегодня. Землетрясения, произошедшие в Турции и Сирии, усугубленные чередой извержений вулканов и сопутствующей активностью, должны служить достаточным предупреждением о надвигающейся опасности. Если в одном из геологически уязвимых регионов Китая или в другом месте планеты произойдет землетрясение, равное по силе тому, что недавно испытала Турция, такое чрезвычайное событие может вызвать вулканическую активность даже далекой. Türkiye'de ve Suriye'de bulup geçen büyük ekstremeleri bu anlatılma oluşumunun hareketleri sebepli güçlenen yer titremeler, hop havanya, hop aradaki yeterli düzdürüş olmalı. Yakında Türkiye tarafından başlanan çizilen grupta yer titremesi Kıtay'ın geoloji Kıtay'dan koşu kefler yerine ya da planetanın başka yerine yaşıktır. Şeyle aşı hadise, Gümrüzü Amerika'nın uzaktaki Yellowstone Kıldara'daki vulkan işlemlerine vulkan türleri hakikaten hem tarafların bağlantıdır. Şehirde orta yüze çıkan neticeleri kasayı veren çıktı volta çen bu Yellowstone süper vulkanının atılmağına sebep oldular. Bundan başka da şeyle bir parçalık dünyadaki vulkanların olmayan işlemişmene sebep oldular. Şeyle senaryoda bütün adımlardan sağlık olmasıdır. Vulkanlar lokman şartlarda atlar. Hazır bu hafta yarın içki bölümüne magmatik işlemlik atlar ve magma yüzünü içeren son vulkan işlemliği kullanmağına sebep oluyor. Vulkanlar ve süper vulkanlar. Yerin yadrosunun da şarkı tesiri bilen esedir. Volta ana üniversitesinin dolma açıklarının doğamı çıktığını görüyor. Bu tür uzun sonra o derece adamda vulkanın atılmağını ölçüleri ifadeleştirip ya da onu bilermez. Vulkanın atılmağını duygubilermez. Vulkanın atılmağı, magmanın yıkılmağı ve vulkanın düşürüşüne basını kullanmağı neticesine çıkan magma raylarının neticesine aktar. Механизм естественной компенсации. Это защитный механизм нашей планеты. Серия землетрясений в земной коре говорит о том, что сама кора нашей планеты компенсирует повышение давления магмы в Patlama prosesi yanlış plitaların düşmanı sebep oluyor. Magmanın yukarı hareketlerine tehir edecek olmuş kemeler voltaja. Aslında vulkanın planeta mevcut mekanizm hükmünü işliyor. Maksat magmanın çıkışını duruluşturmak.
Yetiştiremeler var arada. Yetiştiremeler kriterlerin yok edilmeyen görünüşlerle seviye özünde olmanın esas mekanizmidir. Bu planetamızın görünüş mekanizmidir. Yer kavramının yetiştiremeler planetamızın kavramının magma kanalına magma basının yokurlanmanın özünde yokurlanmak ve şeylerle vulkanın atılmanın ümünü alayanın görülger. Vulkan atılana yığınanan malumatların dünya böyle uyarlar. В отличие от обычных вулканов, в случае мощного извержения супервулкана, земная кора не может его сдерживать посредством движения литосферных плит. Вместо этого тектоническая плита подвергается разрушению в результате процесса плавления, что позволяет магме течь под огромным давлением прямо из магматической камеры. В настоящий момент у нас есть беспрецедентная возможность предотвратить подобные катастрофы. Это не просто теории, а фундаментальные принципы, которые реализуются уже сегодня. Мы получили знания о том, как правильно дегазировать и разгружать вулканы. Если мы применим стратегию управляемой превентивной дегазации, мы вполне вероятно сможем уменьшить нарастание давления в супервулканах и тем самым предотвратить прорыв магмы через земную кору. Это позволит избежать катастрофических последствий извержения супервулкана. Чтобы правильно провести дегазацию и активировать компенсаторные механизмы нашей планеты, нужно управлять плитами и давлением магмы, чтобы своевременно перекрыть магматический канал. Тщательно контролируя эти процессы, мы сможем снимать нарастание патологического напряжения в зонах максимального сопряжения литосферных плит, тем самым снизив частоту землетрясений и вулканических извержений. Другими словами, на процесс землетрясений можно влиять и, возможно, регулировать. Мы можем предотвратить катастрофические извержения супервулкана. Однако это станет возможным только после того, как мы остановим внешнее воздействие на ядро, которое происходит каждые 12 тысяч лет. Это неоспоримый факт. Если мы не предпримем корректирующих действий или неправильно проведем дегазацию, избыток энергии усилит процесс кавитации магмы и приведет к резкому расширению давления магмы, которое кора не сможет выдержать. В таком случае нашу планету может постигнуть участь Фаэтона. Катастрофический взрыв, который превратит ее в пояс астероидов. Со временем я пришел к выводу, что для всестороннего понимания столь сложного и комплексного вопроса необходимо тесное взаимодействие не только в области геофизики и астрофизики, но и в целом ряде других специализированных научных областей. Проблема научного мира, который призван решать подобные вопросы, состоит в том, что этот научный мир разделен. Все изучается в узких рамках той или иной дисциплины. В то время как проблема синхронной аномальной дестабилизации всех оболочек Земли и связанного с этим риска скорой гибели нашей планеты может быть исследована лишь с использованием глобального междисциплинарного подхода. Некоторые ученые и политики утверждают, что не следует распространять информацию о серьезности ситуации, чтобы не вызвать панику и не дестабилизировать общество. Однако такой подход может быть опасен, так как он препятствует поиску эффективных решений данной проблемы. Это аналогично ситуации, когда у пациента есть заболевание, и он отказывается идти к врачу, надеясь на самоизлечение. В таком случае риск смерти пациента значительно возрастает. Поэтому необходимо проводить открытый и объективный диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы выбрать оптимальную стратегию для спасения человечества от глобальной катастрофы. Однако чем занято мировое сообщество в отношении решения проблемы с климатом? Все еще собираем деньги на борьбу с ростом концентрации СО2, который является на самом деле компенсаторным механизмом во время цикла катаклизмов 12 тысяч лет.
Именно в результате нагрева океана и происходит выброс СО2. Следующий закономерный этап компенсации подъема тепла внутри планеты — это активизация вулканов. Это естественный процесс. Нам необходимо как можно оперативнее создать единый международный научный центр. По сути, международное, междисциплинарное объединение лучших ученых мира, которые будут работать над решением этой проблемы. Нам необходимо плодотворное объединение специалистов различных областей науки, таких как физика элементарных частиц, астрофизика, нейтринная астрофизика, планетология, климатология, физика атмосферы, океанология, экология, палеоклиматология, геофизика, сейсмология, вулканология, геология, гидрогеология, глициология, геокриология, химия атмосферы, магнитостратиграфия, физика Земли, геодинамика, тектоника, геомеханика и многие другие. Нам нужны лучшие умы этого мира, которые способны мыслить нестандартно и инновационно. Нужны люди, готовые сотрудничать и действовать в интересах всего человечества. Оперативное создание единого международного научно-исследовательского центра и немедленный запуск его активной работы является залогом успешного выполнения нашей жизненно важной задачи. Подчеркиваю, что любая задержка в процессе согласования и формирования единой научной группы критически снижает вероятность достижения необходимого результата. Я призываю все заинтересованные стороны действовать оперативно и эффективно, чтобы обеспечить наилучшие условия для проведения наших совместных исследований, направленных на спасение всего человечества. Уважаемые коллеги, друзья, сегодня я, Эгон Челакян, обращаюсь к вам с самым важным и срочным призывом в истории человечества. Я хочу обратиться ко всем ученым мира, к тем, кто умеет отличать правду от лжи, кто понимает, что происходит с нашей планетой, кто знает о реальной угрозе климатического коллапса, но при этом и видит перспективы для будущего человечества. Я обращаюсь к тем, кто посвятил свою жизнь науке и практике, и к тем, кто не боится искать истину. Я призываю вас объединиться ради спасения будущего всего человечества, спасения ваших жизней, жизней ваших детей и внуков. А также я хочу обратиться ко всем людям, каждому человеку в мире. Сегодня я, Эгон Челакян, обращаюсь к вам не как к представителям различных наций, религий или политических сил, а как к единому человечеству, как к согражданам, живущим на одной уникальной и уязвимой планете. Я призываю вас поддержать создание единого международного научно-исследовательского центра и поддержать лидеров своих стран в одобрении этой международной инициативы. Это не просто проект, это наша общая ответственность и наш шанс на выживание. Мы не можем позволить себе терять время на конфликты, споры и разделения. Мы не можем позволить себе игнорировать факты, доказательства и предупреждения. Мы не можем позволить себе быть равнодушными к судьбе человечества и каждого из нас. Мы должны изменить мир. И для этого нам, как обществу, необходимо повзрослеть в кратчайшие сроки. Сейчас время для сотрудничества, а не соперничества. Спасибо большое, профессор Челакян. То, что есть технология предотвращения извержения вулканов, обнадеживает. Я бы хотел обратиться к нашим уважаемым экспертам. Если эта технология существует, то почему ее не используют? Возможно ли применить ее для вулкана Кампи-Флегрей? Мы хорошо представляем себе перспективы разработки технологий безопасного сброса давления и предотвращения извержений вулканов. И это действительно вселяет надежду. Однако сейчас эта технология не может быть внедрена по двум причинам. Первое. Как подчеркивает доктор Челакян, необходимо устранить первопричину климатических катастроф, которой является внешнее космическое воздействие. Оно постоянно осуществляет передачу энергии ядру Земли.
Это избыточная энергия нагревает ядро, заставляя перегретую магму расширяться и подниматься на поверхность. Кроме того, океан играет важнейшую роль в охлаждении раскаленной магмы. Однако, из-за загрязнения микропластиком океан уже не может эффективно выполнять эту функцию, что приводит к увеличению скорости подъема магмы на поверхность. Только устранив первопричину, можно приступать к решению проблемы вулкана. Проще говоря, это все равно, что предотвратить вытекание кипятка из кастрюли, отключив источник тепла. Итак, вот план действий шаг за шагом. Защитить нашу планету от внешнего космического воздействия и привести в порядок океаны. Как только это будет сделано, сбросить давление в вулканах. Считайте, что вулканы — это шары с магмой под высоким давлением, подключенные к внешнему источнику магмы. Чтобы сделать их безопасным, мы должны отключить дополнительное тепло, поступающее изнутри нашей планеты, из-за чего магма расширяется и поднимается вверх. После этого мы сможем безопасно сбросить давление в вулканах. Важно отметить, что у нас есть решение — технология сброса давления, но она будет работать эффективно и безопасно только в том случае, если мы предотвратим выход новой магмы на поверхность и пополнение этих взрывоопасных магматических шаров. Без устранения первой причины применение этой технологии будет даже опасным. По сути, применение этой технологии бессмысленно, если мы предварительно не защитим нашу планету от внешнего космического воздействия. Причина вторая. Давайте попробуем представить, возможно ли вообще внедрить эту технологию и предотвратить извержение в современном мире. Даже если решение существует сегодня, его реализация столкнется со значительными трудностями. Во-первых, достижение согласия между странами. Наш мир разделен на государства, каждое из которых яростно отстаивает свои интересы. А теперь представьте, что необходимо срочно сбросить давление на Кампли Флегрей за 1000 километров от него в другой части света. Это позволит предотвратить извержение и защитить миллионы людей в Европе, но в то же время разрушит ландшафт и бизнес другой страны. Как долго в этом случае придется договариваться и возможно ли это вообще? Достижение таких глобальных договоренностей, особенно если они затрагивают интересы нескольких стран в современном обществе, просто нереально. Во-вторых, финансирование. Вспомним сценарий снятия давления с Кампли Флегрей из другой страны. Неясно, кто должен взять на себя эти расходы. Должна ли это быть Италия, где находится Кампли Флегрей, или страна, которая развертывает технологии, или европейские страны, на которые извержение вулкана окажет наибольшее влияние? Учитывая ограниченность средств, выделяемых в современном обществе на помощь климатическим беженцам и жертвам стихийных бедствий, выделение средств на крупномасштабные проекты по снижению давления вулканов представляется маловероятным. В-третьих, сотрудничество между учеными. Для решения сложных глобальных проблем ученые разных специальностей должны тесно сотрудничать. Однако, междисциплинарное взаимодействие сегодня встречается редко. Многие отдают предпочтение личной выгоде, а не совместному решению проблем. Это делает решение междисциплинарных вопросов и реализацию проектов невыполнимой задачей. И, наконец, самая главная причина, о которой уже говорили наши ведущие – отсутствие общей цели спасения жизни людей от катаклизмов, что особенно ярко проявляется в дискуссиях о последствиях катастроф, где во главу угла ставятся расходы, а не человеческие жизни. Честно говоря, мы живем в мире, где ваша и моя жизнь – лишь часть цифр и статистики. В итоге, даже если технология спасения жизни будет доступна, она не сможет быть внедрена, поскольку в нашем обществе деньги и интересы стран и отдельных людей ценятся больше, чем человеческая жизнь. Причем речь идет о технологии, которая хорошо изучена и готова к внедрению. То есть мы не можем решить более сложную проблему внешнего космического воздействия, которая требует серьезных научных прорывов. Потребуются огромные ресурсы и широкая совместная работа ученых из стран, а это, как мы теперь видим, невозможно. Так значит ли это, что мы все обречены? Мы собрались здесь сегодня, чтобы сказать, что выход есть. Иначе не было бы смысла говорить о природных катаклизмах и страшном будущем. Этот выход требует перехода от нынешнего общества, стремящегося к власти и разделению, к обществу, которое ценит человеческую жизнь превыше всего. И это решение называется созидательное общество. В созидательном обществе человеческая жизнь превалирует над деньгами и властью, обеспечивая безопасность и благополучие для каждого.
Благодаря смене приоритетов будут быстро достигаться международные соглашения, выделяться достаточные средства, а ученые будут сотрудничать на благо человечества. Доктор Челакян в своем обращении предложил практическое решение, которое позволит ученым сотрудничать через единый научный центр. Его инициатива дает нам возможность выжить и прекрасно согласуется с решением, предложенным Созидательным обществом. В нем главное – соблюдение прав личности, сохранение жизни и развитие международного сотрудничества через единую экономику. И эта концепция может быть реализована наиболее эффективно в рамках Созидательного общества. Таким образом, в Созидательном обществе мы сможем спасти жизни всех 8 миллиардов человек. Мы найдем решение для защиты от внешнего космического воздействия, стабилизируем ядро и предотвратим все климатические катастрофы, включая извержение супервулканов. Созидательное общество открывает путь не только к выживанию, но и к построению единой цивилизации, способной противостоять подобным вызовам в будущем. Созидательное общество – это наш спасательный круг. Однако, воплощение Созидательного общества в жизнь зависит от каждого из нас. Сейчас, когда время идет, нам срочно требуется ваша помощь в распространении информации о серьезности природных катаклизмов и о том, как мы можем преодолеть их вместе. Ваш голос имеет огромный вес в этот переломный момент, потому что именно благодаря таким осведомленным людям, как вы, другие также могут принять взвешенное решение о поддержке Созидательного общества. Настало время нашего коллективного выбора, определяющего будущее всех людей и нашей планеты. Настало время действовать прямо сейчас. Большая благодарность вам, Анастасия, Джон, за предоставленную информацию. И спасибо всему международному коллективу ученых и волонтеров проекта «Созидательное общество» за огромный труд на благо всего человечества. Спасибо, что честно говорите о происходящем. Людям необходимо знать правду. Итальянцы, вы все слышали. Для того, чтобы ученые смогли справиться с извержениями вулканов и предотвратить планетарную катастрофу, нужны определенные условия. Эти условия дает только Созидательное общество. Теперь мы знаем правду о климатическом кризисе и знаем, что есть выход. Нам не нужно жить в страхе и ждать, когда все произойдет. Не нужно готовиться к эвакуации. Мы согласны с тем, о чем говорил Эгон Челакян. Нам необходимо объединить научный потенциал и консолидировать все страны мира. Мы, участники Созидательного общества, твердо уверены, что самый быстрый и эффективный способ сделать это – построение Созидательного общества. Здравствуйте, друзья! Для того, чтобы у нас было время найти решение глобальной климатической угрозы, нам нужны определенные условия, в которых будет возможно это сделать. Эти условия нам дает Созидательное общество. Давайте подробнее остановимся сейчас на том, что вообще такое Созидательное общество. Созидательное общество — это новый формат общества для всего человечества, где человеческая жизнь является наивысшим приоритетом. В Созидательном обществе власть будет принадлежать людям, а не будет сосредоточена в руках одного человека или отдельной группы людей. Как это происходит сегодня, что и приводит к конфликтам, войнам, кризисам и так далее. Запрос на новый формат общества, где главным приоритетом является ценность жизни человека, исходит от миллионов людей со всего мира. Это показал самый масштабный социальный опрос в истории, который проводился волонтерами на протяжении более 10 лет в 180 странах. Каждому участнику соцопроса был задан один и тот же вопрос. В каком мире вы хотели бы жить? По результатам ответов людей были сформированы 8 основ, которые стали фундаментом для построения общества нового формата, получившего название «Созидательное общество». С целью его реализации люди со всех
всего мира сегодня объединяются и действуют в одноименном проекте «Созидательное общество». Нам нужно созидательное общество во всем мире, потому что только созидательное общество обеспечивает выход из всех глобальных кризисов, включая климатический, обеспечивает будущее без войн, конфликтов, насилия, нищеты и голода, дает возможность в кратчайшие сроки мирным и законным путем вывести человечество на новую ступень эволюционного развития, обеспечивает каждому человеку безопасность, здоровье, благополучие и всестороннее развитие. Далее мы подробно расскажем, как это может быть реализовано мирным, законным путем. Спасибо, дорогой Флавиано. Теперь становится понятней, что такое созидательное общество. В первой части конференции мы услышали много шокирующей информации о том, насколько серьезна сейчас ситуация с климатом, что буквально под нашими ногами, а мы находимся в Италии, кипит лава, которая в любой момент может выйти наружу и в любой момент привести не только к гибели нашей страны, любимой Италии, но и запустить цепную реакцию катастроф по всей планете. Это очень страшный сценарий. Но эта глобальная проблема просто не освещается и даже замалчивается в мировых СМИ. И это, с одной стороны, понятно, потому что в нашем нынешнем формате общества эта проблема нерешаема. Это тупик. Ее можно решить только в созидательном обществе, где мы сможем создать все условия для ученых и развития науки, благодаря чему будут созданы технологии, которые смогут защитить нас от глобальной катастрофы. Да, созидательное общество — это новый формат, который создан на основе миллионов опросов по всему миру. Ты представляешь, волонтеры разговаривали с людьми и задавали одни и те же вопросы на протяжении 10 лет. И все это ради того, чтобы через 10 лет появились 8 основ созидательного общества. Это не то, что кто-то там захотел нам навязать свои идеи и решения, как это делают политики, а сами люди высказались, каким они видят мир. Созидательное общество дает нам возможность решить не только климатическую проблему, но выйти из всех мировых кризисов, которые становятся с каждым днем все серьезней. Но мы это можем сделать только вместе. Совсем не случайно название нашей с вами конференции «Глобальный кризис. Италия. Будущее зависит от нас». Мы, итальянцы, не раз добивались признания и известности далеко за пределами Италии. Благодаря нашему мастерству Made in Italy в итоге стал настоящим брендом, признанным и вызывающим восхищение во всем мире. Именно сейчас мы можем стать в авангарде проекта «Созидательное общество», показать пример, как восставать из руин. Сомневаетесь? Тогда давайте сейчас вместе посмотрим короткое видео и заглянем в историю Италии последних 70 лет. Давайте вспомним, на что способны итальянцы. Вся нация, засучив рукава, трудилась над восстановлением Италии. Италия просыпается. Упорным трудом ей удается создать то, что войдет в историю как экономический бум. Благодаря развивающейся экономике у итальянских семей улучшается качество жизни и появляется больше свободного времени. Все это привело к тому, что мы добились признания и известности далеко за пределами Италии. Благодаря нашему мастерству Made in Italy стал настоящим брендом, признанным и вызывающим восхищение во всем мире. Но затем подъем сменился падением, и начиная с 70-х годов Италия пережила ряд кризисов.
Resurslara karamadan hadırkılaktı hem devam etkileyen bu Россияне хотят Харвей удастся. Это военная промышленность. Son vakalar bu uğruna adamların canını halak etmeyeceklerini Последние gösterdi. события показали, что это направление Hristiyan kataklizmlerin maksadı krizisin umunda yıkacak Hristiyan tevhidin harp budavulendireceklerini и erkektir. экономического кризиса единственное Yaralıları развивающееся saklattılar направление mı? – это военная Yaralıların промышленность. noktaları saklattılar mı? Разве оружие сможет остановить их? Acayip önce dürüstlük ve bütün usulizatsa У ve нас mutlu есть güçlüğümüz var. возможность создать İtalyanlar прекрасное будущее, Tehinleri стать takmasıyla единой ve цивилизацией. buramutlu kuplu ulendirici cimritin С их kurma талантом, koşan трудолюбием, koşullarla организаторскими İtalyan способностями musafları ve могут akıllarları внести свой вклад в построение созидательного musafları ve общества. akıllarları Мастера и мыслители Италии Leonardo da Vinci ve Michelangelo'yu самых известных людей, edişleri yağlı dünyada en meşhur adamların kanalına yeni bir göre birinci они olduğunu войдут в историю, görülür. но уже не Tarihi века, yerler а yönü навсегда. asırlar boyu der. Bakın, Nаш единственный выход dünya kadar – это çıkalamaz, dürüstlükçü созидательное yüksek. общество. Birleşmemizin vakti geldi, hareket etmemizin vakti Пора geldi. действовать. Dünya YouTube versus Действительно, вместе мы можем очень много, когда у нас есть единая цель. Я сейчас окунулся в историю Италии не просто на 70 лет назад. Я почувствовал огромное уважение и признательность всем итальянцам за нашу историю. Но очень больно, что сейчас мы все потеряли, что создавали таким трудом. Очевидно, что наши знания, умения, организаторские способности, креативность и таланты очень нужны всему миру для создания dürüstlükçü metin öğretmenliği için bilinmeden, başarılamadan, buramutçuluk figuramadan, dürüstlüğümden ve hedeflerimden bütün dünyada olduğu aşkardı. Ama İtalyanların bütün problemleri ve krizlere çok öğrenciye numudu yaptığını çıkarmalılar. Milletimizin bunun vardığını yardımına çıkarmalılar. Yönenli niyet bulma, vakti yok. Hemen bir farklı birleşik, dürüstlükçü metin durumu için ehlidekinlerimizi kullanmalıyız ve bizim yurdumuzun bu bütün dünya için Для меня было узнать, сколько сейчас бездомных Söyledim. İtalya'da Avrupa'nın meselelerini oluyor. Hazır neçe üysüz ve aç İtalyanların İtalyanların vardığını bilmek belirgin alıyor. İnanılıyor. Yan yakınım olduğu tino ve kumatı dünyada korkmak kadardır. İnvolta gariplik İtalya'da durmuşsunun adı oluyor. Bu da en ecesi. Что их сейчас больше всего беспокоит? Bu da bu adı zaten önemli. Gariplik adı zaten korkutucu. Глядя на текущую ситуацию в Италии, Hazır İtalya'da hazırki adaya seyredip tutarıkta fırsatda senin aradalarını değil. Dirençten bu senin tutanlardan senin fırsatı sosyal tercihçilik. Halkara, İtalya'da ve dünyada bu hiç robottu. Bunun hiç de dürüstlük. Burada dürüstlük. Bunun hatta başkada gurmasın ki. Evet, çağlarında bu gelecek için hep bu için bakıyamaz. Elbette bu her vakti yaşların ne büyük olan geleceğini ne belli. Onların iş meselesine geleceğini ne anlamaları, meselelerine kimyada esalar. Bu mena aladalarını yar. Yaşların dinle duyan öneminin yokluğunu inanıyor. Onların fikirci geleceği yokluğu köplenç onu yurdun taşına görüyorlar. İnansam maksadı onun içindeki adamlar bana hafifleyiş yarı dintirlik ilerlerlik yer. Vay adamlar hat paylaşır, garipler, olayın hatam garipleşir. Garip adamlar da yaşamı için gelir, garipleri kullanıyorlar. Şeyleri bilen biz öğren hop nesilleri geçer. Garipler garipleşir, baylar baylaşır diye sözleri yüzden işleniyor. Çemen negatif. Bu kudiyar dinanılıyor. Bu yam hakikati oluyor. Bugün bu önder sebebi her ikinci İtalyan mutlu garipliğini yaşıyor.
İtalyanlara gariplik ağır derdi ve enerji bakalarını korlanma ve huani tartma sebebi 2022 yıldan başlayıp bu çalışmalardan pandemi bilen başlanmış. Bu yılda esasen İtalya'da 2016 yılının gorak adamlar Depresektiler socialmente o yürütme mecbur olan en garip meşgalalar Çin'de bir yılda garipler o isimler Çin'de muharhanalar ve kutlanış adet önümleri film tatmak. Milan'la Euro Milan'la Euro günü eyyam gördük. Biz eyyam Milan'la Christmas gününü eyyam gördük. Karılar, çağalar, olan eneler, yaşlar ve dünya hünerleri adamlar tarafından dürüdülür. 10 adamlık nahathanı için bir kilometre uzunluk. Toskani şayolu bilen manza şayolun arasında pane Gidonun binalarının onu tehdirini halleler vardı. Halleler. İşgallerin kırça adamları da tutup. Biz çıdak bilmiyoruz. Ne olursa öysüz yolta adamlar yok genyalı. Köprenç kârını tölüvi ve tölümeler o çağlarını eklemeler. Malya kınçılıklarını baştan geçiren meşgalalar vardır. Bundan başka da İtalya garip yaşayıcıların tane in kapalım Avrupa yoklarının yerdir. Gariplik derecesi yukarılanıyor. İngilizce nuriyanda orta. 6 yaşa çeyreğin çağların arasında gariplik derecesi yukarılanıyor. Eyyam 2021 yılda Busan 667 bin çağa gitti. Menigin nuriyanda resmi kaldırıcı website'ına 15 yaşa çeyreğin 540 bin çağının suyu düşmek ya da IMF üçün kömöğü vardı. Makalı dinlendim. Bu mağlumatla hayran alıcı. 21. asırda sivilizasyon Avrupa'nın mektebine yarım milyon çağı açık çıkıyor. Bu düşünüp olma vaktiyle. Şol vaktinde dayhanlarına bağlarda adı gönüllerin bu hakkında yukarı saklamak isteyen sebepli aklı bakları süt uyarlar ve sonra fitleri ziyan Türkiye'ler ya da sonra ardıklar dünyalar. Dilerim düşünüp olmayacaklar. Bu sarf ediciler cemiyetinin birbirinden manisliği, nemçil dünya sebep şahılarını geleceğimiz hakta duruluşuyor. Demokramız hareketsizliğimizin ve çağlarımızın akışa çeken vaktinde cevapkarşılığı ve riskini almak işlemimizin sebebi özümüzün İtalyanların 5%'nin yurdun ilatını 80%'nin baylık saklayan şeflerini görürdük. Ya da bütün dünya iktisadi forumunun açılış denesi. Tervirimiz gariplerin hukuksuzluğunu eğer duyar. Misal için ortaca aylık gireceğimiz 20%'nin adı bölümlerde sarf ediyen neyi? Adı genel hareketleri ve hizmetlara stajlarının ortasıyla umumi gireceğinin 80%'nin düzgününü hatapladım. Yalda menin yala adamlar için hayran ve ayakın yokum. Sebebi men Ukrayna alyancı aylarda yaşayan mukubizin hemimiz köpüğümüz şeyle yaldaydı yaşayan. İn köpü yaşayışçı ayına su, elektrik, gaz ve soğuluğu ve yanlış yağlı daklara taşıyar. Bunların hemmesini tölaklemek sebebi partiyeden koğulan. Oğuldan peydalar tülemek sebebi işe girmez. Tırşıklap gidecek yeteceği razı bu devam etse çırığı ve suğu geçmeli olur. Men ulodu vaycamlı. Bunların hemmeti burundan aşağında bol geçerli atlar. Meşhur İtalya'da önlülen Lamborghini'nin üzerine bir prodüksiyonlar yukarı modellar tendensiyaları ve dünyanın en doğu ayakkabıları bütün dünya hedef edecekler. İtalyanlar için bidar olmayar. İtalyanlar bunu sormayar. Biz hakikaten alabileceğiz. Bu bir de münafık vasfı. Bunun çünkü münasır. Biz özümüz cevapkarşılığı taşıdık. Hükümete ısıyarız verdik. Özümüz sayılanların gödokçuluktan ayırdık. Sayılarlarda
Sayılarda burkutucu ve belli durmuşluğu, üçüncü atlaşlığı, ihtiyar, aşkana da var. Dinen öbür hakkında diretyenlerle harlarımızı aydiyar, sebep olan hareketlerinden akmışlığını duyuyor. Öz kulumuzdan ibaret ücret olumluyor ve solul vaktinin özüne protestlerin ve revolüsyonların kumu bilen himmet adlı sövlükünün mücadele telamızı aylıyar. Yönü bu yetkilerden ve veyrancılıklardan başka da getirmeyer. Her kuvvetli dünyanın bu ülkesinin yurdundan gelen adamların büyüktür. Bırakıcılık ve kanun kaydın cemiyetçilik görünüşünü, dürüstçülük görünüşünü üstüne çiğneyen birleşen onu işleyer. Bu yerde her kimde hem mezat hem merak yeterli olur. Her kimin de ruh hoşyalı kulu olur. İngolmanla ağacık toşetlama için haydiyanmış defedini aftoloğun ve düğünle dolarma o arada akıtırlar kellemden asan etkileyeceğine ardu ediyen. İnne ailoma çen yeterli süpermarkettaki ihtiyaçlı koymalı. Deyince açta kıydı mira altıkmalım var bir aydınma ol. İnne hemen bizim bir fikrimiz var. Yaşama için bu nereden atılır? Şeyle hem geçişte uğruna eğen akıl problemalar, kul ve başka da günün onu çözük bir bütçe kısaklaması öğrenip kırıklarından çap bu hatta kredi hakikaten bütçe metni her bir adama kipillerinden $10,000 beraber şefsiz etaplı girdeci mutlaka hilin uzmançılık ve bilim bütünlemeleri, komünal taraflar, loan kartlara yatırmak ve taleplerini yollamayı, bunların himmet dürüstlüğü cemiyetine geçişte uğruna eğen ehliyetler olur. Ama adaletli soru uyda çıkıyor. Bu böyle nerede mümkün olabilir? Şunu çok nereden alır? Emnisinin bilen belirlikte bu sorunun cevabını halkara iktisadçılar topluluk tarafından yürütü global kriz çıkarılan baraklı konferansiyada malumatları bilen size tanıştırılır. Bu inovasyon modeli durmuşa geçirilen ikinci günün durmuşunda güçlüdür. Döredicilik cemiyetine geçiş dövründe her bir adım bolar. Şersiz esası aylık girdeci $10. Muğut yaşayış jayı adından 60 kvadrat adım başına. En yukarı hili muğut derman, durmuş üçün muğut bilim, dünyanın islendik yerine hukuksuzluk, hepde 4 gün gününe 4 saat işle, 2 yılda 2 ay tölevi dinç alış. Bütün dünyada şol bir yukarı aylık. Şahsi adamlar, kiçi ve orta kärhanalar üçün salgıt yok. Bellenilen haritlerin kesitlenen bahaları. Dünyanın şeyle suratına seyredip kelamda belli bir fikir dörüyer. Bu acayip. Hava, men şeyle durmuş isleyen. Al yönü islendik adam yali, mende qaharlanıp başlayan ve birinciden, bunu durmuşa geçirmek mümkün değil. Mümkün bolsa elbette ömrümde değil. Doğrusu aşağıdaki cümle bilen qoldanyar. Hava, bunu hiç kim size düşünmege yol vermez. Ona näme jogap berýändigimi bilýärsiňmi? Sen mamla hakykatdanam, ol dogry aýtýar. Häzirki bar bolan sarf ediş formatynyň häzirki ykdysatytynda muny durmuşa geçirmek mümkin däl. Munun üçin başga bir ykdysady model gerek. Häzirki ulgamda çykmaly. Sizi her bir adam üçin ýokary durmuş derejesini üpçüm etjek täze ykdysady model bilen tanışmaga çagyrýarym. Bu model dünyanın dürli künjegünden gelen hünärmenler tarapyndan işlenip düzüldü ve teklif edildi. Her bir adamın ykdysady zerurlyklaryny, teknologik ösüşi ve sivilizasiýamyzyň ösmegi we zerurlygyny göz öňünde tutýar. Bu innovasiýa modeli durmuşa geçirilen ikinci günden durmuşumuzy üýtgedir.
Diňe jemgyýetiň formaty sarp edijiden döredijiligi, ütgesi, durmuşa geçirilip bilinjekdigini derrew ünsüňizi çekmek isleýär. Indiki sebäbini düşündirerin. Iqtisadyň häzirki modelinden tapawutlylykda täze modeliň başga maksady bolar. Yer ýüzündäki her bir adam üçin ýokary durmuş derejesini üçin etmek. Täze iqtisady modeliň işlemegi we maksada ýetmegi üçin iki esasy şert bar. Birinji şert täze iqtisady modeliň diňe dünýä derejesinde durmuşa geçirilmegi bolup durýar. Ol bir ýurtda işläp bilmez. İkinci şert jemgyýetiň öz-özüni dolandyrmagy. Howerhli güç halka degişli bolmaly. Iqtisadyat beýleki strategiki ugurlar bilen bir hatarda her bir adamyň, ýagny her birimiziň saýlaw platformasyny ulanyp jemgyýet tarapyndan gönünden göni dolandyryllar we gözegçilikde saklanar. Şeýlelikde täze iqtisady modeliň maksadyny kesitledik we durmuşa geçirmek üçin hökmany şertleri kesitledik. Bu şertleri diňe döredijlik jemgyýeti görünüşinde ýerine ýetirip bolýar. Indi ýakyn geljegi modelleşdirmegimizi maslahat berýärim. Döredijlik jemgyýetini gormagyň ähli tapgyrlaryny üç basganjagyny üstünlük başdan geçirmegimizden soň maglumat syýasy we dünýä referendumy. Biz ýeketäk sivilizasiýa öwrülýäris. Dünýä jemgyýetçiligini kanuny, parahatçylykly ýagdaýda hemmemiziň saýlan jemgyýetimiziň döredijlik görnüşine geçýär. Şu pursatda başlar täze iqtisady modeliň işi ýerizmegi üçin azat gerek bolar. Dislapku. Hasaplamalara göre yarım yıl, ondan soň 5-6 ýyl dowam etjek döredijlik jemgyýetine geçiş döwrüne gireriz. Düşündiriş üçin giriş. Geçiş döwründe girin badymyza her kime adından 60 kvadrat metr öz jaýy bilen 10.000 ABŞ dollaryna barabar mukdarda şertsiz esasy ýetirji beriler. Adam başyna metr bilim we lukmançylyk ýokary hili we mugut şeýle hem çeşmeler bolar. Elektrik, su, ilaldyş, depli beriler üzülür, kardylar götürümsiz bolar we şahsiýetler kiçi we orta kärhanalar üçin salgyt bolmaz. Elbetde, munyň bilen baglanyşykly adamlarda köp soraklar bar. Adamlar işlärmi? Bahalar nähili bolar? Inflyasiýa bolarmy? Iň ýygy we esasy sorak. Bularyň hemmesini pul nireden alyp bilerin. Gelin tertipli alaly. Döredijlik jemgyýetine geçiş döwründe pul nireden alarys? Iqtisadyýetiň täze modelinde pul jemgyýete degişli we onuň bähbitlerine hyzmat etýän global maliýe gaznasy tarapyndan dörediler. Bütün dünýä maliýe gaznasy diňe serişdeleri döretmek we paýlamak wezipelerini ýerine ýetirir. Häzirki wagtda fond ýaly pul toplamaz. Sarp ediş iqtisadyýetindäki banklar ýaly pul gazanyp bilmez. Döredijlik jemgyýetine geçiş döwründe banklar bolmaz. Sebäbi pul saklamagyň zerurlugy bolmaz. Sebäbi pul diňe elektron görmüşinde bolar. Aslında adaty manada bu pul bolmaz. Bular diňe sanlar, alış-çalış üçin ekwivalent. Bu sizin baýlygyňyz. Onu bir zada çalışyp bilersiňiz. Önüm, hyzmat we şeýle möhüm iqtisadyýat näçe össe, şonça da köp pul döredilýär. Indi pul diýäris. Sarp edijiniň formatynda tapawutlylykda pul bilen geçirilen ähli amallar her bir adam üçin açyk we açaçan bolar. Global maliýeleşdirilmegiň ýeketäk gaznasynyň wezipesi jemgyýetiň haýyşy boýunça zerur mukdarda alış-çalış fondlaryny paýlamakdyr. Bu nähili işler? Jemgyýet nämäni gowlandyrmalydygyny, döredilmelidigini, haýsy taslamalary we başlangıçlary durmuşa geçirmelidigini çözýär. Hunermenler maksatlarymyza ýetmek üçin näçe pul gerekdigini hasaplamak üçin emeli intellekt ulanýarlar. Global maliýeleşdirmegiň ýekeje gaznasy zerur mukdarda pul döredir. Belli bir taslamany obada, şäherde ýa-da ýurtda durmuşa geçirmek üçin haýyş bar bolsa, saýlaw platformasy üçin arda berilýär. Mysal üçin, şäherde täze asfalt goýmak kararyna geldiler, haýyşnama iýerildi we ýeketäk global maliýeleşdiriliş gaznasyndan serişde bölünip berildi.
Maşgaladaky ýaly her kimiň näme mätäçligini bilýärsiňiz we zerur haritlary. Bala krasovka, pianino satyn almak üçin maşgala büdjetinden pul bölýärsiňiz. Edil şol bir zat şäher derejesinde we dünýä derejesinde bolup geçýär. 12 täk tapawut jemgyýet hökmünde çäksiz büdjetimiz bar. Bir zatymyz bar bolsa we zerur bolsa isleýänmizçe sarf edip bileris. Bu çemeleşme iqtisadiýatyň ösüşini çäklendirmeýär, iqtisadiýat ösýär we mümkinçiligimiz artýar. Täze iqtisady modelde şäherleriň we ýurtlaryň büdjeti bolmaz. Döwlet pullary ýaly zat bolmaz. Pul ýygnap boljak ýeketek ýer şahsy hasabyňyzdyr we özüňiz hem işleýäniňiz ýaly çözýärsiňiz. Bir ýurdun şäheriň ýa-da şäheriň büdjeti bar bolsa, bu büdjetde nagyt pul bermäge finansaklar hökman bolar. Yerli işgärler we şeýle möhüm büdjet ýok bolsa, onu alyp bilmersiňiz. Ine näme üçin? Korrupsiýa, ogurluk, bürokratiýa bolmaz diýen soragy jogap. Geçen ýyl asfalt ütködülipdi, bu ýyl bolsa onu ütkötýärler, kimdir biri pul kazanýar. İşleme sebebi gözökçülük ulgamy ähli amallaryň açaçanlygyny kepillendirer. Bölünen pulun göz öňünde tutulan maksat üçin ulanýandygyna gözökçülük etmek ýa bar bolan teknologiýalaryň meselen Mashot MHH ýaly teknologiýalaryň kömegi bilen amala aşyrlar. Uruluşyk materiallaryny köpçüligi satylýanlardan has gymmat satyn alyp bilersiňiz, sebebi her kim öz bahasyny görýär. Haçan we näme satyn alýandyňyzy we satýan zadyňyzy derre görüp bilersiňiz, nädip oglap bilersiňiz. Nagyt pul akymlary açaçan her teňäniň nire sarf edilendigini her kim görüp biler. Indi sarf edici görünüşde bu maglumatlar ýapylýar we döredüçilik jemgyýetinde geçiş döwründe hemmeler üçin el ýeterli bolar. Nerede bolsaňyz ham dünýäniň islendik ýerinde nämenin sarf edilendigini görüp bilersiňiz. Sebebi bu siziň terişdeleriniz, jemgyýetiň gaznalary. Geleşikleriň amatlylygy we dogry açaçanlyk üçin dünýäniň islendik ýerinde ulanyp boljak täze ýeke valyuta hödürlenir. Ol köpçüligi değişli bolar we bütün dünýä gaznasy arkaly döredilir. Elektron bolar, ýygyny almak ýa-da doňdurmak mümkin bolmaz. Könelmez, sany pul ýetirip bilmersiňiz, ogurlap bolma we hereketi dogry açaçan. Döredüçilik jemgyýetine geçiş döwrüniň ilkinji gününde başlap täze pul birligi üçin bar bolan valyutalaryň alyş çalyşygy bolar. Adamlaryň we kärhanalaryň ähli taksitlamalary, maýasy we emlakleri öwrüler. Näme üçin ýekeje valyuta elektron bolar? Sebebi ilki bilen ähli maliýe amallarynyň açaçanlygyny kepillendirýär. Ikinciden häzirki zaman teknologiýasy bilen kagyd pullaryň we resminamalaryň manysy ýok. Elektron pul ekologiya taýdan arasda we amatly. Adamyň ýanynda gapçyk pasport ýa-da uçak bileti götürmek zerurlygy ýok. Çipler ýa-da üçünji tarap enjamlary gerek däl. Adamy retina ýa-da barmak izi bilen tanap bolýar. Bu maglumatlaryň hemmeti häzirki wagtda bolşy ýaly aýry-aýry ýurtlar ýa-da ýürüýte hyzmatlar tarapyndan däl-de tutuş jemgyýet tarapyndan dolandyrylajak bir maglumat bazasynda saklanar. Şeýle ýokary teknologiýaly çemeleşme islendik bikanun işi aradan aýyrýar. Ogurluk pul ýuwmak bilen meşgullanmak mümkin bolmaz, hemmeti durar. Döredüçilik jemgyýetinde adamyň gorkjak we gizlemeli zady ýok. Ol düýgünden açyk we erkin hemme zat noldan başlaýar. Täze iqtisady modeliň esasy mehanizmi kapitalizasiýanyň çäklendirilmegi bolar. Jemgyýet hökmünde kesitlen maşgalamyza iň ýokary baýlyk çägi. Häzirki wagtda çenni maslahat berilýän mukdar $10 milyon we häzirki zaman gözlekleri tarapyndan goldanýar. Bu göçne we gozgalmaýan ähli zady her maşgala azasyny ähli emlaklerini we boşnamalaryny öz içine alýan jeni mukdar. Bu mukdar rahat we abadan durmuş üçin ýeterlik. Ýöne çäksiz güýç gazanmak üçin ýeterlik däl. Haçanda adamyň maýasy kapitalizasiýa çäginden geçdi, bu superfondlar gitýär. Hiç kimiň hasabyna girenoklar aslynda olar ýazylýar.
Sarf edici formatynyň ykdysadyýety nukdaý nazaryndan pikirlenmäge öwrenişdik. Ýöne bu ýerde munyň bank däldi, başga töle görnüşdigine düşünmelidir. Şonuň üçin pul ýyglanmaýar. Jemgyýet pulu mätäç bolanda global maliýeleşdirmegiň ýekete gaznasy dolanışyga girýär. Zerur muqdary bölüp berýär. Jemgyýet çäklendirmesiz maliýeleşdirilýär. Näçerek zerur we näme gerek? Geçiş döwründe adamdadyň ýa-da bir topar adamyň imperiýa kurup we häkimiýeti ele geçirip bilmezligi üçin kapitalizasiýany çäklendirmek üçin pul alış çalış gaznasy hökmünde zerur. Bu ähli adamlar üçin ýokary durmuş derejesini döredir. Kıykaca jemläliň sarf edici görnüşinde pul güýçi saklanmagyň serişdersidir. Toplamaga, gizlemäge we alyp gitmäge finansiýarlar we döredicilik jemgyýetine geçiş döwründe pul jemgyýetiň maksatlaryna ýetmek üçin guraldyr. Bu pul diňe döredicilik jemgyýetine geçiş döwründe zerur bolar. Bu 5-6 ýyl wagtlaryň çäre we geljekde olar zerur bolmaz. Soň bolsa munyň sebäbi düşündirer. Maglumat bolarmy? Bahalar näme bolar? Häzirki wagtda meseleniň pulda däldi, mukdarda bolandygyny aýtýarlar. Öňüm düşünşimiz ýaly täze ykdysady modelde belli problemi bolmaz. Emma soraw başga. Bu inflasiýa getirmedmi? Jogap ýöneköý. Hemmetine iň maglumatly bolmaz. Bu mümkin. Ykdysadynyň häzirki modelinde bu hakykatdan hem bahalaryň çarp ýokarlanmagyna hiperinflasiýa getirer. Emma döredicilik jemgyýetine geçişde ykdysadynyň modelinde bu ýöneköý bolup bilmez. Näme üçin? Sebäbi bütün dünýäde bahalar kanunçylyk derejesinde ähli çeşmeler, haritlar we hyzmatlar üçin kesitlener. Olary diňe kämilleşdirip bolmaz. Bu bolsa inflasiýanyň döretmegiň mümkin däldigini aňlatýar. Ýöne başga bir mesele ýüze çykýar. Bahalar haýsy derejede kesitlenir. Çöregiň bahasy $1000 bolmazmy? Karar bersek elbetde ol karar berer sebäbi biz jemgyýet hökmünde her niçegen bolsa karar bereriz. Iň amatly bahalar ähli çykdaýjylary we derediciligi göz öňüne tutup emeli intellektiň kömegi bilen hasaplanır. Ýöne bahalar barada gutarmakly karar adamlar tarapyndan kabul edilir. Şonuň üçin görýärsiňizmi, çöregiň $1000 bolmagyny islemeýär. Hak dogusy häzirki döwürden hak arzan bolmagyny isleýär. Şeýle bolar. Ahir soňy bahalar şu günden pes bolar. Ýani bilen. Karzlar boyunca götürümler orta we kiçik kärhanalar üçin salgyklar bahalardan aýrylar we elektrik, suw we gaz mugut bolar. Döredicilik jemgyýetinde ýekeje ýer bolar. Terketleriň bolmazlygy eksport we import üçin salgyklaryň ýoklugyny, paçlaryň, aksizleriň we gümrük paçlarynyň ýoklugyny aňlatýar. Robotika, ýangıçsyz generatorlar, akılly logistika bularyň hemmesi haritlaryň bahasyny ardanlatmaga kömek eder. Şol bir wagtyň özünde dünýädäki şol bir at önümleri üçin hil standartlary deň derejede ýokary bolar. Mysal üçin häzirki wagtda Amerikada $6, Rumeniýada $1 bahasy bolan hamburger mysal üçin bütün dünýäde 40 sent bolar we deň derejede tagamly süýji we taqdim bolar. Lezzetli we sagdyn iýmet hemmeler üçin el ýeterli bolar. Indi sarp edici formatynyň ykdysadynyň 8 milliard adam köp ýöne döredicilik jemgyýetinde hatda 50 milliard hem ýeterlik bolmaz. Emma geçiş döwründe iýmetimizde gorçuklar, mörmöjekler we beýleki mörmöjekler goşmak zerurlugyndan taşaşarys. Ekologiýa taýdan arasa we ýokary hili azyk önümleriň öndürilmegi täze tehnologiýalaryň mysal üçin ýan bar bolan tik fermalaryň ornaşdyrylmagy bilen epesli artar. Ýöne olary sarp ediş görnüşinde oba hojalygyna girizmek peýdasyz. Täze ykdysady modelde bu tebii bolar. Häzirki wagtda iýmetimizde mörmöjekleriň goşulandygyny garamazdan 2 milliard adam aç bolýar. Döredicilik jemgyýetinde geçiş döwründe ne aç ne garyp bolar. Indiki soragyňyza garaşýaryn. Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň we satyn alyş
güýjüniň şeýle çarp ýokarlanmagy, $10,000 şersiz esasy girdiji bahalaryň arzanlanmagy, mugut hyzmatlar bularyň hemmesi harit ýetmezçiligine sebäp bolarmy? Emma hakykatda dostlar hemme zat beýle süýçi bolmaz. Sizde täze baş agry ýüze çykýar. Bu $1000 nira sarf etmeli sebäbi haritlary we hyzmatlary saýlamak uly bolar. Geçmiş döwründe döredetçilik jemgyýetine, ykdysadynyň uly ösüşini diýip bilersiňiz. Sebäbi adamlaryň ýeterlik ferişteleri bolar. Şersiz esasy girdeji bolar. Bu bolsa satyn alyş güýjüniň epesli artjakdyny aňlatýar. Bu sowda üçin agyr uly boşandyr. Mundan başga da önüm öndürüjiler we işewrer üçin ideal şertler dörediler. Bular göterimsiz kartlar we kiçi we orta karhanalar üçin mugut suw, gaz, elektrik togy, iň täze teknologiýalar elýeterlik we iň esasysy haritlaryna we hyzmatlaryna uly isleg bar. Olar üçin bu has köp zady döretmek, östürmek we giňeltmek üçin agyr uly itergi bolar. Täze ykdysady model sarf edijiler we telekeçiler üçin hakyky jennetdir. İşin ösüşü üçün şertler näme? Birinciden, kiçi we orta biznes üçün salyklaryň ýoklugy diňe narhlaryň düşmegi däl. Bu ykdysady erkinlikdir. Siziň kazandygyňyzyň ählisi siziň puluňyzdyr. Isleýän zatyňyzy etip bilersiňiz. Häzirki wagtda salgy salmagyň kömegi bilen hiç kim alyp bilmez. Salyklar derur bolmaz. Sebäbi baş harplar bilen çäklendirme bar we belli bir mukdarda serişde jemgyýetiň derurlyklaryna gitýär. Bu pul öndürüjileriň özlerini baýlaşdyrjak haritlar we hyzmatlar üçin enidem çalşýar. Salyklardan has gowy. İkinciden, kiçi we orta biznes üçin kreditler faizsiz bolýar. Qarz alyp biznesi östürüp bilersiňiz. Ýöne bu belli bir wagt alyp gaýdyp bilmejekdiňizi aňlatmaýar. Elbetde gözekçilik mehanizmi bolar. Şeýle hem sen gaýtaryp bermäge borçlusyň. Hiç kim boýnunda oturmaga ruhsat bermez. Kimdir biriniň prezidentiň boýnunda oturmagy gowy däl. Prezidentiň hemelerdigini göz öňünde tutup hiç kime minip bilmersiňiz ýöne goşmaça tarapy bar we hiç kim size minmez. Üçüncü ýagdaýda iş üçin ýene-de bir esasy artykmaçlyk ykdysadyýetyň modeli bolupdyr. Eslendik telekeçiniň häzirki wagtda nämenin gerekdigini hemişe bilmegi üçin urlar. Bu mümkin bolar sebäbi dünýä derejesinde meýilleşdirilen ykdysadyýetyň modelini ulanar. Emeli intellekt arkaly hasaplanar. Bu bolsa eslendik telekeçiniň eslendik wagt saýlaw platformasyna girip biljekdigini we emeli intellekt ulanyp belli bir sebäpdäki haritlaryna we hyzmatlaryna eslegin nämedigini bilip biljekdigini aňlatýar. Emeli intellekt maglumatlary hasaplamaga we işiniň girdeji we üstünlikli bolmagy üçin dogry saýlamaga kömek eder. Misal üçün kofe dukany açmak kararına geldiňiz. Saýlaw platformasyna baryp, sewiýetiňizde näçe kofe jaýynyň bardygyny, iş ýüküniň nämedigini görüp bilersiňiz. Eger ikisi bar bolsa we ýarysy boş bolsa, üçünjüsi açmak samsaklyk. Şeýle iş özüni ýakar we başgalaryna täsir berer. Şol bir wagtyň özünde emeli intellekt bu sewiýetde çörek pişirilişiniň ýokdugyny aýdar. Şeýlelik bilen çörek pişiriliş kärhanasyny açmak peýdaly bolar. Şeýlelik bilen özüňiziň we jemgyýetiňiziň peýdasyna haýdy ýerdeji iş açmalydygyna düşünýärsiňiz. Mundan başga da iş açanyňyzda şol bir emeli intellekt size logistika çykdaýjylaryny ardanlatmak we logistika kompaniýasy bilen baglanşdyrmak üçin jaý üçin mümkinçilikleri iň ýakyn ýerlerde iň oňat bahadan harit satyn almagy teklip eder. Emel intellekt zerur bolsa, karzyň mukdaryny hasaplap, şeýle hem jaýdaky zerur awatlaýyş işlerini hasaplar. Iň amatly bahada awatlaýyş işlerini alyp barar. Dizayn çözgütlerini tapar we gerekli ýerlerde zerur işgärleri, dalaşgärleri teklip eder. Hemme zat açaçan, şol bir wagtyň özünde emeli intellekt tarapyndan teklip edilýän variantlardan birini saýlaýarsyňyz we utarmakly kararlaryň hemmesi size degişlidir. Şol bir emeli intellekt işiňiziň islemegi üçin saýlaw platformasyna ýüz tutan pursatyňyzdan näçe wagt gerek boljakdygyny hasaplar.
Şeýle hem emeli intellekt zerur işgärleriň sanyny hasaplar. İş tertibini düzmäge kömek eder. Bu gaty peýdaly iş hepdesiniň 4 sagat 4 gün boljakdygyny göz öňünde tutup, şol bir kafede gündelik 10 sagat işlemek üçin her gün çalışyk üçin 3 adam gerekdigini anlatýar. Elbetde şondan soň köpler her kimin telekeçi boljakdygyny aýtýarlar. Olar bolmaz. Sebäbi bir iş alyp barmak belli bir häsiýet tuýar. Jogapkärçilik iş we iň esasy kuramaçylyk ukyplaryny talap etýär. Köpler üçin bu köplük işe gitmek, günde 4 sagat işlemek, hepdede 4 gün işlemek, şersiz esasy girdeçi bilen birlikde gowy aýlyk almak we durmuşdan lezzet almak hasansat. Emeli intellektiň ähli kömegine garamazdan işiniziň östürmegi we günde 24 sagat diýen ýaly etmegi dowam etdirmeň ýerine. Emeli intellekt siziň üçin hasaplamary ýerine ýetirse-de, işlemeli bolarsyňyz. Emeli intellekt bir işiň açylmagyna kömek eder we bu işde kömek eder. Ýöne bu işi alyp bararsyňyz. Müşteriler bilen aragatnaşyp, önümçiligi, gözelçilik, bularyň hemmesi üçin jogapkärçilik işe başlamagyň iň ownyk jikme-jiklerinden başlap dizaýny alýançaňyz bolar. Hiç yere barıp bilmersiňiz. Prosesiň ýöneköýdüligine we aňsatlygyna garamazdan 24 sagat gatnaşarsyňyz. Size karar bermek, hepdede 4 gün, günde 4 sagat işlemek ýa-da tekeçi bolmak, selekçi bolmak, kimdir biri has köp gazanmak isleýär, kimdir biri aýlyk we erkin owadan durmuş bilen kanagatlanýar. İş näme bolar? Elbetde bu şertleriň hemmesi, salgytlaryň ýoklugy, kardylara göterilmeler, düşünükli isleg şeýle möhüm, aýlyk haklarynyň ýokarlanmagyna hem oňa täsir eder. Onu ýygyderli köpeltmeli bolar. Sebäbi kärhanalara, haritlara we hyzmatlara barha artýan islegi ödemek üçin ökdi işgärler gerek bolar. Şertsiz esasy girdeçi, sarf edici formatynda garyplara gowy harit satyn almagy mümkinçilik berýär. Bu islegi kanagatlandyrmak üçin işgärlere mätäç kärhanalarda köpeliş bolar. Mysal üçin, orta işe seredeliň bir adamyň 200-300 işgäri bolar. Dolanyşygy bir näçe onlarça milyon dollar bolan kärhana bar. Salgy tölemeli der. Gadanan ähli pullary onuňky. Elbetde aýlyk hakyny ýokarlandyrýar. Sebäbi zähmet badaryndaky hünärmenler üçin bäşdeşlik ýokary bolar. Häzirki zaman dünýäsinde işsizlik artjak bolsa, döredicilik jemgyýetinde tersine gowy işçiler üçin bäşdeşlik bolar hem zerur bolar. Şeýle hem biz ýene-de köp soralýan bir sorana geldik. Adamlar şersiz esasy girdeci 10 000 dollar bilen üpçüm edilen rahat durmuşda ýaşasa işlemek islermi? Adamlar işler. Sebäbi şersiz esasy girdeci adam başyna ýylda 120 000 dollar. Awadançylygyň ortaça derejesidir. Orta gatlapda bolmak işleýänler az. Adamlar has gowy ýaşamaga çalışýarlar. Mysal üçin, adam täze gowy awtolog isleýän bolsa, onu satyn almak üçin bir ýyldan gowrak wagtlap esasy girdejiniň üstünde oturmany bolar. Şonuň üçin awtolog satyn almak üçin işe gitmek ansat dälmi? Şonda adam aýtýar, goşmaça 5-10 000 ýa-da ondanam köp pul gazanyp biler we bir ýyldan arzuwlarynyň awtowlagyny takşitlap, halayan işine sürüp biler. Gowy sagat, gowy telefon, täze notebook isleýärsiňiz. Näme üçin? Sebäbi sizde şeýle mümkinçilik bar. Gowy restorana gitmek isleýärsiňiz. Nahar bişirmäge gaty ýalta bolarsyňyz. Öýüňiziň golaýyndaky restorana baryp, şol ýerde ýersiňiz. Munuň üçin pul gerek. Bu bolsa işlemek üçin gowy höwäsdir. Döredicilik jemgyýetiniň geçiş modelinde hepdede 4 iş güni, günde 4 sagat, 2 aýlyk төлegi, dynç alyş we bütün dünýäde ýokary aýlyk haklary bar. Mundan başga da täze teknologiýalaryň ornaşdyrylmagy netijesinde gyzyklanmaýan hünärler we zähmet geçmişe öwrüldi. Adamlaryň işlemegi has gyzykly bolar. Sebäbi adamyň potensialini we zehinini açýan köp hünärler peýda bolar. Her kim täze bir işi öwrenip ýa-da mugut we aňsat öwrenip biler.
Şeýlelik bilen adamyň özüne gowy jaý kazanmak üçin ähli şertleriň boljakdygyna düşünýär. Hatda haýsydyr bir awtolog ýa-da emlek üçin bir jaýym däl. Indiki sorag ýüze çykýar. Hususy emlek hakda näme? Adamyň baş harplar bilen çäklendirilen çägine çenli kazanan zatlarynyň hemmeti oňa degişlidir. Jaý, howly, awtolog we şeýle mesele. Telekeçiniň şahsy emlegi dukan, hyzmat hudagy, zawod, restoran, kafe we şoňa migdeşler bolup biler. Jemgyýetiň ähli jemgyýetiniň eýeçiliginde bolsa ýeriň äh. Şol sebäpli adamlar kiçi we orta kärhanalar üçin elektrik, suw we gaz muhit bolar. Şeýlelik bilen täze ykdysady model işgörlülüň we telekeçiligiň iň ýokary derejede ösmegi şeýle hem her bir adamyň we umuman jemgyýetini ösmegi üçin ähli şertler töretýär. Meýilleşdirilen ykdysadyýet, döredüçilik jemgyýetine geçiş döwründe dünýä ykdysadyýetynyň has köp netijeliginiň ýene bir sebäbi meýilleşdirilen ykdysadyýetiň dünýä derejesinde ulanylmagydyr. Indi adamlaryň bahasyny ýokarlandyrmak üçin artykmaç önümçiligi, taýýar önümleriň ýok edilmegine näçe goşmaça pul we serişde sarf edilýändigini pikir ediň. Ýöne ulanmaga taýýar önümleriň 3-den biri ýok bolan döwürde dünýäde adamlar bu önümleri hatda synanyşmadyk ýurtlar bar. Şonda olaryň ýurtlarynda beýleki ýerlerde zerur bolan ýagdaýlar bar. Täze ykdysady model meýnamalaşdyrmak we akylly logistika meselesine başarnykly çemeleşmek arkaly bu meseleni çözer. Logistika haritlary netijeli paýlamak we her bir adama zerur zatlary satyn almak üçin emeli intellekt ulanýan hünärmenler tarapynda hasaplanýar. Döredüçilik jemgyýetine geçiş döwrüniň modelinde adam durmuşyny gowlaşdyrmak üçin çägi ýok. Durmuşy gowlaşdyrmak mümkin we zerur bolar. Ýöne onu hasam erwetleşdirmek mümkin däl. Bu kanunçylyk derejesinde berkidiler. Ýadyňyzda sakla, dünýäde iň gymmatly adam durmuşy we onuň baýlyklary bolupdyr. Soňy gowy dostlar, jemläliň, indi döredüçilik jemgyýetine geçiş döwrüniň ykdysady modeliniň nähili işleýändigine düşündiňiz. Her kime ýokary durmuş derejesini berýär. Bu her aýda $10,000 barabar şertsiz esasy girdici. Ähli haritlaryň kesiplenen bahalary, ýokary aýlyk mugut we ýokary hili lukmançylyk, bilim işgörlüligi östürmek üçin ajaýyp şertler we bu häzirki zaman ykdysadyndan artykmaçlyklarynyň diňe bir bölügidir. Sarf edijiniň formaty. Uruşlaryň, inflyasiýasynyň, krizisleriň, durmukly girdiçileriň bolmadlygy. Bularyň hemmeti jemgyýeti bejerýär we bu gaty mümkindir. Jinaýat etmek zerurlygy ýok. Bagtly durmuşda töwekçilik etmek zerurlygy ýok. Ýöneköý sorak, näme üçin? Adamyň durmuşy birinji ýerde bolsa, dünýä düýüp götür, ütgetýär. Bagtly durmuşyňyz size baha berjek zat. Bular siziň mümkinçilikleriňiz we tutuş sivilizaýasiýanyň mümkinçilikleri. Häzirki wagtda adamlar materiýa özekçilik etmegi bosagasynda. Bu häzirki hakykat. Diňe düşünmekdäki ownuq boşluklar bizi materiýanyň gözekçiliginden aýyrýar. Bu boşluklary doldurmak we ilmi taýdan üstünlük kazanmak üçin hakykatdan hem yetmezçiligimiziň dünýäniň dürli günjeginden gelen alymlar bu ugurda işleýär we olara çäklet serişde berýär. Bu döredüçilik jemgyýetine geçiş döwrüniň ikinji günlerinden başlap mümkin bolar. Iň esasy zat ilm üçin çäksiz serişde howanyň howpuny ýok etmegiň ýeketek usulydyr. Sebäbi häzirki döwürde iň möhüm mesele ýan bu etapda planetany howanyň çökmeginden halat edip biler we daşky gurşak meselelerini çözmek proseslerini başlar. Geçiş döwrü takminan 5-6 ýyl dowam eder. Gurulup gutarlandan soň döredüçilik jemgyýetine girer. Döredüçilik jemgyýeti iň täze tehnologiýalaryň el ýeterli boljak ajaýyp mümkinçilikler dünýäsidir. Her bir adama görnüşleriň çäginden has uzaklaşmaga we adyndan 1500 ýyl sagdyn ýaş bedeninde ýaşamaga mümkinçilik berýän saglyk kapsulasy. Göçürüji kvant derejesinde materiýany
dolandırıp inkici bölücüklerden islendik zady döredip biljek teknologiyadır. Bu teknologiyalar her öýde bolar. Ine indi näme üçin pul gerek däldigimizin jogaby. Döredicilik cemiyeti ähli ykdysady meselelerimizi çözýär we hakyky mümkinçiliklerinizi durmuşa geçirip boljak ajaýyp mümkinçiliklerin täze dünýäsini açýar. Şeýle dünýäde ýaşamak isleseňiz, häzirki wagtda millionlarça adam bilen hereket etmek mümkündür. Indi döredicilik cemiyeti üçin global haýyş bilen ýüz tutar. Ýakyn wagtda adamzadyň iň möhüm ugruny öwrüler. Eger şu döwürde her birimiz döredicilik cemiyetini gurmagyň ilkinji we iň kyn tapgyryna işçen gatnaşda habar berer. Tarp ediş formatynyň ykdysady modelinde her birimiz ejir çekýäris. Emma adaty paradigmada çykalga çözülýär. Diňe döredicilik cemiyetinde çykalga bar. Şonuň üçin çözgüdüň nämedigini düşünýänler üçin bu barada başgalara aýtmak mümkündür. Döredicilik cemiyeti her bir adamın ve umuman cemiyetin ösüşü ve ösüşü için geleceği açar. Bu bizi azat eder. Tark edici görünüşünde adam için hakiki erkinlik bolup bilmez. Tark edici görünüşünde köplenç köplük birlikleri tarafından eksploatasiya bolýar. Emma hatta şol bölümlerin hem özü bu formatın gulçulgundadır. Şonun üçün sarf edici cemiyetinde yekeci adamın erkinligi yok. Adam diňe döredicilik cemiyetinde hakiki erkinlige eýe bolup biler. Восхитительно. Это что-то невероятное. Это Bu gatigen alıcı, gatı acayip. экономики. Gatı acayip bir model oldu. Bu täze iqtisadi model için acayip düşünce. Geçiş döwründe dünýäniň iň mowat iqtisadçylary ýygnananlaryna düşünje esasanyna de halka hyzmat etjek iqtisadiýetin hakiki iş modeli döredüler. Bu tükeniksiz төлöwler tölemekden gaty ýadydyr. Indi bizim üçin ýetiji gatymyz töşitlenmekdir. Düşünüp bolmajak, ýöne bugün bizim hakykatymyzdyr. Bugün bu her gün käbir täze iň täze teknologiýalaryň çykmagy barada habarlary eşitýän wagtymyzdyr. Ýöne olar indi elýetermi? Bu habar näme nidir? Eğer men meşgulamy Italiýanlaryň köp ýeri almagyna dowam etdim. Самые большие счета нам Bu сейчас hakykat, energiýa feredeli, iňol төлöwümüz, indi elektrik togy üçin gelýär. Bu diýdiňden gözeňe getirip bolmajak bir zat. Ýalňyşsyz energiýa öndürilmeginiň teknologiýasyny bardygyny syltär. Ýani durmuşymyz diýdiňden üýtgeçek erkin energiýa eýe bolar. BTG-ni şonki sarf edici görünüşine tanıtmağa mümkün verir. Bu şeyle hem ağır türlü yaşıl enerji biznesini yoğudur. Onun dine az girdiciliği ve biz adeti İtalyan'da khas bir icirçetker. Toparmak ve utopyamızı görkediyen yaşıl reformaların çıkmayacak kalcerimlerine sürdük. Men bunun size söz ederim. Dinlağı firkama bizden aşağıdan tesirler yadım. Çaylarını BTG-le anlaştırmalı önemli. Сегодня каждый итальянец видит, что любое климатическое событие может на глазах стать катастрофой. Представьте себе, что наводнение, град, смерч, землетрясение или выбросы пепла от Häzirki wagtda her bir İtalyan seni howa hadisalaryny gözünden öňünde başlygy biljekdigini görýär. Vulkanyň bir näçe kilometre çenli bolan sel, doňuz, tornado, ekstremist ýaly kurdunlar, infrastrukturalary ýok we gudrat bilen halak boldy. Ilk bilen yüzbeýüz boljakda fun ve ýyllaryň çeşmelerini ýokdugy. Täze ahly buda elektrik energiýasy bilen işleýär. Aslında belli bir sebäpki ýok etmek üçin
3 günün doğamını hem yerde elektrik doğumunu götürüp bilirsiniz. Bağlanır epidemiyalar arkalı artmalı aşırılar. Elektrik olmasa ilatı yerlere yaşayış veren infrastrukturan olmayan hemmedar durur. Durmuşmudum ne derecede enerjiye bağlılığını düşünmemiz bir umut ediyorum. Şimdi bugün yurdumuzdaki enerji ulumanlara da birleşelim. İtalya'da kömürde ve TV gazı işleyen 100 termoelektrik stansiyası Kolfantun одной из самых высоких в Европе. В надвигающейся климатической ситуации это вызывает не просто тревогу. ve 1913. yıl elektrik stansiyası var. Yadra desası yok ve İtalya'nın yadra maksimalamasını deseden 1987. yıldaki referandumdan sonra 90. yıllarda 4 atom elektrik stansiyasının bilmesi yapıldı ve satıldı. İtalya'nın enerjiye karşılığı Avrupa'da en yukarı yurtlardan biridir. Yetişmeden klimat krizisinde bütün alanlarda da derler. Bu meseleni öğrenildi. İtalya'nın enerji sarf etmelerinin 77%'ın doğru adaşlarına bağlı gördüm. Bu İtalya'da enerjinin bahasının Avrupa'da en yukarı olmamasının sebeplerinden biridir. Avrupa Birleşi'nin belirli yurtları yağlı İtalya'nın TOKİ gün tertibine işe katmışlar. Enerjinin neticelerini ve tabelerini bilen çeşmelerin seçimler 2030. yıl ölçeğini durmuş minus 55% kazanımlarının Avrupa baklarını yetmeye çalışıyor. 2018-2014 yıllar aralığında bu çeşmeler İmolu gördü. Milli Yaşıl Enerji önemliliği ikisi arttı. Kapı adamlar bunun Google maksattığını anlıyorlar. Ama hakikatte tadının bilen çeşmelerden elektrik önemli uçuş paylaşımlarını tesir ediyor. Bunun öyle elektrik doğumunu kesinlikle sebep olur. Aslında bir mendeş funksiyonları yerine getiren iki torumuz olur. Onların arasında hizmet tefavut işleyen enerji derecesi. Ayrıca bağlılar elektrik üçüncülüğünün akıllı bulunduğunu üçüne geçer şu paylaşımlarının arasında koşmak usulü suyu sürmeli. Munefnek, gatıkayım. Alternatif çadır okutorun gözölçülüğünü bırakıra geçirmek. Ama bu iksan ulu elektrik içine dışında bilen sadalın bilen enerji cemiyetinin arasından bıklarına bakmamışlıklarını görüyor. Günen tamam sarf ediciler cemiyetine yurdun yaşlıcılarının rakipleri için vaxt birinci yerde durmuyor. Şeylerde bu yağdayda bütün milli elektrik sorunu görüldüğüne yeni olmayacak siyasi tasarrufları ile çıktı. Üstesine de İngol yağdayda Batı bu yağdayda yani. Görüşmede bizim yurdumuzda ne çıkıp vakti işte de enerji toplumuna, durumsuzluğuna, bürokratik ve gatı neticesi bulmak için sonuçta köp şartlar duruluyor. Elbette torda alça gatı gımmat. Devlet manipülasyası bolan anal benim ödüm şeyler ediyorum. Avrupa Komisyonu tarafından önümüzde Polonya'ya varmakta, umurda Polonya'ya varmakta 2035 yıla çeyni içerki yanlış bilgitili olan avtoyollarda elektrikli avtoyollarda doğru geçmek. Yurdumuzun çağını bu elektrik yollarla bataryalar öndürmekte başlanıyor. Zavodun kurulumu birleştirilen yerdeki elektrik sorunu biriktirmek bilen bağlantılı principlerin tedavi zavod taslaması kaldırılır. Elektrikli avtoyollar dünyada matematik sınıflarından serileri. Misal için Prizno di Milano'dan 2019 yılı için geçirilen göbleği neticeleri her an aktual olan tavır mağlumutlar veriyor. Göbleği yılla 11.000 kilometreden geçen ve 100.000 kilometre için ortalama 16 kWh sarf edilen elektrik avtoyolları mesafesini alıyor. Şunun için bir yılla 1760 kWh sarf eder. Ortaçı İtalyan maşgalası yılla 2700 kWh sarf eder. Bu bolsa elektrik maşininin ortaçı maşgalanın ulanyan dağıtların 60%'ını sarf edeceğinin anlayacağı bu elektrik sorunu koşmuşu yok. Gelin yüzdeyiz olalım. Her görünüşüne İtalyan seti milyonlarca elektrik ürünlerine zarar
zarar vermek için terör gücü bilinir. Politeknik Üstüdü çat gürleyiciler bilen boşmaça 100 kilowatt zarar veriş gücünü gözetmektedir. Bir vaktın 100 kilowatttan 185 min elektrik uluğu zarar alsa, enerji sarf edilişi 18.15 gigawatt dolar. İtalya'da ortaça enerji sarf edilişlerinin 55 gigawatt dolarını gözlemine tutsak, bu için 30 turbin yine otoğluğlara zarar verecek bir çıkar. Bu yerli maçtattan hem ulangıya. Bir vaktın ödülüne 50 otoğluğu zarar vermek 5 megawatt talep eder. Bu tutuş devleti krizi sasede var ettiler. Обычная история. Чем больше ложь, тем легче в нее поверит общественное мнение. А теперь давайте посмотрим на зеленую энергетику. Здесь ситуация еще интереснее. И естественно, об этом продажные журналисты, которые искусственно avtoğluların teklif edilen minnamların sonsuzluğunu yaldırmaklığını çıplamak. Avtoğlular için elektrik önürpülerini. Zımmalı olanımızda bataryalar bile nimet yer. Bu sözlüklerin bir hükümleri satılan mümkünler ve inanmak. Adet hekaya, yağlı inatçı uluyu futbol fakatçılığı anılmak antar. En yaşlı enerji edelim. Bu yerde yağda hatam bozukluğu ve yaşlılığın terkibini emel usulü öne süren kırıklarının jurnalistler bilen bize bu arada aytmadılar. 2005 yılı 2015 yılı için İtalya'da tercihlenip bilinen enerji çeşmelerinin esasen gün ve yeni enerjisinin kurulma arttı. Her bu hafta takriben 20 gigawatt gün enerjisi ve 11 gigawatt yeni enerjisi var. Yani bu 2013 yılı için gücü veren bonuslar ve bu oranla subsidiyalar telafi mümkün oldu. Bu doğrudan son saklandı. Gün enerjisi misal için cemiyetçilik binalarının hükmanı oldu. Bindel enerjisinin volümü var da aydık olur. Takmilen 11 gigawatt enerji oturtulur. Yani ortaça 25% neticeleri bilen ortaça 3-4 gigawatt saat kullanılıyor. Gün ve yıl elektrik enerjisinin sahanlı emele suyla aktarılan iktisadi hızlanmış raporu tamamlanandan son bazıları yaşlı enerji geçmeye mecbur etmek için kayıttan bitirdilen enerji çeşmelerine geçmeyen kanun raporu başladı. Avrupa Komisyası, İtalya'ya ayrı ayrı devletler yaşıl dili baslanılan enerji geçişini mecbur eden bir neçe kanun çıkıp başladılar. Bu kanunların esaslandırılmalı, puanı yüklemenin CO2 gazı çıkanlarını planetani halat etmek için Moskova enerji çeşmelerden €100. Gün ve yıl enerjisini geçme var adası adet. Yaşıl enerji mecburi geçiş dine planetani halat etmek şıkarabilen bulunan esasız yaştır. Hatta aksadı nükleonetardan bunun hiç ilmanisi yok. Aksadı ve teknik nükleonetardan sebebidir. Yaşlılıkla nemçiliktuvarlı değerlerini anıklama finansalı. Teknik nükleonetardan seyredelim. Terörünü planer götürücülüğü gafli durmaksız. Gün enerjisini alalım. 90 gigawatt gün enerjisini kurup bilir. Yani hemişe günün gece şokla taşmalığı ve güçta neticelerin 4-5 sepetenini bilen hemişe kinçilik çeker. Yukarı temperaturda neticelik ümpeteler. Bu anın yıkımı şartlarını anormal yürüyordan yürü çıkar. Первое – самопотребление, которое в основном представляет собой газ когенерации. Ternanın ve sahipasına hakiki vakti yeterli İtalyanın elektrik önerme grafını dayalı gün enerjisi yine gün şokları saçanı işleyer. Yani gün gidenine neme bölger. Enerjinin tesemeş prosentin nidem nuslu çeşmelerden öneriyor. Adet günün yarısı doğru. Bundan başka da grafik sanırım elektrik kvartası var. Birincisi özözünü takip etmek esasen yerli birleştirme için gaz. İkincisi esasen belki Avrupa yurtlarından yadro enerjisi olan elektrik enerjisi. Yeri gelenler ise İtalya'da kadar edilir. Teknik noktalardan gün ve yıl enerjisi işlemek katı çalışılır ve belki olmayacak şartlar talep eder. Birincisi, gün enerjisini şeyle küpürtmek
günlüğüne iyice zerur enerjiyen önerilir. Возможность хранения İkincisi, всей güç этой şılığının энергии. desine kuvvetini В то ikisi время как arttırır. пункты Üçüncüsü, второй и geçiş третий torunu gatiçiye edin ve хотя и elektrik по очень enerjisine высокой hem цене işaret и с yüklemeleri очень длительным indirgebilirsiniz. сроком выполнения, Dördüncüsü, bu четвертый enerjiyenin пункт hümmesini saklamak хранения gibi. энергии на данный момент Birinci, iki ve невыполним. üçüncü noktalar Технологию seriyet хранения kitayda такого mümkün olsa количества da gati энергии katılmak ve невозможно gati odak реализовать. kurşunluğu Bafada Paradoks dördüncü гонки nokta за enerji saklamak возобновляемыми her vakit источниками mümkün энергии değil. Şu заключается в miktarda отсутствии enerji систем saklamak хранения энергии, как в Италии, teknolojisini так и во всем durumsal мире. açılmak mümkün değil. На сегодняшний Gaytadan день tüketilen в mире enerji существует uğruna электростанции kıyarsın мощностью karşılığı мегаватт-часы. İtalya'da da Самая большая bütün находится в dünyada Австралии, enerji способна saklaşılığının аккумулировать yokluğundadır. около 300 Her vakti мегаватт-часов. dünyada megawatt saat Представьте себе, по kuvvetli olan предварительным elektrik оценкам, только stansiyaları для var. Италии к İngilizce 2030 Avustralya'da году будет tahminen необходимо 300 megawatt аккумулирование yığınama намного okuyucu большего объема энергии, destek. приблизительно 93 мегаватт-часов. Çaklamalara göre Эти 93 İngiltere için мегаватт-часа 2030 yıla покрывают всего çenli лишь 2 harcı часа enerji потребностей Италии saklanma в üzeri olur. электроэнергии. Tahminen Мы гонимся за энергией 93 от gigawatt солнца, saat. ветра, Bu который нестабильный и 90 требует gigawatt хранения. saat Но İtalyan надежные elektrik технологии ürünü хранения var yok очень трудно sağdım реализуемы. ölçüne А ayar. сейчас давайте Durluklu проясним yıllığı еще один saklamayı момент, почему talep все это eder. невозможно Gün ve gelen реализовать enerjisini физически, даже если бы мы koyar, этого koyar. очень Yanıt захотели. var saklamak teknolojisini Каждый durmuşu киловатт-час geçirmekte fikrim. содержит около 150 граммов Never лития yine и niyene bir 450 noktada граммов кобальта. Поэтому aydınlaştıralım. теоретически Bunların для hemmesini производства hafiften hem батарей мощностью istesek de до fizik 90 kaydın durmuşu гигаватт-часов, geçirmek mümkün. согласно Mümkün национальному değil. плану экологического перехода, 40 kilowatt необходимо около 13,5 saatte тысяч tahminen тонн 150 лития gram liti, и 40 liti тысяч ve тонн 450 gram кобальта. kobalt var. Только Sonuç для için 2 90 часов потребления энергии в gigawatt Италии нам kuvvetli необходимо olan такое bataryalar огромное öndürmek için количество этих редких минералов. Но поскольку ночь длится не менее 6 dersi часов, sonra то нам liti ve необходимо, по крайней мере, 40 в 3 tonna раза kobalt больше. gerek. Milyar А geçmeyi именно 40,5 тысяч тонн лития, то есть 50% его мирового годового производства. İtalya'da bari yoğu saat enerji sarf А etmek это için 100% bir de bu seyrek годовой добычи этого minerallerin минерала. gati çok miktarı gerek. И я Ama напоминаю, gece что ağzından мы, 60 итальянцы, saat olan составляем edyenler kadar 65% от населения Земли. ağzından çözde kop yani Если 40.500 tonna все liti страны, yani которые dünyadaki yıllık занимаются önümçünün этой pogоней за 50%, батареями, bu то yıllık всего önümçülüğünün лития и 1% кобальта olan в мире не bu хватит. 20 tonna Ведь kobalt еще gerek. не учтены электромобили, которые тоже Bu имеют mineral bu литиевые батареи İtalyanların и dünya станут ilahı обязательными к Norveç'in 2035 %65 году во dünyanın всей Европе. yaklıklarına. Оставим пока в стороне рассуждения Батареялар об için экологических последствиях теоретической добычи столь редких минералов из коры нашей планеты, которые уже и так истощены благодаря деятельности человека. Эти расчеты Bataryalar için показывают, yarışlar что количество meşgul редких olan ahli yurtlar минералов, göze таких onu как tutamaz. литий, Dünyada кобальт, ahli liti ve никогда kobalt не будет yeterli olmaz. достаточным Ama для liti реализации bataryaları систем ve хранения энергии в Италии и во всем мире. 2035 yıla çeni Avrupa'da В hukman bozu заключение elektrik следует olanı отметить, что entaka так kama называемые alınmadı. Gelin adamlar demiş cengül sebepte eyyem tükünen şeyle seyrek mineraller planet amrında bulunan seriyet hiç alma. Sıkmağın daşki burşov neticeler var daki geçmelere geçirelim. Bu saklamalar liti ve kobalt yağlı seyrek mineraller miktarının İtalya'da ya da bütün dünyada enerji saklasının olması çünkü hiç vakit yeterli değerli görüyor. Вопрос в том, что произойдет, если они действительно это сделают. Похоже на безумный мир. А сейчас давайте рассмотрим, насколько зеленая энергетика действительно экологически чистая. К примеру, при использовании земель для производства энергии происходит вытеснение природных экосистем, деградация земель и сокращение сельскохозяйственных угодий. Для производства так называемой зеленой электроэнергии требуется как минимум в 10 раз больше материалов, чем для традиционных источников энергии. Все это продолжает способствовать истощению и загрязнению планеты. В настоящее время не существует правил утилизации солнечных батарей. Большинство этих отходов либо экспортируются в страны третьего мира, либо отправляются на свалки, поскольку стоит в 10 раз дешевле, чем переработка. Bunların hemmesi planetanın çökmüğüne ve hataklamağın, boşanmışmağın devam ettiriyor. Kadir Klok'tan gün pınarlarını gaytadan işleme için hiç düzgün yok. Bu alanların köpüsü ya da 3. Dünya yurtlarında eksport edilir ya da poligonlara giderler. Sebebi gaytadan işlemekten 10 ise
10 istihat ardan. Gün panellerine kanunların yardımlarından 3 yıl estete hazırdır. Yaratıcılar bulup adamların sağlığına yaramak takdir ediyor. Bu buzun dine ucu. Başka bir misal yer türbinalarına göre yer türbinalarının yerli huvayet ödününü görkediyor. Bundan başka da yakın ediyorum yaşayıcıların sağlığı için toplum ve ekosistema yaramak takdir eden tek yolla çıkarılıyor. Yürütü maksatlı gemileri, teknik hizmet çılgınma filizleri ve alçakları liderleri çalışmayı öz içine alayan teknik hizmet hakkında uğraşamıyor. İşleyen doğruna dünya bir yeni elektrik stansiyası 350 tonnadan uğrak çalıyı yağın talep ediyor. Bu volka 6 tank demir yol opusu ile dengeştirip bilen. Bugün planetanın terdelenip olmayan çeşmelerinden önlüyor. Должны ли мы активно развивать технологии альтернативной энергетики, если у них столько недостатков? Başka bir misal elektrik avtomobillar bu arada fikirlenip görün. Kobalt fondudaki yerası madanlarda çağı rahmetinden önlüler ve bu 20. asırda bulup geçiyor. Yukarıdakilerin himmesini güdümünü tutup böylelikle bu soruya cevap vermelidir. Gençliklerin köp golf alternatif enerji teknolojilerini işçen öğretmeli. Bu malumatlar hakikaten hem hayran alıcı. Çünkü yaşlı enerjiyanın dünya bir yaşıl olmayan insan planetanın ekolojisini hatta mervetleştiren öne düşünüyor. Yaşlı enerji mevzuunun unutulmasının hızlanması hakkında fikredeli. Şimdi bu yaşlı reforma gayret edelim. Bu daşkı kurşu geçireğinin bahası bizim yurdumuzun ve hemmemiz için gaspi olayı. Yaşlı enerji çeşmeleri bile dili vaslanırlar bu melinama bir ithal içinden şırak çıkıcı getirecek görülelim. Entegam 70 gigawatt gün panellerini kurmalı. Hazır dünya 25 gigawatt var. Ve dünya 210 milyar euro bahası düşer. Yeniden 40-50 gigawatt yeni enerji kurmalı ve bunun bahası 150 milyar euro çeyini kurulu. Geçirişimin doğru atlanırış yöneticisinin bahası yok ve inadından 200 gigawatt talyalarını 4-5-6 ihtiyaçlı kurmalı. Entak oylap tapmadık böylelerdi. 2023 yılın iyun ayının ahırına bolup geçen son vaka. Işığı küplü yaşlı enerji elementlerin başına çıdak bilmedi. Lokandon, Scott şehrindeki bir fermada 5.12 megawatt kuvveti olan 14 gün panelinin küpsü yol edildi. Abaşıda bu. Dünyanın türlü yurtları gayteden dikkat edilen enerji çeşmelerine şortan iktisadi sebeplerini çekmeye finansiyer. Ama kataklizm doğruna böyle taslamaların ikinci hedef otuvartın bol çıkmağı del. Köpler dünya bir doğum del, tarna, toban tufani, su coşmaları, çukurların ve beylek ve dağçıkların elbette yaşlı enerjini mümkün etmeyeceklerini düşünüyorlar. Şeylelik bilen Avrupa'da buluşuyalı, İtalya'da yukarı varlı enerji çeşmelerine geçmeli ve bu panelleri yer enerjisi ve elbette CO2 varada miktar uyar. Hazır kuvvetta adam işçenleri sebepli dören tipli takdiri bahanası bilen yaşlı teknolojiyalar ornaştırma mecbur olan Avrupa'nın tezde kanunlarının protokolu yedirli. Avrupa'nın ilkinci kanunu eyyem büyüce yedirli. 2035 yıla için ahlak doğrular elektrik olmalı. İtalya için bu enerji noktayı nazarından çözmek mümkünlerliğini şaşırlı teknik meselelerini anlayacak. 40 milyon avtoğulu öksürsek, bu milyon avtoğulu flotunun takvinen 100% günü 400 gigawatt saatlik top enerji gerek olur. Hazır avtoğuludan 60 kilowatt saat günü ya da günü 50 kilometre. Bir yukarıda seyredilen geçiş amalı aşıranımızda 10 yılın elektrik enerjisi olan işlerin 50% yukarılanyanın anlatıyor. Bu enerjiyi nereden alırız? Görüşmede kanun hiçbir teknik esas olmadan kabul edilir. Bu kanunları kabul edenliklerin başarılıkları
Barada soruyla çıkar. Bundan başka da onun kıtırlığını ya da evetleşmenin bakılan başka bir hikmeti kanunu dünya yolcu transport değiştirir. Yol çaptalarlar için. Nem için yol yükloğlarına değiştirirlerinin çaplanıyor. Yükloğlarından çıkan zımınların nerede götürüldüğünü bilir. Cemi 27% şunun için yol yolcuların elektrik enerjisini getirmek aşırıyor. İkinci kanunlarla ilgili bir taraf olmalı, ölürüm hükmani uğrunluğuna değiştirir. Şelihim yaşayacağı hakkında fikir edip onu birden alacak olan yalı. Ölürüm yaşa boğulurot bir taraf etmek yalı. Asıl maksadı olan Avrupa kanunlarını oylak tuttular. İtalyan müşküller için bu ölürü terdilenip, için bunlarca Avrupa sarf edilme anlayacak. Bundan başka da İtalyan müşküllerlerin ölürü Köyne tarihi merkezinde yerleşir. Bu bir yerde modernizasyon hasım duruma düşer. Örmek amala aşırılmalı yaşlılar, caylar satılıp bilinmez ve şunun için kıymeti yeter. Ve bundan başka laflar. İtalya'da yaşayacağı oranın 80% hukuki eğitimleri değiştirir ve 40 başkaları eyyam. Uluk saadet krizi bilen yüzüğü bolyan numarası vakti. Ölürünü yaşlı etmek, bilmeyecekleri anlayacak. Elbette yaşayacağı durmak peseler bu şeyleri bilen İtalyan başkalarıyla hatam gariplaşar. Borsa iktisadi krizi hatam elbetleştirir. Yöne yaşlı enerji geçişinin en manisi zadi bunu dünya Avrupa'da, Abaşa'da ve Avustralya'da ediyor ve bu yurtların millatı 800 milyon adam. Kalan 7 milyar 200 milyon adam bugün milyoner. Yaş. Dünya saadetinin yukarı nüveden tutulun. Hedeki vakta Avrupa'daki ehli zavatlar tapıp ehli'nin çuluğu settirdi. Dünya derecesinde bu çayokinin üstüne tehdir etmek. Ve saadetimiz dünya saadet ruhumuna dünya böyle olur. Elbette bulmaklar dünyası adeta borsiyal dünyanın bağlı böyle için görülü olmak diye. Yani bu bahana bile ne ortalığı planeta planetary business hiç zaten görülmüyor. Yaşıran yer gödükçülüğü eden elitaları paylaştırıyor. Yönetmeyi adamlar için enerjiyanın en yeterliğini çeklendirir ve hatam gödükçülükte saklar. Günün tamam İtalya batıyı pasif yurdu uğurluyor. Hatta yönetmeyi alımların bu fikrin çözüldüğünü ve yaşlı enerji yaşlılığını bize yetecek sadece taşıkan ulan ikna batılıklı kadınlarlar. Elbette bu adamların esas meselesini bu anı hükümünü çözülmez. Dostlar, inni karar veriyor, kullanacak. Ya bu bulamıcılık devam eder ya da enerjimiz artmaklaşır. Neticede bu anın çıkmağı için Türkçe enerji durumunun çıkmağına sebep olan. Bu sebeple dine bir galmar ya da dürücük cimmetimizin için terkten durur. Sonrası sivil ya da enerji meselesi temsilciler ve temsilciler çözülür. İlk bilen adeti çeşmelerde kalır. Ahlaki kapitalizmlerin yeni çeşme için paralel yağdayı sade enerji çeşmelerini birbirinden ve neticede batıya yağlayıp işleyen teknolojiler alarsa bu hakikattır. Hazırlık vakti birlikte karar ve birlikte ulanacak. Geçişte orası geçme için ve hemeladın doğru gitmeyi devam ettirmek ya da hepimiz bu coğrafyasını düşünen o fırsatın pedalarını temizatını yapabilir. Enerji yağdayının farklarını cikmecik eşkiler. Ne tasarı o cevap verin. Yönetme İtalyan yağdayına dikkat İtazda birleşmenin gücüne temahalara yer. Her bir dürüdüzlük modeline sürmeye oğlu ulanç malumatlar hatam devam ettirse, hükümet boşluklar dünyamızı katı çalıp başlar. Dürüdüzlük cemiyetine himmedat yer olur. Siz bu emin bu arada birlikte alabilir. Hazır vakti bu enerji meselesini ve başkalarının çözmeye mümkünçülük veren yekede kısıtçılık çözülür. Sorunumuz var, ortamını durmuş ölçülmesi fırsatları. Münaycan, elit tezlerden haysi oyunlar, vurnasalar da adamlar birleşenler elit tez güçlü böyle. Türkiye'nin yekide gücü adamların birleşen gücüdür. Как нам поможет эта ветряная мельница или эта стеклянная солнечная панель, когда все вокруг сносит потоками воды или бомбардирует град?
Да, это абсурдное решение. В то время, когда есть технология БТГ, которая могла бы дать бесплатное электричество всем итальянцам. Одна небольшая коробочка может уже сейчас вырабатывать электричество для всего жилого дома, машины. Вы представляете, какие это дает нам возможности? Но ее невозможно внедрить, пока мы живем в потребительском формате общества. Да, БТГ возможен исключительно в созидательном обществе. Давайте посмотрим, почему. Энергетика — это то, без чего наша цивилизация не может существовать. Но сколько усилий мы тратим и от каких факторов зависим, чтобы добыть энергию для наших благ? Углеводородная энергетика. Атомная энергетика. Гидроэнергетика. Зеленая энергетика. Что происходит? Отключили свет на этаже? Опять? Сейчас в энергетике мы полностью зависимы от невозобновляемых ресурсов планеты, либо от погодных условий. В погоне за энергией мы разрушаем природу и подвергаем опасности свои собственные жизни. Это ли предел наших мечтаний и технологических возможностей? Нам нужен новый технологический скачок, и мы его способны совершить уже сейчас, но только при одном условии. Для начала давайте разберемся, насколько такой скачок реален и какую выгоду от него получит каждый человек. Бестопливные генераторы энергии. Что это такое? Давайте для начала сравним их с традиционными генераторами. Двигатели внутреннего сгорания и ядерные реакторы для своей работы требуют постоянной подачи топлива для превращения тепловой энергии в электричество. Зеленая энергетика требует ветра или ясного неба, бензин, ядерное топливо конечны, солнце, ветер, вода непостоянны. А двигатели на этих принципах имеют низкий КПД, то есть низкий коэффициент полезного действия. Что это значит? К примеру, в двигателе сгорело топливо на 100 мегаджоулей, а из этой энергии двигатель передал механизму для работы 30 мегаджоулей. Таким образом, КПД будет равен 30%. Оставшиеся 70% энергии рассеются в виде тепла в окружающее пространство. КПД традиционных источников энергии крайне низкий. КПД теплоэлектростанций до 43%, КПД двигателей внутреннего сгорания до 40%, КПД атомной энергетики до 35%, солнечных батарей до 22%. Даже самые эффективные гидроэлектростанции имеют КПД не выше 85%. Но большая часть этой энергии тратится на транспортировку до потребителя. Потому что поставить такую гидроэлектростанцию в каждый дом невозможно. А вот поставить БТГ возможно. Для бестопливного генератора требуется энергия только для запуска, а далее он работает автономно. И таким образом получается, что его КПД больше 100%. Следовательно, БТГ — это не вечный двигатель. Он все равно требует вложения энергии, но в гораздо меньшем объеме
чем энергия, которую он производит. Возникает очевидный вопрос. Каким тогда образом появляется энергия, если никакого топлива для этого не требуется? Из школьного курса мы знаем, что по закону сохранения энергии мы не можем получить полезной работы больше, чем потратили на нее энергии. Но этот закон работает только в закрытых системах, а БТГ — это открытая система, и он получает энергию из окружающего пространства. Ученые Российской академии наук экспериментально подтвердили, что, например, в процессе работы магнитных БТГ вокруг генератора пространство не нагревается, а наоборот, охлаждается. Вокруг этой технологии есть множество мифов и подделок, которые дискредитируют само существование БТГ. Есть те, кто стремится заработать на продаже фейковых устройств. Настоящих изобретателей подвергают запугиванию и даже физическому уничтожению. Множество разработок было украдено или уничтожено. Почему это происходит? Энергия — это не только инструмент манипуляции, но и политического влияния. Это миллиардные прибыли энергетических корпораций, которые с внедрением БТГ в одночасье исчезнут. А значит, и исчезнет власть над нами, теми, кто покупает энергоресурсы и зависит от них. Однако, несмотря на все препятствия, на данный момент существует несколько работающих установок от официально признанных изобретателей. Давайте рассмотрим некоторые из разработок. Магнитный генератор. Его прародителем считается Джон Сёрл, который в своих установках использовал магниты, подготовленные специальным образом. На подобной технологии изобретателя Денниса Данцика американское предприятие с 2019 года поставляет своим клиентам энергию от установок мощностью до 25 киловатт. С 2019 года это перестало быть фантастикой. БТГ вызывает смех как фантастика только у людей, кто далек от науки и кто не следит за новыми технологиями. Поэтому те, кто смеются над БТГ, сами вызывают улыбку. Продолжим. В Украине был разработан целый ряд бестопливных генераторов. Принцип работы этих генераторов был основан на базе зацикленной электромагнитной пушки силовой импульсной установки. Например, одна из установок при затратах в 3 киловатта выдавала на обычном генераторе 25 киловатт свободной энергии. КПД составляет 833%. Гравитационные генераторы. В одном из типов таких установок применяется пневмогидравлический принцип. Генератор работает на выталкивающей силе воды по закону Архимеда. Мощность таких установок зависит от их размера. Самый известный генератор этого типа называется Kinetic Power Plants. Он также известен как генератор Роша. Производством таких генераторов занимается немецкая фирма, которая имеет свои филиалы в Мексике, Сербии, Швейцарии и Колумбии. Согласно официальной экспертизе, компрессор генератора одной из установок потребляет 4,5 кВт, а сам генератор производит 11 кВт электроэнергии, то есть КПД составляет более 200%. Как это много? Это расход среднестатистического загородного дома – 6 кВт в час. Генераторы на радиоволнах. Их изобретатель – Максвелл Чикумбуцо из Зимбабве. Его называют африканским Теслой. Очень компактная африканская технология позволила не только создать генератор свободной энергии, но и модернизировать автомобиль, чтобы он двигался без топлива и подзарядки. В итоге даже был модернизирован вертолет. Недавно разработчик представил очень маленький блок питания на 500 Вт. Его мощность позволяет запитать широкоэкранный телевизор от свободной энергии. И есть еще десятки менее известных разработок в разных странах. В США, Малайзии, Грузии, Индии, Турции, Японии, Узбекистане, Мексике, Новой Зеландии и многих других странах существуют коллективы исследователей, разрабатывающие бестопливные генераторы. Как же так, спросите вы? Почему эти технологии удалось запустить? Почему же их изобретатели все еще живы? И генераторы не уничтожены? Да потому что они получают энергию бесплатно, а продают ее потребителям за деньги. Сами же установки стоят сумасшедших средств. Процент людей, получающих сейчас энергию от этих установок, ничтожен по сравнению со всем человечеством. Таким образом, сейчас уже реально действующие БТГ никак не помогают всем людям обрести энергетическую независимость. Так почему же не всем доступны эти поразительные технологии?
Потому что мы живем в потребительском формате общества. Если внедрить БТГ во всем мире, не меняя формат общества, то это обернется большой бедой. Миллионы людей останутся без работы. Все, кто был задействован в энергетической промышленности, от директора до уборщицы. Это неминуемо приведет к краху экономической системы, росту безработицы, нищеты, преступности и к хаосу. Но когда мы поэтапно изменим потребительский формат на созидательный, то новая экономическая система позволит нам внедрить БТГ повсеместно. Закроются все электростанции, заводы, шахты, дамбы, нефтепроводы, наносящие вред экологии и представляющие угрозу для людей. Углеводороды мы будем использовать более эффективно, а не просто для сжигания. А люди, работающие в энергетическом секторе, так же как и каждый человек на планете, будут обеспечены безусловным базовым доходом. Они смогут спокойно перейти в любую другую сферу деятельности, защищенные и обеспеченные обществом. Давайте посмотрим, каким будет мир в созидательном обществе после внедрения БТГ во все сферы жизни. У человечества появится источник свободной, стабильной, безопасной и экологичной энергии. Мы больше не будем за нее платить. Больше никаких счетов за электроэнергию и коммунальных платежей. В каждом доме будет свой компактный, автономный источник электричества и отопления. Это сделает нас независимыми от централизованной энергосистемы, что очень важно во время усиления климатических катаклизмов. Автомобили больше не нужно будет заправлять, и мы не будем ограничены в передвижении в любую точку мира. Бестопливные генераторы будут установлены не только в домах и на автомобилях, но и на вертолетах, самолетах, кораблях, космических станциях. Роботы и автоматические системы, выполняющие всю тяжелую работу, будут обеспечены бесперебойной энергией в необходимых масштабах. Наша планета освободится от опутавших ее проводов и трубопроводов. Свободная энергия — это одно из условий перехода цивилизации на новый эволюционный этап, уже на переходном периоде к созидательному обществу. Энергия будет доступной и бесплатной для каждого человека в любой точке мира. Хочешь, чтобы БТГ стоял в твоем доме и на автомобиле? Поддержи созидательное общество и расскажи о нем друзьям. БТГ — очень важная разработка для всего человечества. Но, как мы с вами видели, его можно применить во благо всем людям только в созидательном формате общества. Огромное количество проблем решит БТГ как для каждого человека в отдельности, так и для всего человечества в целом. Ну да. Сколько головной боли и нервов нам не надо будет испытывать из-за страхов остаться без денег. Ведь на сегодня мы создали с вами мир, в котором правят деньги. А БТГ и другие технологии в созидательном обществе решат не только проблемы в энергетике, но и в такой жизненно необходимой области, как медицина. Благодаря им мы сможем жить долго и быть здоровыми. И я понимаю, что сейчас эта фраза вас зацепила и вызвала скепсис. Тогда пришло время поговорить о медицине в нашей стране. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Флавиано. Я живу в Бари. Я хочу сразу искренне признаться вам, что очень люблю Италию, потому что это моя родина, моя история, моя культура. Я люблю Италию за людей, за их доброту, гостеприимство, юмор, за их страсть к жизни и способность находить радость в мелочах. Я люблю Италию за ее душу, за ее чувство прекрасного, за такие ее ценности, как семья, дружба, любовь, забота и отзывчивость. Забота и готовность помочь — это то, что я так люблю в людях Италии. Но, к сожалению, с этим связано и то, о чем я очень переживаю, как и миллионы других итальянцев. Уже несколько лет я задаюсь вопросом, почему у нас, итальянцев, которые по своей природе очень заботливые и отзывчивые люди,
такая беспомощная и некачественная медицина, вследствие чего мы порой даже не в состоянии оказать помощь друг другу. Я уверен, многие мои соотечественники хорошо понимают меня сейчас. Кризис итальянской медицины в нехватке медработников, оборудования, неравномерном распределении и доступности медицинских услуг между регионами. Сегодня я хочу поговорить о настоящей причине кризиса в медицине, который мы все с вами переживаем сейчас, и о том, как эта проблема может быть решена. Начну с небольшой истории, которая, я уверен, будет знакома большинству итальянских семей. В один из дней мой маленький ребенок просыпается с высокой температурой. На дворе как раз период ОРЗ. И я вижу, что ему очень плохо, и понимаю, что ему нужен доктор. И уже здесь я сталкиваюсь с проблемой. Люди из любой другой страны наверняка скажут мне: «Почему, Флавио? Просто отведите ребенка к педиатру». Но все не так просто, друзья. Я же итальянец и прекрасно понимаю, что если повезу сейчас ребенка с температурой 38,5 на прием к врачу в государственную поликлинику, то там нас встретят километровые очереди, и ждать приема врача придется несколько часов. И может случиться так, что в этот день мы вообще не дождемся нашего приема. Почему? Потому что в Италии катастрофически не хватает педиатров. На одного педиатра в нашей стране по статистике приходится 985 детей. Доклад о здравоохранении «Термометр здоровья» приводит именно такое количество – 985. Сумасшествие. Только вдумайтесь, около 1000 детей на одного доктора. А что это означает? Что в периоды обострения ОРЗ, когда нагрузка особенно большая, за день один доктор может получить, к примеру, и 100-200 звонков. Если бы даже доктор работал 24 часа в сутки, он не смог бы принять и половины всех детей, которым срочно нужна помощь. И очевидно, что врач не только не может оказать пациентам качественную помощь, но даже не в состоянии с этим справиться физически. В этом же докладе приводится и не менее печальная статистика касательно докторов общей практики, то есть семейных врачей. Там говорится, что каждый врач общей практики обслуживает в среднем более 1000 граждан. А самые высококвалифицированные врачи часто достигают или даже превышают планку в 1500 пациентов. Как вы думаете, будет ли врач с такой нагрузкой доступен для срочного вызова? И сколько времени он сможет уделить пациенту? Конечно, мало. И естественно, что большинство закрепленных за ним пациентов просто не смогут до него добраться. А те, кто смогли, не факт, что получат достаточно качественную медицинскую помощь. Кроме того, в этом докладе отмечается еще один удручающий факт, что для 3 миллионов итальянцев врачей просто нет. Их просто не хватает. Это огромное число. Получается, что для 3 миллионов жителей Италии врачи в целом не предусмотрены. А из остального населения лишь самые стойкие, если повезет, смогут попасть к врачам, выжидая долгие очереди, особенно при обращении к специалистам или при прохождении сложных обследований. Врачей просто не хватает, чтобы заполнить все необходимые вакансии, которые появляются в связи с тем, что другие врачи выходят на пенсию, увольняются
или просто уезжают из страны. Да, это тоже проблема. 10% вакансий семейных врачей не закрываются, в том числе и из-за недостаточной зарплаты. Многие врачи уезжают в другие страны за лучшими зарплатами, потому что за идентичную работу в другой стране платят больше. Или же врачи, недовольные своей зарплатой, остаются в Италии, но предпринимают другой шаг. Уходят в частную практику, открывают частные клиники. Врачей, поступивших так, можно понять. Работы меньше, а дохода больше. Возвращаюсь к истории с моим сыном с высокой температурой и к тому выбору, который встал передо мной. Вести его с температурой 38,5 на прием к врачу, где километровые очереди, или вызвать частного врача за 50, а то и 100 евро. Это достаточно большая сумма, с учетом того, что среднестатистическая зарплата в Италии на 2022 год составляла 1300 евро. А если добавить сюда еще и расходы на лекарства, не покрываемые Национальной службой здравоохранения, на диагностику, повторные посещения врача, конечно, никаких денег не жалко для здоровья своего ребенка. Просто надо понимать, что получается действительно большая сумма. Но за эту сумму хотя бы гарантированно можно получить медицинскую помощь. Поэтому вполне естественно, и тенденция это показывает, что все больше итальянцев прибегают к частной медицине для решения вопросов со здоровьем. Но это, к сожалению, означает, что в случае даже не очень серьезной болезни на медицину может уйти практически весь бюджет итальянской семьи, и часто его может даже не хватить. А что еще более печально, это ведет к тому, что те итальянцы, у которых нет денег, чтобы позволить себе частную медицину, остаются вовсе без необходимой помощи, поскольку в госучреждениях могут просто не дождаться своей очереди или дождаться, но в больших муках. Я помню, как моей подруге сделали операцию на руке, и в этот же день ее выписали домой. На следующий день я на машине отвозил ее в больницу на перевязку. У нее была высокая температура и острая боль в руке. Учитывая, что вчера ей сделали наркоз, и она плохо себя чувствовала. В очереди на перевязку мы просидели 5 часов. Представьте себе, насколько плохо она себя чувствовала. Так это еще и не самый тяжелый случай, так как она в конечном счете дождалась помощи. А сколько тех, кто не дождался? Я уверен, что любой итальянец может рассказать массу таких историй. Очевидно, что жизнь человека в нынешнем потребительском формате общества не стоит на первом месте и, к сожалению, абсолютно не ценится. В Италии государственные расходы являются основным компонентом общих расходов на здравоохранение и направляются в национальную систему здравоохранения. И вот он, парадокс современного потребительского общества. Добросовестный итальянец честно работает на своей работе, получает зарплату, с которой регулярно отчисляется налог в казну. Внесенная им сумма налога распределяется в том числе и на сферу здравоохранения. То есть государство обязуется предоставить ему бесплатную медицинскую помощь. Но когда этому добросовестному итальянцу нужна эта самая помощь от медицинского госучреждения, он просто не может ее получить. Беспомощность. К сожалению, должен отметить, что в Италии один из самых низких показателей по финансированию здравоохранения в Европе. Кроме того, в Италии существует большая разница в качестве и доступности медицинской помощи между северными и южными регионами.
Особенно не хватает медицинского персонала и оборудования в южных и островных регионах. Вследствие такого кризиса в медицине, в 2022 году треть итальянцев, а это примерно 20 миллионов человек, отмечали, что им пришлось отказаться от медицинских услуг или операций из-за многочасовых очередей, многомесячного ожидания и недоступности медицинских учреждений. И, кстати, их недоступность – это тоже большая беда. В Италии очень высокие темпы сокращения медицинских учреждений. За последние 10 лет в нашей стране закрылись 125 больниц. Количество пунктов оказания скорой помощи также сокращается, и их тоже критически мало. Я знаю не понаслышке, что на станциях скорой помощи люди часами ожидают своей очереди на помощь и осмотр. Когда моему сыну разбили бровь, нас забрала машина скорой помощи, и в этом пункте скорой мы 4 часа ждали доктора. Я видел огромное количество людей, страдающих, плачущих, стонущих. Там было просто хаос, потому что не хватало врачей. У меня возник закономерный вопрос. Это точно скорая помощь, где могут быстро помочь? Что значит ждать в пункте скорой помощи 3, 4 и более часов с острой болью, переломами, травмами? А иногда людям с подобными симптомами приходится ехать в другой город или регион, потому что есть лишь один госпиталь на большое количество населенных пунктов. И снова беспомощность. И вся эта картина усугубляется неутешительной статистикой роста заболеваний. В частности, в 2022 году в Италии зафиксировали увеличение количества диагнозов разных форм рака. А вдобавок к этому, летом 2023 года больницы Италии зарегистрировали резкий рост числа случаев обращения за скорой помощью из-за проблем со здоровьем, вызванных аномальной жарой. Температура в Риме в июле достигала 41,8 градусов Цельсия. В 23 городах был объявлен красный уровень тревоги, связанный с аномальной жарой. Врачи отмечают, что такие климатические изменения особенно опасны для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. А мы с вами, зная, что происходит с климатом планеты, прекрасно понимаем, что экстремальные явления будут нарастать. Условия для выживания людей будут становиться только хуже и невыносимее. Сможем ли их достойно встретить с таким состоянием медицины, как у нас сейчас? С километровыми очередями, отсутствием больниц, медперсонала, медицинских специалистов? Что мы будем делать, когда количество больных будет расти из-за пожаров, наводнений, извержений вулканов? А нам, к сожалению, придется столкнуться с этим. Мы прекрасно понимаем, что в потребительском формате общества, где жизнь человека не ценится, мы никак не можем гарантировать выживание себе и нашим детям. Потребительский формат и отсутствие ценности жизни – это и есть причина плохого состояния нашей медицины. Сегодня, к сожалению, мы являемся заложниками потребительского формата, где страдают все – и доктора, и пациенты, и каждый из нас, наши дети. Но мы же люди. Забота и взаимопомощь заложены в нас от природы. Тем более в нас, итальянцах. Поэтому нам просто необходимо создать другие условия общества, позволяющие проявлять наши лучшие человеческие качества. Нам нужен формат общества, позволяющий нам быть людьми.
Но мне не безразлично будущее мое и моих детей, как и многим людям по всему миру и многим итальянцам. Поэтому мы сегодня здесь, и поэтому мы говорим о выходе, об изменении самого формата общества с потребительского на созидательный, в котором жизнь человека — главная ценность. Что же означает формат созидательного общества для здоровья и жизни человека? Уже в переходном периоде к созидательному обществу достойная медицина, бесплатная и высокого качества, будет доступна каждому человеку на планете. Медицина будет работать на предупреждение болезней. Врач будет получать зарплату одинаково высокую во всех точках мира, соответственно своей квалификации. И он не будет заинтересован переезжать из-за зарплаты. А значит, не будет недостатка специалистов ни в одной стране. Кроме того, врач будет заинтересован вылечить каждого, так как наличие здоровых людей тоже будет отражаться в виде дополнительной надбавки к его зарплате. К тому же врачи в созидательном обществе не будут работать на износ. Технологии будут помогать им оказывать нам качественную помощь, и при этом абсолютно бесплатно. Давайте вместе посмотрим вдохновляющее видео о медицине переходного периода к созидательному обществу, которое будет доступно каждому на планете уже в переходном периоде. Представь, что ты абсолютно здоров. У тебя ничего не болит, твое тело в идеальной форме. У тебя есть твой личный, персональный врач. Его главная задача – держать твое состояние здоровья на высшем уровне с помощью превентивной медицины. Он ежедневно проверяет все показатели твоего организма и выдает тебе лучшие рекомендации по питанию, микроэлементам, физической нагрузке и отдыху. Ты навсегда забываешь, что такое лишний вес, головные боли и простуда. Твоя хроническая болезнь или генетическое заболевание оказались легко излечимы. Твой доктор совершил передовое открытие, и теперь ты навсегда избавишься от своего недуга и будешь абсолютно здоров. Твой личный врач – это лучший доктор в мире, самый образованный, самый начитанный. Он обладает опытом всех врачей мира. Он знает все самые современные технологии. Dünyadaki akıllı Luqmanların tecrübesi var. İnternet teknolojileri bilen ve ünlülüklerin devamını Luqmançılık bilimleri ölçünürler. Ve 2 minutda takip diagnoslar koyar ve hiç kaçan yanlışmıyor. En aladarı ünsü ve netkarda izletereder. Elmadama hepsi de 7 gün 24 saat dünlerini arabatmış kitaplar. Dünyadaki her adamın şeyleri Luqman var. Absolutno mülk yağdaydı olur. Çünkü tırnakçı bir alda yok bu hakikat bu. Sebab Luqman'ın görücülük yönetine geçti uğruna her adam için yeterli olacak emeli intelekt olur. Dünyadaki akıl Luqmanların klinikaların ve Luqmançılık gözlük institutların tecrübesini cemler. 8 milyar adamın becermek tecrübesi ölçün alır. Aklı beceriler, aklı görkürmeler ve görkürmeler kullanmak aklı tecrübe iyi olur. Bedeninin bir güç gayretinlikleri bilir ve online yağdayımızda ve finallarımızda gıdavçılık eder. Şunun için ortalık tecrübesini esaslanıp gayretin ayağda için inanılmaz beceriş usullarını belirler. Şartlı Luqman'ın finişe saldırın olmağı mümkünçülük verecek internet teknolojilerine təsirləşdirəcək görülür. Bu texnologiyalar eyyən var və dürüstçülük cümlətinə geçişdə uğruna sizə muhteliyetlər olur. Luqman'ın yanına varyant sığır. Yazığa almaq, novuklar
Yerden çıkar, klinika gitmek, novatlarda oturmak ve finada geçmiş tutmanın olur. Sebebi eyyam gece günlüğün devamına mühim alametler online yazılara çıkmak mümkünçülük veren daşıklar var. Temperatura, gan, pH, impuls, gan atışı, gan hormonu, EKG, kisarot, şeker, metabolikler ve gan akım, immün molekülleri gıdavçılık etkileyen ve simptomları yüze çıkmadığından özel keteli anıklayabilen elastik bir sensör bolbiler. Şöyle bir sensör Chicago Üniversitesi'nin fiziksel moleküler ve engineerçilik mektebinin PME'nin gıdavçılar tarafından işletildi. Bu akıllı hamamdaki ayna ketellerinin alametlerini bir minutta fiziklekler. Yine onu vazaylamalı. Ayna vurulan programda üçüncülüğü stres derecesini tetikler. Gazda açıklarken arşını ayar ve düğümünü tetikler. 3D scannerlar, yüz keşfin pencereler ve subspektral kameralar mirovuşunu HR yani hemoglobinin derecesine bakabilir. Şol ayna oturdurulur. Retinal scanner üniversitesinde işlendirildi ve yine bir minutun içinde Eurova ve insult için zarur şeklerin takip ettiklerinin mümkünçülük veren Anglia. London'un St. George Üniversitesi'nin profesörü Alicia Rubinska'nın yoldaşlığında topar quartz algoritmini tayarladı. Retina damarlarının topolojisine ve uzunluğuna da kaydan teknolojiye. Hatta rak keselinin hem yankılar. Elektron burun teknolojisi eyyam 20 minuta takipli 90% bu rak olan. İlk doğruda rak keselinden kılaya. Encam rak keselinin vücutlar tarafından bölünmüşken kan plazmaların yükseltilen organ birleşmeleri tekiyor. Fizik sinyalından peydalanıp beyni ve omurga yılığının dolu keselini 100% takipli ve anıklamak oluyor. Entek alametler yok. Japonya'nın alanları Uluna qaramazdan alametler olmadık yağdayda hem rak keselini anıklamak için teşekkür atinollarını oynarlar. Gözler 100% takipli göz İndiyanlılara melanoma ilk doğrularda dine telefonumuzda bir fırata seyredip gidip çıkartabilirsiniz. Skin Vision algoritmları sonra gözden geçirilen son derdine sağlık var, bolsa sinyal verir. Genetika inженерчiliği okuduğunu bol için çok vakalar gördürür. Gözler bir tepna, ağır mümkün etmezliği, güçlüğü, lipoz ve başkaları yağlı becerip olmayan genetik keteleri yeniltme mümkünçülük veriyor. Ahli keteler için aladığım en hıyal değil. Bunun versal, robotların kanalı, onkoloji, gyroavr, insult, yakonç keteler, artrit ve başka kuptatları yaptığını çıkartabilirsiniz. Sebebi bu lukmanlar İslam'ın mesela çadını için programlanabilir. Burada filan kesinlikle yanının adı gözümüne getirip lukmanların yanına algak ketelin sebebini anıklamağın yerine Dünya bir stakan kum içerisinde içinde sana robotların lukmanları var. Olur hatta duymadığınız derodiagnostika, terapi ve yukarıdınarlı kirurga baranyalı olursunuz. Sebebi sana robotlar bedenin hemiyetini hareket edip dine ağırsı ve takip ihtiyacınız çeşmesini tapman eğitim onu yok eder ve bedenin işini rol eder. Sana robotların dermanları maksatlı usulü iyi verir, kan damarlar ayırır ve yaraları tüker. Efendim koşulu çeşmeli rak vücutlarının yukarı etmeye başarar. Antibiyotikler virüsleri karşı gelişteleri antibiyotik kime tarafından ve derman önemli olan kapsülün olmağı zararlı olmaz. İyem şeylerinin robotlarda üretilen mevcut DNA aklı programa duyuyor. Bu gerçekten doğrudur. Şöyle de olsa, bu teknolojilerin hem fiziğine dönüşü hem de onu geçtiğinde her bir adam için iletişim olabilir. Her kuatı sarf edicilik görünüşüne bir de getirmiyor. Dağılırsa da sağladın, kasap kültürümüyor. Sağladın varsa unutmançılık ve derman tekrarlar girdicilerini bitirir. Şunun için bu teknolojilerin hiç kaçan yönü adamlara
yetiştirilmeyen. Şunun için adamların peydasını emrede intellekte girebilmeli. Yine cemiyetin formatı bu görücülük konusunu ilk göster mümkün. Görücülük cemiyetine bulmak düşüncesi yok. Durmuş kılması düşüncesi var. Şunun için geçişte olduğunu egemin zaman terör adamı mutlu olur. Да, такая медицина действительно может эффективно помочь нам и в случае климатических катастроф. Потому что с помощью технологий все решается быстро и эффективно. Да и в целом, конечно же, кому не хотелось бы уже сейчас пользоваться этими благами и улучшать свое здоровье и здоровье своих родных и близких? А почему у нас нет этого сейчас? Потому что у нас пока нет созидательного общества. А что отделяет нас от созидательного общества, от этих технологий и крепкого здоровья? Отделяет то, что другие люди не знают о созидательном обществе, о его выгодах и о том, что такой формат существует. Böyle doğrultuları bizim durmuşumuz yok bunun sebebi takdirde derece cemiyetinin olmadığı sebebi Rötebet döneminin her bir adama yüzleyen dürüstlük cemiyetin faydaları ve böyle formatın vardığını hemen bilmeliler. Bilenlerin hemmetini izleyen gelin çağalarımızın geldiği için dürüstlük cemiyet hatta yakınlarımıza, akıl dostlarımıza ve tanışlarımıza aydalayın. Şerefim dostlar, eğer şu yayılımlı tesvir yazarlar, bağlanışlı, ahlak adamlarla paylaşım, dürüstçülük cemiyeti hafta adamlara aydık peydanın hakikati uğrucu kılını yakınlaştıralım. Особенно вспоминая, сколько у нас проблем в медицине. Да, и вспоминая, сколько раз мы сталкивались с трудностями в принципе получить медицинскую помощь. Спасибо большое, Флавиана, за такую важную тему. Я думаю, что каждый итальянец может вспомнить трудную историю, связанную со здоровьем. К сожалению, в нашем потребительском формате общества, даже если ты платишь деньги, это тебе еще не гарантирует, что ты будешь здоров. А что нам вообще гарантирует потребительский формат? Мы с вами только что увидели детально все проблемы и кризисы в нашей стране. Мы просто на грани. Ведь это наша любимая Все почему? Hava dünya şaşırtıcı formatında seni kurduğu İran ediyor. Cemiyetin teknik tadını yağlı dünyanın avaramazdan teknoloji bu alım bize doğru kullanma etmiyor. Nemçin, sebebi adam ömrü onu idare etmek cemiyetçiliğimizde birinci ortada durmuyor. Bu düğünden başka da adaşlar. Bu bir açar oluştu. Bu bizim yaşayan terk ediş formatımız bilen adam ömrünün inme kıymetine uğrayan dürücülük cemiyetinin arasına bir tefavut. Öldürmüşümüzde bu birek yürüyümüzün durmuşuna bağlı bu karışımı. Bu dünyanın halasetine ve onun inme olduğunu etmem mümkünsüzlere. Çeleme hırlavatına şüphesi İtalyanlar çıkbatı adeti alada etmek bizim için teviği var. Dolce Vita adamların hakikatinin yaşaması diyen acayip dünyası. Her kimden kaysı dünyada yaşaması yani zorlasanız, her kim cemiyetin dürücülük konusunu kulaklarına Если бы вы могли описать новое общество, как бы вы его описали? Общество, которое занимается планированием, которое разрабатывает новые программы, общество, где уважают cemiyeti suratlarını bilseniz, onu nedir? Eğer de siz özleyen cemiyetin suratlandırmalı ortamı ne, onu ne gerekir? Tədəriklərimi birləşdirən, təzə proqramlar düzən, başqaları format qoyan, daşqurşol format qoyan mühimmələr üçün iş yerlərdə öyrən, cemiyyətçilik, erkinin cemiyyəti bitməni atlanırlar. Fikir azaqlığı və söz azaqlığı tutulduğunu özünüzdə olmaq azaqlığı. Birincilik bilən, mən açıq oynandırdım. Cemiyyətçilik, əgər də alaşıqlığın üstünə cemlənən nokta, ona daşlardan hop içili, hop alınmaz. Özünü belekleri, seyredip belekleri gördüğüm için özünü şanyal görsem ama bu cemiyet halk bol cemiyet olur. Которая знает, что отдавая, человек получает старицей.
что, оказывая помощь нуждающимся, человек прежде всего преодолевает свои собственные недостатки. И никто не может думать, что он не обладает таковыми. Мой мир мечты можно описать Benim словом isteyen, «любовь», потому что если вы вкладываете любовь во yaşamak всё, что isteyen делаете, любовь ко всему, cemiyetim что вы видите, sevgi dünyası borçluyor sebebi слово «любовь» sevgiden himmedat amalaşıyor, sevgiden de rızık gelir. Eğer sevgi olmazsa onu ölüm olur. любовь есть жизнь. Şunun için her bir harekette sevgi var. Нужно лишь привести Men любовь в действие. Общество, которое более men yardım более edici cemiyet внимательно için, относится к воспитанию детей, yani bir okunu ödeyen cemiyet için более инклюзивное в adamlar положительном ödeneklerini смысле, konu ödmek isteyen cemiyet için Я хотел бы жить в обществе, которое позволяет Очень мне благодарна. более свободно выражать себя. И чтобы был, так скажем, личностный рост. И adamlara которое şahsi позволяет мне также заниматься vaxt духовным veren, ростом. yani şahsi ötürmek için vaxt veren cemiyet yaşatmalılar ve şun yağdayda adam ruh taydana meselelerine şöyle Уважением к isteyen. другим больше внимания уделяется, Benim например, чтению. Benim arzu ettiğim cemiyetim, cemiyetim her bir şahsiyeti üstmeli ruhsat veren cemiyeti hasisleyen tabi şöyle yağdayda adam türlü təzəliklər açıp bilər və şeylərdə cemiyetin hem kısmına yardım eder. Benim benim isteyen cemiyetim olsa adaletli hem adamların den olacak cemiyeti. Я надеюсь, что это Benim станет реальностью, а не останется мечтой. Лучшее общество, где есть стимул для her творчества. bir adamlara den derecede mümkünçülük verecek cemiyet isteyen. Ты помогаешь. Umumaydanımda Я бы сказал men в двух словах. balans ve Баланс, честность. Это, безусловно, очень sosyal красочный bariyer olmadık мир, в котором нет cemiyette формальных yaşamak isteyen. где нет культурных барьеров, Belek где можно adamlarla быть açık открытым adam для olmak другого. da. Beleklerle açık yağdayda diyalog bilmeyen cemiyet Диалог, по сути. isteyen. Şöyle yağdayda cemiyet hem Таким образом, мир, internasyonal безусловно, был бы cemiyet olabilir. интернациональным. С тысячей языков, тысячей граней, большой открытостью ума и большой чувствительностью к ближнему. Я надеюсь и я желаю, что когда-нибудь смогу жить в осознанном обществе. И прежде всего, если существуют индивидуальные и коллективные проблемы, скажем, иметь большое мужество, чтобы противостоять им и дальше жить, преодолевая их именно потому, что рядом со мной есть тот, на кого я могу рассчитывать. И это то общество, в котором я хотела бы жить. Более настоящее общество. И прежде всего общество, которое бы не прогибалось под деньги. Я была бы полностью удовлетворена, если бы существовало общество, в котором мы все интересуемся друг другом. И все мы интересуемся культурой друг друга, так же, как и своей собственной. Не только продвигая свою собственную, но и проявляя интерес к другим культурам. Я хотел бы построить общество с настоящими ценностями. Это, можно сказать, мечта каждого человека. В моем обществе именно культура, школа, образование, университет и меритократия, очевидно, занимали бы очень важное место. Все, что связано с культурой и меритократией. Потому что часто в Италии, в частности на юге, меритократия немного игнорируется. Искреннее. Прежде всего искреннее. И, повторяю, оно должно быть полно любви. Потому что любовь, я имею в виду любовь к искусству, любовь ко всему. Потому что именно любовь движет миром. Поэтому в слове «любовь» очень много того, что вызывает прежде всего уважение к человеку. Потому что если мы любим, то многое становится ненужным.
Спасибо большое, мои любимые итальянцы, за такие прекрасные слова. Мое сердце радуется, когда слышит каждого из вас. Потому что когда я вижу, сколько хороших людей, то знаю, что еще не все потеряно в нашем мире. Знаю, что у нас есть шанс все исправить. Все то, что мы услышали, это то, чего по-настоящему хочет каждый из нас. Какой мир на самом деле? Это наша общая мечта. И как отметила Ирина, хорошо бы, чтобы это не осталось мечтой, а стало реальностью. İşlemlerden kerviri hakikatlerini işleyen adım. Şeyle dünyasına bir umumi arzumuzdur. Ve Irina'nın birleşiği yani düş olmak hakikati olması mümkün. Biz bu kervilerinde olalışlar, dünyanın hakikati olmaması bağlı. Asarından herkesin mümkün nimet edecek aydar. Arzularımın bu dünyada dönüşü cennetler. Bunun şeyler zahir durmuş görünüşünü. Aduna hemen kişilimler. Her birimde bir olmadı da siyahlayın hakikati maksatlarını yaşayar. Bir olan sevgi ve hormat hakikati gençler avadançılık ve erkeni dönüşü cennetin esasını duyar. Глобальный соцопрос проекта «Созидательное общество». В каком обществе мечтает жить каждый человек? Десятки миллионов опрошенных людей в 180 странах, сотни тысяч часов отснятого видеоматериала. Döredüçülük cemiyeti tatlamasının global pikir soruluşu. Her kim haysi cemiyette yaşamak isleyer. 180 yurtta geçirilen onlarca milyon adam, yüzlerce min saatlik video material, terabayt maglumatları. Döredüçülük cemiyetinin agzalarının dünyanın türlü günceklerinden 15 milyon saatdan gowrak şahsy wagty buların hemmesi dünyadaki adamların nähili yaşamak isleýändigini görkezmek üçin. Diňe döredüçi cemiyette 100% amatly, howpsuz we bagtly durmuşy barada ähli adamların arzulary kepillendirilýär. Buların ählisi döredüçülük cemiyetiniň we senin bagtly geljeğiniň 8 esasynda esaslandyrylýar. Bu videonu görün ve döredüçülük cemiyetinin näme üçin isleýändigini de düşünersiniz. Bir esas adam durmuşy. Döredüçülük cemiyetinde iň ýokary gymmatlyk adamyň durmuşy. Ýagny beýleki adamlaryň kyýaly durmuş bolar. Bütün adamzat bir sivilizasiýa öwrüler. Bu bolsa uruşlaryň, dürli konfliktleriň we krizisleriň ýoklugyny kepillendirýär. Ahyrynda hakykatdanam gorulandyňyzda anam gazanarsyňyz. İki esas adam azatlygy. Döredüçülük cemiyetinde erkin we goraly bolarsyňyz. Hiç kim sizin hukuklaryňyzy we azatlaryňyzy bozup bilmez. Siz dünýäniň raýaty, erkin syýahat edip bilersiňiz. Isleseňiz ýaşaýan ýeriňizi ansatlyk bilen üýtgüdip bilersiňiz. Döredüçülük cemiyeti hakyky erkinlik we deňlikdir. Döredüçülük cemiyetinde azlyklaryň hukuklary ugrunda göreşmegiň zerurlugy bolmaz. Sebäbi ýokary ýa-da pes adamlar bolmaz. Her kimiň iň ýokary derejesi insan statusy bolar. Eýer her ýüzünde adamdan, erkinliginden we hukuklarından hiç kim we hiç beýik zat bolup bilmez. 3 esas adam howpsuzlygy. Döredüçülük cemiyeti sizin howpsuzlygyňyzy kepillendirýär. Döredüçülük cemiyetiniň ykdysadyýety her bir adama krizisleriň we inflyasiýanyň ýoklugyny kepillendirýär. Siz goralarsyňyz we ähli nymatlara eýe bolarsyňyz. Döredüçülük cemiyetine geçiş döwründe eýem adından 60 inedördül metr meýdany bolan mugut ýaşaýyş jaýy hususy eýeçilik hökmünde berilýär. Adam başyna kommunal tölegleri tölemeli däl. Her öýde size we maşgalaňyza mugut we çäksiz energiýa berjek BTG ýangytyşsyz generator bolar. Mundan başga da şol geçiş döwründe salgyt tölemezden şu gün $10.000 barabar şertsiz esasy girdeji bolar. Puluňyzy näme sarf etmelidiňizi anyklamaly. Şu wagt başlap bilersiňiz. İlki bilen ähli qarzlaryňyzy tölersiňiz, öýtärsiňizmi? Emma olar ýazylar. Bu puly bejerýä ýa-da bilime sarf edersiňiz, öýtärsiňizmi? Ýöne iň oňat bilim we
Sağlığı goraýyş mugut 24 saat el yeterli bolar. Döredüçülük cemiyetinde howpsuzlygyňyzyň esasy zat bolar we ähli teknologiýalar durmuşyňyzy gowlaşdyrmaga gönükdiriler. Her bir öýde halayan iýmitiňizi, islendik eşiňizi we beýleki zerur zatlary alyp bilersiňiz. Sağlık kapsulasynyň kömegi bilen keselleriň nämedigini ýatdan çykararsyňyz. Hemişe sagdyn bolarsyňyz. Bu bütün ömrüňde arzu eden zadyň dälmi? Emma bu hemmesi däl. 4 esas hemmeler üçin maglumatlaryň aýdynlygy we açyklygy. Döredüçülük cemiyetinde köpçüliklerin habar beriş terişdelerine tegişlidir. Habar beriş terişdeleri halkın bähbitlerine hyzmat eder ve hakykati açaçan we dogruçul görkezler. Şeýle hem islen wagtyňyz döwlet gaznalarynyň hereketi we paýlanyşy barada ygtybarly maglumat alyp bilersiňiz. Cemiyete tegişli pul ilki bilen siziň puluňuzdur we onuň nähili sarf edilendigini we näme üçin sarf edilendigini bilmersiňiz. 5 esas döredüçülük ideologiýasy. Indi beýni ýuwulmaz, hyýaly düşmanlar gorkutmaz. Bir-birimize garşy çykmaz we dostlara we düşmanlara bölünmez. Sebäbi döredüçülük cemiyetinde zorlugy adamzada garşy we cemiyetiň bölünmegini barada bagyt etmek gadagandyr. Döredüçi cemiyetde adamy uly harp bilen östürmek we terbiýelemek üçin ähli şertler döredilýär. Çağalarymyz adamçylyk, insanperwerlik, dostluk, özara hormatlyk ýörelgeleri esasında terbiýelenýärler. Hut şol hiller döredüçülük cemiyetindäki adamlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň esasy bolupdyr. 6 esas şahsiýetiň ösüşi. Döredüçülük cemiyetinde islen ýeriňizde we kime isleseňiz öwrenip bilersiňiz. Bularyň hemmesi mugut bolar. Döredüçülük cemiyetindäki bilim şahsy mümkinçilikleriňizi 100% açar. Size intellektual mümkinçiliklerinizi arttırmak üçün ýörükde döredilen programma beriler. Islendik okuwumuz gyzykly we tolgunduryjy bolar. Okuwda we ösüşde iň ösen teknologiýalara girip bilersiňiz. Dünýäniň islendik ýerinde amatly wagtda öwrenip bilersiňiz. Döredüçülük cemiyetinde bilim dünýäsi siziň üçin açykdyr. 7 sütün adalet ve deňlik. İşlemek isleseňiz, size lezzet berýän hünäri saýlap bilersiňiz. İş hepdesi 4 gün, iş gün 4 saat dowam eder. Siz bolsa ýylda 2 gezek doly tölegli dinç alarsyňyz. Islendik işiň münasip aýlygy bolar. Bir meňdeş wezipe hünär üçin hak tölemek bütün dünýäde bir meňdeş bolar. Şeýle hem adalatlylyk we deňlik mundan beýlek hususy monopoliýanyň we çeşmeleriň isrip edilmezligini üpçüm etýär. Ähli tebiği serişdeler ähli adamlara degişli bolar. Şonuň üçin size degişli bolar. 8 esas kompaniýanyň öz-özüni dolandyrmagy. Döredüçülük cemiyetinde adamzat taryhynda ilkinji gezek ýeketäk universal sivilizasiýa dörediler. Ähli häkimiýet ähli adamlara degişli bolýar. Hem saňa adamlaryň özleri näme islendigini we nädip ýaşamagynyň has gowudygyny bilýärler. Sosial taýdan möhüm meseleleriň hemmetine açyk online platformada halkyň özü çözer. Berilen meseleleriň ýetirilmegi üçin hünärmenler jogapkärçilik çekerler. Olary halkyň özü bilýär we gödekçilikde saklar. Sebäbi hemme prosesler açaçan boljakdygyny sebäpli döredüçülük cemiyetinde korrupsiýa we diktatorluk mümkin bolmaz. Döredüçülük cemiyetinde nähili ýaşaýyşyňyzy özüňiz çözersiňiz. Adamzat taryhynda ilkinji gezek geljeğiňiz eliňizde. Döredüçülük cemiyetiniň 8 bünyady adamzat ýaşamak islegimizden emele geldi. Her kim uruşsuz, zorluksyz, zalymlyksyz, garyplyksyz, inflasiýa we haýtadyr bir krizis manasyz we umumy sarf edilmezden dünýäde ýaşamak isleýär. Parahatçylyk, howpsuzlyk, durnukluluk, ýokary hili we mugutlukmançylyk we bilim isleýän bolsaňyz, dünýäde erkin gezmek, şertsiz esasy girdeji gazanmak, mugut erkin energiýa almak isleseňiz, döredüçülük cemiyeti ähli arzularyňyzy amala aşyrar.
Buların hemmeti yakın yıllarda ansatlık bilen durmuşa geçirilip bilinir. Bunu nädip etmeli? Bu hakda mümkün bolduguça köp adama aydın hemmeler. Döredüçülük cemiyeti hakda entek bilmeyen goňşyňyz we daş töweregiňiz düýüş dünýäsinden aýryldığınız. Döredüçülük cemiyetiniň gyýska wagtda gelmegini isleýärsiňizmi? Hereket edin. Aýdyň, döredüçülük cemiyeti Bu videonun görülmeden soň dörücülük cemiyetine durmuşun nähili ajaýyp duygusallyk duydum. Bu duyguny ýakdan çykarmak mümkinler. Bele dünýämizden ýüze urmak mümkinler. Sergio, men senin bilen dolu razıyım. Esasanam geleceğim bizden bari ýok bir näçe adım topda dolu birde. Şeýle cemiyet kurmak bizim elimizde we ykbalymyzda mühim rol oýnaýan taýlawymyzdyr. Häzirki wagtda biz dörücülük cemiyetinden aýryan ýeketäkler yer ýüzündäki ahly adamlaryň kimse ýoly ardygyny aslynda bilelikde dörüdip bilje boljak hakykatymyzy bilmezligimizdir. Biz Italyanlar hemme dağda bilelikde etna öwrenşdik. Birlikde İtalyanymyzy ogadyn agadan etdik. Dörücülük cemiyetini gurmakda az birligimiz bütün dünýä üçin aýyldyrym sag bolup biler. L'Unione fa la forza di iniciale az bir güç var. Şeýle cemiyetde gyýhawak ýaşamak üçin her kim näme biler. Videonun özüne ve bu konferansyanyň dowamında dörücülük cemiyeti barada maglumatlary beýle adamlarla paýlaşmagyň näme barada söhbet etdik. Näme üçin bu hakda gürleşýär? Sebäbi dörücülük cemiyeti hakynda gürlemek, onuň gürleşigini iki başlançylygyň ilkincisidir. Dörücülük cemiyetini gurmagyň iki başlanmagy we her kimin oňa nädip gatnaşyp biljekligi barada hakyky şeýin öwrenilmeli. В рамках законодательства, который представляет Belli bir mailnama bar bolsa, maktada barýan ýol gaçpak görünýär. Aýdylşýaly bu başlangyç teoşyň ýarysy şonuň üçin edilmeli laflara düşünýär. Indi logika soragy da çykýar. Näme etmeli? Dörücülük cemiyeti barada ahly adamlara nädip habar bermeli? Bu barada halkyň özlerinden Italyanlardan soradyk. Dörücülük cemiyeti barada nädip habarly bolmagy diýenimiz özleri aýtdylar. Gelin ýene dolar dinläliň. Никоим образом не направлен на свержение, противодействие, либо вмешательство в деятельность существующей власти. Не посягает на суверенитет, территориальную целостность и конституционный строй государств и не предусматривает совершение каких-либо других противоправных действий. Ведется в строгом соответствии с действующим законодательством, соответствует нормам международного права, в том числе Всеобщей декларации прав человека и Международному пакту о гражданских и политических правах, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Деятельность в рамках проекта «Созидательное общество» направлена на изменение формата взаимоотношений между всеми людьми, не привязана к отдельной стране или странам, является международной и осуществляется с целью полной реализации прав и свобод каждого человека во всем мире. Потому что созидательное общество возможно построить только во всем мире, а отдельно взятые государства могут только декларировать намерение Dörücülük cemiyetinin formatına geçmek niyetlerini Dörücülük cemiyetine taraf arayan käbir ýurtlarda adamlaryň durmuşyny sosial şertleri gowlaşdylar. Ýöne diňe ýurdun saadetini dokmayan çarçuwada. Ýoksa diňe dörücülük cemiyetine geçmäge finansiýan ýurt dörücülük cemiyetini gollamayan ýurtlara, gollamajak ýurtlara garaşly bolar. Sebäbi häzirki wagtda ähli ştatlar siyasy, cemiyetçilik we maliýe energiýa, kanunçylyk, logistika we şuňa mendeşlik bilen ýakyn baglanşdyryp direktleri bagly bolar. Ýeketäk ýurt adam ömrüniň gymmatyny dogry üçin edip bilmek sebäbi beýleki ýurtlarda hemişe harp hop alınýar. Şonuň üçin bir ýurtda dörücülük cemiyetini gurmak mümkin däldir. Поэтому в отдельной стране построить созидательное общество невозможно. Dörücülük cemiyetini gurmak üçin iki başlanýan barak anysynam bar. Dörücülük cemiyetini gurmak iki başlanýan hem halkara we milli kanunçylygyň kaydalaryna laýyk amal aşyrýar. Birinji etap maglumat tapyr bolupdyr.
Adamlar hukuklarına ve azatlarına ve getirip dürücülük cemiyeti var da beylek adamlara haber verirler. Şeyler bütün dünyada dürücülük cemiyetini kurmak isteği kanun ve ferahatçılık yazıydı dürülüyor. Adamların hukuklu bu kayışını açı çalıp düşseler, dürücülük cemiyetini kurmak innek kitaplarına çalıp geçmek mümkün olur. İkinci etap global referandumu tayarlamak ve geçirmek. Dünyanın yakın yurtlarına adamların hukuklu dürücülük cemiyetini kollamandan sonra adamların yaşamı için yeterli kabul edilebilir ve derur hükmüne ölçünün dürücülük modelinin aklı adamlar tarafından kabul edilmek için dünya referandumuna tayarlar ve geçirir. Bütün dünya salat alışığı tayarlık görülgen mahalına onu geçirmek için derur kanunsuluğu ve tekniki etaplar edilen ve kabul edilir. Global referanduma şartlar sorular verilir. Adamların adamların cemiyetinin edici görünüşüne, dürücülük görünüşüne geçmeyen ve adamların sivilizasyon, dürücülük cemiyetine uğrulmağını kollayar mı? Onun kararı, dürücülük cemiyetinin 8 dünyadını global konstitusyonun esası tümünleri kabul etme. Aklımın platformasını yeri gününe İnce kuruluş var, bunu tasdiklamak. Dürücülük cemiyetine geçişte olduğuna başlayan tenefini belirlemek. Global referandumuna onun karar verenlerden tam adamlar ve ihtiyarlarını vermeye ve ederler ve bunların durumuşa geçirmeye başlar. Yani kanunların kabul edilmeyi, ahli yerine yetiriciler belirlemek, güdümçülük saklamak ve idini çağırmak, şeylerin beyleklerle hukuksal kararlar ve meseleler tüm tarafların öğrenilmesinden son yakıta global kaynaklı platformasını sesler muhalifleri yine halkın tarafından kabul edilir. Kanunçuluk dünyada bu platformalar emeleveler adamların yaşayan muhakmanı budunların yakıta çeşmesine uğurlar. Adamlar tarafından kabul edilen kararların yerine getiriliş, yukarı hünermenler cevapkar yerine getirici tarafından amal aşırlar. Onlar online adamlar tarafından belirlenir ve bu dövüşükte saklanır. Bütün dünya sağlığa karşılığında adamların hukuki cemiyetçilik görünüşünü terk edecek dürücülük hükümlerinin kararına göre takminen 6 ayda dürücülük cemiyetine geçiş doğru başlar. Destek saklamaları olarak 5-6 yıl devam edebilir. Bu doğruda iqtisadi model, texnologiyalar ornaştırılır ve cemiyetteki bu prosesler ilk kurulur. Neticede her bir adam için eğer kurulabileceği ve mümkünçülükleri aşağı cemiyetçiliğin dürücülük formatına doğru getirmeye mümkünçülük verir. Geçişte onun ikinciliğinden başlayıp adama kopartmışlarını ve eletirliğini belirlenirler. Her bir adam hopsuz avadan durmuş ve erkin durmuş da alar. Dürücülük cemiyetine adamlar tarihinden engeç olmadı. Birbirinden təzə iqtisadi modelin koymağı ulen yeryüzündeki her bir adam için yukarı durmuş derecesi düşünediler. Bu model dünyanın dörtlüküncü onundan gelen hünermenler tarafından işletmedirlik ve teklif edildik. Durmuşa geçirilen ikinci günden durmuşunu büyütüdür. Onu global krizis çıkarmanı baraklı konferans edecek video ve köşünün takdirler. Bundan başka da konferans anlatıda size будет обеспечен высокий уровень жизни каждому человеку на планете, благодаря совершенно новой модели экономики, аналогов которой нет в истории человечества. Эта модель разработана и предложена экспертами со всего мира. Она изменит нашу жизнь уже с первого дня ее внедрения. С ней можно ознакомиться в подробной видеопрезентации, которая была публично представлена на международном форуме «Глобальный кризис. Выход есть». Далее на нашей konferansı мы также dünyada eyyam hareket eden milyonlarca adamlara boşluğunda daşlarımda, karşılarımda oynatan adamlara cemiyetin dürücülük formatları da kanunu haber verildi. Bu hareketler dürücülük cemiyetin kurma için dinden yaran eslev dürütme için deruldu. Planetar yer toğluğunda yaşayanların hukuki herkül için umut yaşayış şartlarının mümkünlüğünü niyatı elbette şansı da global referandum geçer. Тем быстрее будет проведен всемирный референдум. Когда есть конкретный план, то дорога к цели выглядит очень реальной.
Belli bir mailname barulamakın maksadı barayan yol vakti hakiki görünüyor. Ayrıcalı bu başlangıç oluşumu artı. Şunun için edilmeli dağıtlara düşünülmelidir. İne logik farklı çıkıyor. Bunu nerede etmelidir? Sürücülük cemiyet var arada adamlara nerede haber vermeli? Bu arada halkın gözlerinin İtalyanlardan soralım. Sürücülük cemiyet var arada nerede haberli olmak isteyenlerin özleri aydarlar. Kelime olsun ilerleyin. Salam, forum global krizis İtalya geleceğimiz bize bağlı forum çevrene sürücülük cemiyeti taslamasının milletinçileri, sürücülük cemiyeti taslaması ibaredaki adamlara haber vermeyin, intihasirli, usulü, neme diyen soruğu İtalyanlara yüzlediler. Sosyal medya, hazırki vakti yaşlar ve karılar, kimmeler sosyal olanlar, Facebook olsun, TikTok olsun, Instagram olsun, Twitter olsun ya da diğer sosyal olanlar olsun. Benim malumatlar almak için intihasirli çeşitli. Adamlara haber vermeyen yıkacak usul internet ve sosyal medya arkalı. Otvarlı burada üretilersiniz. Belki cover cemiyetçilik adamların tanıştırıp bilirsiniz. Tepkim şalvarlarda ananmalı ve unutuluyor. Elbette en yol internet arkalı. Umuman adamlara haber vermek ya da haber vermek için kapıda kurulu görmek, onun misal bolsa dağları harekete getiriyor, bir krediyen ve menua ulunan yarın. Benim fikrimce meselelerimizin biri takip insanlarımızın yokluğu, onların sahne az, onların hakkı olmalı. İnternetin ağır ölü gücü var diyelim. Şolur vaktini özünde bir neme problemi var. Şolur vaktini özünde aşık etme olmak ya. Şunun için himmet adı bir vədə uğraymak. Ama elbette adamların malumat almak üzere var olsa çeşmeleri değiştirip bilecek usul var. Şol sebepten haber vermeyen ya da haber vermeyen usulü onu bize burada agyanın ağzından anlamak derler. Ate çeşmenin bardağın esaslarına düşünceleri bolmadan təsirdir değiştirmek. Şerefli niyet hakikaten mümkün olur. Çok adamın yüreğine yetmek olsa elmeden olarak hiç ziyan etmeden özürsek malumat almaya maslahat verin. Elbette tabi teknolojiler ingoğuşurlu adet metod kullanılır. Yöneten teknolojiler ölüşüne kadar olur. Yaşayan köçanada ya da işe var yakalım. Bu mahavetleri ulu tahtasında duran ortamın netçe. Men özne çektiler. Hava çektiler. Görketişler, adamlar o kapılmayalar. Sözlerin sizlerine elbette. Kimmelerle görülüşün, tevavi, boğuyu ve mehum haber olanına haberler dillen dile geçiyor. Объединение всех этих сил, всех этих умов, всех этих знаний может принести значимую пользу для всех. Avrupa'da başladı ve dünyanın belirli yerlerine bolpilecek kimmeler için ve senetle aratmış bulundurulmalı. Bu atıkastırıkçı bolpiler, sebebi aydalık bu işler, bu akıllar, bu ürünler, kimmesin buraya cenler, kimmeler için maniyet bedavlıklar. Ediyen taklamanızda acayip sebebi özel tekilişine esaslanıyor. Bunun başka da aravatmış. Bolpilecek ve fakta aydayan vakıf benim fikrimce gati, tercihçilik gati çok doğru. Süper. Şeyleri filan sosyal olanlar, adamların malumatları tutmuyor. Nerede falyan ve onu şöyle duymağa yardımı var da netice çıkarttılar. Şunun için videoda eşitişini bir sözler usulen, dinlehemmeler ve uğraşmayan usulen adamları yetiştiler. Нет, не закрывай, пожалуйста, главное не закрывай. Хорошо, просто перейди по ссылке и почитай. Зачем? Я это ты из будущего, и поверь, я знаю, что я говорю. Это же обычно глупая реклама. Ты же хочешь базовый доход $10 000, бесплатное жилье, медицина и образование высокого уровня? Значит, переходи, читай и делись со всеми. Что мне делать? Делись со всеми. Отправляй всем ссылку. Размести лого проекта у себя на авто.
Звони родственникам, расскажи друзьям. Позвони теще, тогда уж точно об этом узнают все. В общем, пиши на стенах, делай все, что можешь, лишь бы об этом узнал весь мир. Кажется, у нас получается. Алло, да, ты знаешь, что... Вау, Вау, безусловный базовый доход. У нас все получается, у нас есть будущее. Smut yaşayacağı adam başına 60 квадратных метров на человека. 60 квадрат метров. Если ты продолжишь информировать, нас с тобой точно ждет офигенное будущее. Спасибо, что ты меня услышал. Bu И не останавливайся. bir daha vermeye devam ederseniz kafana acayip geleceğiniz olur. Beni işlemiyor çünkü sağ olun. Saatte durma. Dereceli cemiyeti gelecek hakikaten yüksek yani. Вау, реально. ЭСО меняет будущее. Türkmen hareket edilecek dönem acayip vizual misal var. Bu tecrübemden ayrı bilen Gürcü cemiyet hakkında birleşik başlamalı ve teorimi dünyanın asli dünyanın eyyam etkiyanını görürsünüz. Adamlarla birleşim, Gürcülük cemiyetin yemediğini onlara ne hikmeti getireceklerini aydın. Teverimiz, bolya, Gürcülük cemiyet hakkında eyyam teorimi zekilere aydarın. Ama Gürcülük cemiyetinin durmuşu az şartlaştırmak için başka nemeler etkilerini yerler. Şeyler kahramanlar için cevaplar var. Malumat mümkün oldukça çalıp yaratmanın tertibi usulü devletlerimizde, vilayetlerimizde, şehirlerimizde, etraflarımızda ve şunun yerlerde neçe meydan vursak bileceklerimiz, dingeslerimizde ve işçinin hareketlerine bağlıdır. Ehlidatın kanunun çağrını edilmeminin yaptığını çıkarmam. Edilmeliğini yaptığını çıkarmam. Kutlaştırmak merkezinde örtülük kıynar. Cemiyetimizde ya da şehrimizde dürücülük cemiyetinin ahmiyetini düşünen iki adam var bu karışmam. Fokusuna kodunu açın ve dürücülük cemiyet var arada başkaları haber vermeye başlam. Bir heptenin içinde değişiklik olsa bir ayda yürümez. 2 ayda olsa tebitimizde her bir ayda dürücülük cemiyet var arada bile. Gelin dürücülük cemiyet hakkında öğrenelim. Video gelin konuş edelim. Вы узнали о созидательном обществе и поняли, что благодаря Dürücülük cemiyeti var arada öğreniyoruz. Bu durmuşa geçilmenin neticesi yıkılan adamda toplumuna ve balkına bitbatçıların onunla bilecekliğimize ikinciden asla arzu etmediklerimizle takip edecekliğimize düşünmelisiniz. Bu mut yaşayacağı ve onun bu mutcay şehirde takip edici ayda $10 beraber olan şehirde edici mutlulukmançılık ve her bir adam için iletişim olan tabi teknolojiler. Bütün sağlanmalarınız bu yaş, oğudun, bedenini ömrü boyu uzatabilirsiniz. Size hoşluk ve akılda durmuş kefillerimler. Dünyanın istenlik yerine muhtelif, aklı mümkünçlüklerini ve etme mümkünçlükleri yer. Her bir adam için bu mahsul çok mümkünçlükler olur. Cemiyetin dürücülük görünüşünü durmuşu geçirmek için her vakti buraya sesinin uğrak yurttan gelen milletinçiler birleştirip dürücülük cemiyeti aklı taslamada terk edilirler. Dürücülük cemiyeti bir yurtta durmuşu geçirtilmez. Bütün dünyada şarrulatın örtüne, kanunu, fırakıcılık, yol veren anılar şartlılar. Bu ikinci navatta dünyada ahli adamların dürücülük cemiyeti var atak öğrenmemizi ve ona golluğu etmemizi anladılar. Şeylelikle onun kuruluşuna halkın isyanı görüldüler. Şunun için dürücülük cemiyetini kurmakta birinci ve en kımmet adım
şeyle format durumuşa sürmem mümkünçülüğü. Her bir adama nekil artık maşrutları veren o arada mağlumat vermektir. Şunun için her kimden ümü koru işçenlik ve dürücülük karar edilir. Nereden başlamalı? Dürücülük cemiyet hakkında akıl dostluğunda, yakınlarında ve doğrultusunda aklarak aydık bilersiniz. Olar kim özgürlüğüne taştığı haber verdiler. Dürücülük cemiyeti hem yerde tanınmalı, uğurlaşılmalı. Dürücülük cemiyeti var dahi hakim işlerin malumat almakla senet. CreativeSociety.com esaslı mükçünü volat. О созидательном обществе должны знать и говорить везде и всюду. CreativeSociety.com websitesine girip Вашим главным помощником будет ресурс. Halkara forumlar, dürücülük forumları, onun созидательного общества. А в разделах важность действий efektivliği ürünü вы sможете узнать о действенных способах dürücülük cemiyet var adı adının bir adama aydanmak katnaşmanız eyan başlanmayı. Bu yönü hareketlen dürücülük cemiyetini kurmağı, ikinci ve en mühim tapırına malumatlara koşulunmadı ve bakılar cemiyetinin adını attığınızdır. Hava bu yönü dürücülük cemiyeti taslamasında parça nişanlarını vermeye ya da melesinlerini sayılmaya düzmeye, adalık tülüğünü yürümeye ve bir vermeye taslamanı şartlı maksatlar sürdürülmeye. Dürücülük cemiyeti gidecek kazanmayan taslama. Hiç kim onun provadan bilmez ve hiç kim başka birinin hatasını peyda vurmaz. Bu yerde dünyanın dürülüğünce olan adamlar birleşip cemiyet bir yanı ve prensipte duruyorlar. Dine cemiyetçiliği için durmuş östürme için çili özünün formu için östürür. Bu hemmeler artık maşrıklar kipirlendirilen cemiyetin dürücülük formatını tabi yararlıdır. Taslamanın durmuşa geçirilmeyi, yine halkın hoşniyetliğine ve inisiyasasına esaslanıyor. Dürücülük cemiyetini kurmak için hatta bir adam kıptat edip bilir. Ama birleşip az vaktin içinde halk kıptatlar hem edip bilir. Böylelikle katnaşıp edenlerde araştırmış kıymak artar. Dürücülük cemiyeti var arada az çok ve tefirli haber vermek isteyenler mi? Böyle adamlar, komşular, dostlar, kardeşler, kardeşlerle birleşim ve dürücülük cemiyeti var arada malumatlar mevcut koşullar merkezinde dürüdüm. Koordinasyonlu center dürüdüm. Koordinasyonlu merkezin İngilizce, Kıçamlı'da, etrafımızda, şehirlerde dürücülük cemiyetini kullayan ve yerli kanunları gözlemesi, iletimçilik bilen hareket eden adamlar cemiyetidir. Yalnız ve imtiyaz koordinasyon merkezi yok olsa, müdürlüğünde komşularımıza has şart haber verin. Fikirdeş adamlar takım ve öz meyletini koşturuş merkezinde dürüdüm. Koordinasyon merkezinde dürüdüm için ne etmek gerek? Koordinasyon sentrayı açmak yönetmeyi ve herkesin yönetkiler. İlk bilen biliş etmeniz için dürücülük cemiyeti.com dahi resmi e-posta arkalı kararını var arada esaslı koşturuş merkezinin haberleri uğradım. Bu bilelikte akıllarla bilen dürücülük cemiyeti var arada haksız adamlara malumat vermek için mümkün olan akıllarda kanunçuluğun çağrını durmuşa geçirir. Yönakları ve koordinat, ses ve video canlıları artarı online yağdayı bol bilir. Esaslar hareketlerinin ulaştırılışı olmalı. Yani malumat amalını nerede tevfikleştirmemiz bu arada belirler şartlar. Yönaklar ve koordinasyon sesi vermeler video canlıları arkalı online yağdayı bol bilir. Esaslar hareketlerin ulaştırılışı olmalı. Yani malumat amalını nerede tertipleştireceklerini var arada belirler şartnama. Ulaştırıcı merkezinde dürüdgen ortamız bu mümkünlükler şehrimizde dürücülük cemiyet var arada haber vermek, canları geçirmek, yanaklarını iyileştirmek, neticeler ara kontaklaştırmak. Öz aramızdaki vazifeler paylamak, beyni hücum için aratmış, olmadığı
təzə Если у вас çeşmələri есть какая-то görürlər. идея, то вы Görürlər. можете прийти с ней на общий созвон или встречу и Bir вместе fikrini прочитать ее eğer var реализовать. varsa onu umumi çağrışa ya da yığına getirip onu bir dönüşe geçirmeliler ve birlikte ara maslahatlaşır. Договориться о рекламе в общественных местах Meselelerimi и birlikte многое aktarlar, другое. stikerlerini çap edip Пакеты вы можете скачать eşiklere, бесплатно. önümlere, logotip Перейти в takabilirsiniz. society.com. Kötülük yerlerine, Скоординировав ahalıklara свои da усилия, вы можете alaşabilirsiniz ve оповещать и başkalarına привлекать aktarım к edebilirsiniz. информированию о созидательном Maksatnamaları обществе creativesociety.com ближайшее sayfasında окружение, но и götürüp целые bakabilirsiniz. сообщества, группы, Rahmetimizi организации, ulaştırıp, районы, görücü города, cemiyeti var da, интернет-ресурсы ne и yakın местные boşluğunda СМИ. der, Не yakın ограничивайте cemiyetlerde, себя. Если вы toparlarda, захотите, vuramalarda, вы сможете etraflarda, проинформировать şehirlerde, всю internet страну çeşmelerinde и bu yerli даже haber соседей. verişleri isteleri Вы var можете da, haber организовать verip координационные olarak центры не atmış только по bilirsiniz. принципу, где вы живете. Ödümünü Это çeklenirme. может быть среда İsterseniz ваших интересов, yurdumuza различных hatta меньшинств, komşularımıza спортивных hem klubов, haber verebilirsiniz. бизнес-сообществ. Dünya yaşayan yerinize hesaplayan tutuşturuş merkezini kurabilirsiniz. Bu sizin göklenmanıdır. Bu şovu, dürlü ağırlıklar, spor klubları, işe ve toparlar borçlar. Virtual koşmakların içine birleşip, beylek şehirlerden, yurtlardan, tüç planetadan gelen beylek bu koşmak merkezlerini bilen aratmış tapabilirsiniz. Görücülük cemiyeti ahli adamların birleşimidir. Ahli kurumalar, ahli adamlar, görücülük cemiyetini yaşamak isteyenlerin kimmesi, adır tapıcı formatın bir anına düşünenlerin kimmesi şiirdirmesindir. Görücülük cemiyeti kimmeleri faydalı. Görücülük cemiyetini kurmanın birinci malumat veriş taporunun geçenlerine nerede düşünmeli ve ikinci taporuna dünya referandum tayarlamak o geçirmek için nerede geçiştiler. Bu zamana getirip görün, şehrin içine aylanıp görücülük cemiyetinin nişanlı hem yerde görüyensinler. Doğru vakıfların hemmesi görücülük cemiyetine veriyen dolu hatta birleşiyor. Ahlası sağlığı ve görücülük cemiyeti var arada malumatlar bilen doğrulayan tüm dünyada esası akımlar çıkıyor. Bu görücülük cemiyetini kurmak için bütün dünyada kötülüğün islevenin görenliğini anladılar. Şehirli kulen inneki tapora geçer, global referandumu tayarlamak geçirmek tapora. Adamların yaşamak için yıkıda kabul edildi ve de ruhsuz görücülük modelinin ahli adamlar tarafından kabul edilmek hakkındadır. В процессе подготовки к всемирному референдуму для его проведения будет разработана Bütün dünya karar karşılığı tayarlık и kurmak için техническая база. ruh kanunculuk ve teknik hesap verilir ve kabul edilir. После принятия Bütün dünya положительного salat решения karşılığında всемирном onun референдуме karar kabul edilenin son cemiyetin ve dördün dolanılmak için sayılı platforması rol işler başlar. Terör adam kâve kanunculuk kanunların kabul edilmeyene göre ölçülü ve de seçilip bilir. Çeşme kötülüğü en yeterli asaçan mı innosen teknolojilerden doğrulur. Sayılı platforması arkalı güç hakikatte halkı kaytarlayan her birinde kaytarlar. Bu platforma kanunculuk dünyadına, yani adamlardan yaşayan umum hukman yığınlarını yıkacak çeşmelerini uğruyor. Görücülük cemiyetini durmuşa geçirmek yığınının terledi çemsizleşme. Hiç ileri revolüsyon yok. Hem de her bir yurdun kanunculuklu çağrını bolup geçiyor. Şunun neticesinde fark edici formasında görücülük, görünüşüne ferahatçılık ve evolüsyon geçirdiler. Yine bir canımda bu bütün adamların canını halat etmekle çeklenmek, eğitim akla arzu etmedik mümkünçülüğünü ve geleceğini açma için mümkünçülüğünü olur. Görücülük cemiyeti her zaman meselelerinin ve krizlerinin hemmesini çözecek dünyanın ikinci formatıdır. Adamda tarihine beyledat olmalı. Durumcu ve çilmeğin bizim her birimize bağlı. Şunun için hareket edin. Başka bir yerinin durmuşunu ve uğraştırmana karışmaz. Kimi şeyden durmuşunu ve yaşama için etmek için hareket edin. Erkin, toplu avadan görücülük cemiyeti yaşamak mükemmel ünlü hareket edin. Действуйте сейчас, если вы хотите жить в свободном, безопасном и процветающем, созидательном обществе. Hazır Walter Fox'un kızın son vakıflarını dörtmek bir bilen arasını şıklamak şeyle hem yerli ve halkara derecesinde belirli kızının son vakıflarının arasını şıklamak mümkünçülüğünün olmamak acayipler. Tecrübe ve fikir alış bilirsiniz. Gromaçılıklı hareketlerinde iki ödümüz hareket edenler hasıl neticeleri ve has köpekle çalkadan mümkünçülük verir.
Algıveriliğimiz ve neticelerimizi yumuşunun mümkünlüğü sebebi vakti kadar şartta. Gittiği şerbet batışıklar ulu kıpat batışıklar olup geçer ve her bir klimat hadisesi bilen ödünüzün gelen zatlarında ne derecede tayin geldiğini görüyor. Bu anın kevani bir de fikirlenmeye vakit vermeyer, hareket etmeye vaktimiz var. Az bir ve vakti var hareket etmeli. Fikircinleriniz bilmer sebebi hava bununla yazıya birleşer. Duruculuk cemiyet var da adamlara işten haber vermeli. Duruculuk cemiyetten veriyimizin nem verecektiğini aytmalı. Emma duruculuk cemiyetinin bir de kupillerini diyen ümmetimizade durmuşluğun halas olmalı. Duruculuk cemiyetin her bir adam için ümmetimizde hemmemizin aklı adamlarının bir almalı. Предотвратить катастрофу, нужны определенные условия. Эти условия dают Hakiki, maslahatta ve aydırışıyalı, konferansamda aydırışıyalı, alımların puanın ünlü almak ve beklaşıların ünlü almak için tavır şekleri verir. Bu şeklerde dünya dörücülük cemiyet tarafından içine diyer. Uruşuluk ve sançağalar. Yine birinci tartma olma tapkınları. Şuna orada dörücülük cemiyet var da hemmelere aydık. Onun çalt uruşuluğuna atmışlar. Bu vakit mühimmanın puanı ve beklaşıların halk bilcesinin sebebi çareler başlayanlar anlayacak. Bunyadımıza saklan. Высокие коммунальные тарифы, высокий уровень бедности, кризис в медицине и другие проблемы. Да, мы жалуемся на многое. На то, что должны экономить на еде и есть хлеб с водой. Но, несмотря на все это, мы счастливы. Да, вы не ослышались. Поверьте, наша жизнь не так плоха. Biz bu tatlar var da değerler. İmet toşuntlamalı, uçarak ve su imeli yönetmenlerin hemmesini aramazdan biz baklı hava doğrulaştırmışız. Buna durmuşumuz beyler bekler kadar biz bir adamlar. Tabii hava serbestsen takdirde gelmedi. Bugün ne hil bakıldığımızı düşünüyorum. Adamların kararı dağılan Türkiye, Suriye'de baklı adamlara hem adamın yakalayan yanılası da var olan da var da baksız oluyor seredim. Bunlar hakikaten baksız yerler. Su akımları yoluna aklıda yol ediyen yerine baksızlar şöyle yerde düşmeler. Ölür, izgalan adamlar bilen ötken yerine o yerde bir bazı adamlar var. Huday saklasın, bu adamların başından geçiren dağıtların başından geçirmeye. Sebebi serbörüsü bize gelenine hakiki tinçilığın, bedbahtçılığın, neyemediğini anlaşılığını düşünüyoruz. Şunu biz ingimmaklıladın, durmuşumuzluğuna hakikaten düşünüyoruz. Ama onu eyyem hiç olur. Şunun için henüz mümkünçlüğünü var olanmakta. Hatta azıcık fırsatımız olsa da bunun olmadığı için akıllar etmeliyiz. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло.